то, что Мухаммед в старческом возрасте женился на 9-летнем ребенке. Я чуть с братом не подрался, но с двоюродным. Он говорил, это так, а я как бы, ты что, я сам ничего не знал про ислам. В общем, так это у нас как-то закончилось. Потом уже я начал вот этих соцсетях ходить в тему, а, споры вот эти все, там, суфии, не суфии, в общем, и перешел я, как бы, ну, сразу стал ваххабитом, как бы, поскольку только эта и сторона везде пихается, особенно в русскоязычном пространстве, везде только ваххабизм, оно финансируется, поэтому как бы и результаты дает. Ну и потом как бы я наткнулся на коранические аяты, которых я никогда не читал. Хотя, в общем, со всеми спорил, вообще считал себя на истине. Мне просто кинули как бы аяты. И я понял, что я сейчас прочитал то, чего я никогда не читал. Ну и заинтересовался, в общем, и как бы влез в вот эту кораническую среду, скажем так. Начал изучать, начал, в общем, вот эти хадисы тоже отвергать. Потом как бы по чуть-чуть у меня чуть разум развился, нейронные связи я тоже как бы развил. Начал изучать и историю, помимо ислама еще что-то начал изучать. Ну и как бы для меня никакая моральная сторона или еще что-то на меня не подействовало бы, потому что я выстроил коранический ислам в своем разуме, а он, его можно оттянуть, затянуть, ну, в общем, как пластик, как Нео, он вообще неуловимый на первый взгляд. И как бы, что бы кто ни говорил, это на меня не действовало, у меня всегда был свой чистый ислам. И что бы кто ни сказал, это все было там придумано вот этими врагами ислама, арабами и так далее. Ну и как бы, отойдя, абстрагировавшись от ислама вообще, размышляя о том, кто я, что такое я, что такое вечность, что такое бесконечность, что такое душа. В дискуссии именно в этой дискуссии у меня развились еще нейронные связи. Как бы уже на ислам я вернулся, ну, после этих размышлений, уже с новым взглядом, как бы, и предопределение, вопрос предопределения, в общем, первый вопрос, и как бы он окончательный, а остальные все моменты, вот эти все аморальные, противоречивые, я их вообще не знал и не замечал до этого. Вот первый и единственный вопрос – это вопрос предопределения. Он как бы мне выявил противоречие ислама сразу так, скажем так, 90% реальный удар в мозгу. 10% я как бы еще старался, пытался, цеплялся, возвращался, сомневался. Ну и дальше начал изучать все эти противоречия, все эти моменты, аморальность и другие мифологии, их связь и вообще саму систему империи, ее роль, ее интерес, ее инструмент, который она придумывает для управления разных империй, в общем, и так 100% завершилось изъятие или удаление из меня ислама. Спасибо. Очень опыт. Я понимаю, что ты находился среди есть несколько национальностей. Там ислам очень сильно прилип к вам. Твоя семья или Карими твои зубами. родственники. Да, да. Как, да.
как твоя семья, как твои родные отнеслись к тому, что начал сомневаться в ислам? Ну, по-разному. По-разному было. Э, Не было ли у тебе меня. страшно? Да, не было ли тебе страшно, что скажут мои родители или, или еще что-нибудь такое? Ну, в этом плане я как бы из другого теста чуть-чуть. Если правда, то мне авторитетов нет. Если что-то является правдой, то у меня по жизни не было авторитетов. И как. Поэтому именно я и принимал все эти доводы, переходя из одной секты в другую. Потому что это были доводы, доказательства. И как бы правда для меня это высший авторитет. И никто не может, скажем так, как-то противостоять моему разуму. И поэтому, наверное, по-разному отнеслись, кто-то как-то, ну, как обычно, может быть, у мусульманина или любого христианина или еще кого-то, когда он меняет религию или говорит, что он больше не принадлежит к этой религии, или он атеист. Ну, как так консервативных религиозных семьях бывает, как у всех. Вот точно так же. Ничего особенного. Вот так. Хорошо. Что ты узнал о Мухаммеде, а, когда вот ты уже вот начал отходить от ислама, и ты начал узнать о Мухаммеде то, что ты не знал, когда ты был в исламе? Что тебе такое вот возмущало? Что ты, то ты верил, то ты не верил, то ты себе искал оправдание, что это не так. Были ли у тебя такие моменты? Ну, о Мухаммеде я, оказывается, практически ничего не знал. А, В общем, я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Ну, когда ты начал изучать что-нибудь, ты узнал больше, не то, что он женился на девятилетней. а, Ну, ну, конечно, конечно. вот Конечно. То, ты о вот чем. расскажешь, да, вот помимо этого, что тебе еще вот сподвигло, понимаешь? Не может же один фактор тебя смущать, потому что я не думаю, что тебе из-за одного фактора ты начал сомневаться. Ну, я, в общем, как я уже сказал, практически ничего, оказывается, и не знал. А все, что о нем говорили, я узнал, что это была ложью. А, Ложью в том плане, что а, все вот эти моменты, которые сказывают, которые преподносят имамы, муллы, они, ну, ровным счетом все наоборот. То есть они полностью 180 градусов в другую сторону врут. Наоборот, полностью все. Я узнал, что он был великим трусом, что он был а, женоненавистником, ну, скажем так, мягко, неграмотным абсолютно. И что он руководствовался чисто с практической точки зрения, используя и руководствуясь теми знаниями, которыми он обладал, чисто практической точки зрения. Я узнал, что умнее, чем он, были Абу Бакр и Умар, которые всегда наставляли его, которые всегда исправляли его, которые заставляли его, по-ихнему, это не аяты, не это заставляли Мухаммеда из законы, которые нужно для их мафиозной группировки. Я узнал, что он не мог контролировать свой половой орган,
я узнал также, что его приближенные не могли его контролировать. В этом плане были очень слабаками. Ну, я и узнал, что он еще и, скажем так, по тем временам, конечно же, это не столь можно вкладывать обычному человеку, но когда говорят пророк, то это уже, что у него есть какие-то фетиши в сексуальном плане. В плане, что я имею в виду, что рай он и своим приближенным вечное наслаждение, их понимание, это было вечно лишать женщину девственности. То есть приносить боль женщине – это ихний рай. Это чисто патриархальная мафиозная группировка, которая не мать, и понятно, Мухаммед не имел мать, и понятно, почему он психически, у него не было понимания такого, что женщина, мать, сестра, святое и так далее. В общем, и остальное, в общем, многое. В общем, такое. Ну, есть такое, я много то есть, с твоей национальности ребятами, которые заходят сюда, тоже разговариваю, и они говорят такую вещь, что а, ислам полностью совпадает с чеченской культурой. Согласен ли ты с таким высказыванием? Конечно, не согласен. Я, как и говорил, у них все наоборот, полностью. То есть они врут так, что нормальный человек, вот хороший человек, добрый человек, никогда не придет ему в голову, что этот человек, мусульманин, который перед ним стоит, может врать настолько. То есть они настолько наоборот врут, чтобы ты даже не подозревал, что они могут так лгать. То есть чеченские традиции – это чисто европейские традиции. В плане уважения к женщине, уважения к старшим, законов, морали, справедливости. И чеченские законы, они полностью, и традиции, они не только не схожи, а они просто друг другу противоположные. Как в индуизме асуры девам, как асатри, асы девам. В общем, это полностью как тьма против света, как это еще, как инь-янь. В общем, это настолько противоположные мировоззрения и морали, что тяжело поверить, что настолько они врут нагло, что говоря, что ислам схож с чеченскими традициями. То есть тебе даже в голову не придет. А это полностью наоборот все, абсолютно. Мгм. А если такое, за что бы ты похвалил бы мусульман? Мусульман. Вот их религию бы ты похвалил. Есть ли такое? Как ты думаешь? Если честно, нет. Мгм. Нет там ничего похвального. Понятно, понятно. У меня еще такой есть Или я вопрос. не знаю, может, слишком много негатива, что мне сейчас не дает увидеть там в бочке вот этого канализации какую-то чистую, не знаю, каплю воды. Может быть, и есть, но я ее не вижу. А, Сейчас пошла новая тенденция. Наверное, ты разговаривал с такими людьми. Сейчас такое новое движение начинают отвергать хадисы, Бухари, Муслим и так далее, и только принимать Коран.
Как ты на это смотришь? Правильно ли они делают или нет? Не, это они не делают. Они просто с кафирами, с кефирами, с христианами так выстраивают себе позицию, чтобы легче было спорить. То есть для них нету никакого бога. Ну, для них я имею в виду именно вот этих спорщиков, вот этих, которые виляют, которые лгут, которые нагло просто пытаются, короче, свое именно не сама религия или вера или Бога преподнести, а именно свое мнение. Как бы. Это чисто у них такая тактика. Да признают они все хадисы, признают они все, они признают. В общем, вот такое дело. А ты слышал такое движение коранизм? Да, конечно. Я сам Как ты, был. вот, да, они вообще говорят, что хадисы это сказки, там, придуманные с персами, и не принимают их. Вот чисто Коран принимают. Говорят, что в Коране истина. Ну, коранизм, как бы это... Коранитов можно, как бы, скажем так, в общество пустить. Или с ними можно договориться. Это люди думающие, понимающие. Да, они во что-то там не до конца из чего-то вышли. Ну, захотелось им остаться. Верят они. Они настоящие верующие. Они верят. Они нигде не ходят. Они никого там не призывают. Как бы. Ну, своих, может быть, мусульманинами они как бы спорят, что-то там говорят им. Не оскорблять пророка, там, хадисы, ложь и так далее. Но, в принципе, миру, людям они как бы не мешают. И Мгм. если допускать ислам, то его можно только в кораническом понимании его допустить. Остальные это у нас сейчас в мире сумасшествие, кто-то взломал матрицу, террористов пускают с общества людей. Но это Мгм. ненормально. Скажи-ка, из вот этих столько есть, ну, там 77, я не знаю, сколько там течений в исламе есть. Из них кого ты бы определил бы как самых опасных? Самых опасных. Да салафиты. Нет, салафиты это, ну, это не опасные, потому что они тупые, их видно, их можно за километр вычислить, как бы. Я думаю, что это просто, ну, это как бы, бояться надо именно тех, кто вот этим салафитам недовольны, которые говорят, там, у нас нет силы, там, надо хитрить, надо притворяться и так далее. Вот такие там я слышал, какие-то братья-мусульмане, в общем, я точно не знаю, как она называется. Ну, в общем, кто такие вот, про такие говорит, короче. Вот этих надо, в общем, бояться. Салафиты, да, они как бы, их видно, и можно там ров сделать, стену построить и отгородить их как бы. Это не так опасно. Опасно. И вот именно вот эта Саудовская Аравия, она тоже очень опасна. Она рукопожатна и еще заодно выпускает как завод террористов, обучает их и туда едут, учатся готовить террористов, разъезжают потом по всему миру, по домам. И там уже создают эти террористические ячейки и распространяют этот ислам. Ну и вот такое тоже. Да. А к чему, антитеррор, вот чему ты призываешь? Что ты хочешь, чтобы вот у тебя есть такая, вот ты делаешь блогерством, занимаешься, говоришь, учишь. Чему ты хочешь призвать людей? Ну, в первую очередь, правде, но в своих, как бы, в своем обществе, как бы, я призываю к своему родному,
Так, в общем, к открытому диалогу, чтобы люди общались аргументами, доводами и доказательствами. Они рубили головы друг другу. В общем, Да. и все как бы. Да, я с тобой согласен. Я вот тоже очень много раз разговариваю с ними. Большинство мне приходится сперва им доказывать, что эти ученые являются авторитетными, чтобы они его принимали. А потом только говорит о хадисах и о мнении ученых по поводу каких-нибудь там вопросов. И сейчас тройная работа началась. Раньше такая, я же поэтому тебе говорю, антитеррор, что сейчас мусульмане, такая тенденция пошла, что они начинают там вилять, как ты говоришь. Виляют направо-налево, не принимают мир, а начинают говорить, там, весна, там один человек там появился, мы его не знаем, доверия нету, но в другом иснате смотрим, что этот человек есть, и там пишется, что доверие есть. Ученый другому ученому противоречит. Ихняя религия основана на шархе. Здесь все знают, я люблю говорить на них, что ваша религия основана на шархе. А какой у тебя опыт разговорами с ними? В общем, слабые хадисы я, конечно же, им не читаю. Но я вот тоже в последнее время, недавно понял эту фишку тоже. На одних сайтах они пишут недостоверный, на других сайтах он достоверный. И Сахих Бухари тоже они сделали вставку. 5105 Сахих Бухари, где там Бухари приводит хадис. Если, играя с мальчиком, ты случайно зашел ему куда не надо, то жениться на его матери нельзя. Да, я читал И, этот хадис. И он и достоверно там, вроде. да, в Сахих Бухари они под ним Да, сделали вставку, что типа в передаче есть какой-то Язид, он неизвестен и ему не следует. И дальше идет. Но Сахих Бухари говорить такое, это вообще какой ужас. Нахрена он приводит хадис, который сам и говорит, что они достоверны, он приводит его в сахихе, где единогласному мнению нету ни одного недостоверного хадиса. да. Они это позже сейчас начали, они свои следы, короче, там, кровавые Антитеррор. Про шейха очищают. Альбани. Про шейха Альбани, что ты скажешь? Шейх Альбани, это обычный, как бы, вот этот ихний работник, который там, что им уже по времени 20 века, когда уже у них же есть уже заложено там 100 лет, каждые 100 лет Аллах посылает обновителя там религии. То есть по времени они, в этой самой религии это уже понятно, потому что к тому моменту, когда возникал ислам, уже был опыт египетской эволюции религии, зороастрийской эволюции религии, иудейской эволюции религии, христианской эволюции религии. То есть за тысячи лет эти религии с многобожия доходили до единобожия, до общей государственности, империи, до единого народа и так далее. Следовательно, и Бог как бы единым становился. То есть уже, наверное, понимая все эти жрецы, уже себе там сделали как бы ставку, там каждые 100 лет приходит какой-то обновитель религии. Как такое может быть, если религия там до судного дня уже изложена, все разъяснено и положено. И как бы обычный вот этот, который по времени уже, новый халиф приходит, новая династия приходит, и, следовательно, новые ученые, которые там разбирают что-то, и там, типа, халифу и политики не подходят, говорят, это недостоверно, это достоверно, там, и подстраивают ислам под, скажем так, под интересы
каждой формации империи. Арабской, тюркской. Ну, кто причисляет себя именно к исламу. Вот такой один из них. Да, просто когда ихних ученых читаешь, там иногда они говорят, что Ибн Аббас ошибался, там, Ат-Табари ошибался и другие ошибались. Вот, но мой шейх, мой сосед, вот он говорит истину. Он там нашел, что опровергнул всех ученых. И когда они мне так рассказывают, я тройное сальто делаю, говорю, это ужас. Я не знаю, зачем тогда вы там 1300 лет слушали этих ученых, если они в этом ошибаются. Даже сейчас, вот, например, ты, наверное, слышал, наверное, тебе говорили об этом мусульмане, но я тебе тоже этот вопрос задам, что сейчас, например, сомнения ставят, что Аише было 9 лет, именно сунниты. Как ты на это смотришь? Они там находят, там, как-то разбираются в каких-то вычислениях и говорят, что ей не было 9 лет. Но это опять же демонстрация полного отсутствия чести, морали, справедливости, хоть какого-то стержня. Имея на руках около, не знаю, штук 30 хадисов, где Айша сама говорит, что ей было 6 лет на момент сватовства. Вошел он в нее, когда ей было 9 лет. Когда ей было 18, Мухаммед умер. И не считая вот этих всех Сахих Муслим, Сахих Бухари, хадисов, что ее игрушки были с ней, что она с подружками играла в куклы в доме посланника, что ее откармливали, чтобы перед тем, как отправить к Мухаммеду, длинными огурцами и финиками. Это чисто, отсутствие всякого лица, наглость. Я с тобой согласен, потому что об этом Ан-Насаи говорит, Аби Дауд говорит, Тирмизи говорит. Очень много на это труды есть. Очень много ученые спорили с шиитами, которые утверждают, что ей было 18 лет. Шииты говорят, что ей было 18 лет, но шииты еще упоминают, что она была замужем, она не была девственницей. Вот теперь же мой еще такой вопрос. А что ты скажешь про шиизм, брат? Но шиизм это то же самое, просто в другой руке. Мне мой народ шиизмом не болеет, у нас суннизм, и я и не интересуюсь им. Это одно и то же. Понятно. Но там, если сравнивать с суннизмом, то, конечно же, шиизме для науки и так далее чуть-чуть свобода есть. Но то же самое. Антитеррор, а что тебя подвигло к язычеству? То, что это возврат к корням, к предкам. Что ты можешь нам рассказать на нем вот, о язычестве? Что тебе туда тянет? Что ты чувствуешь как у себя дома? Что это твое? Вот как ты это понимаешь? Это обычно, как я и говорю, это связь с предками, и связь с остальными людьми, понимание единства всего, справедливости, истинности, потому что язычество это то, что есть. То есть там не придумывается материальный мир, нематериальный мир, черные дыры, там, душа. Все очень просто. Все есть Бог, и Бог есть во всем. И все едино. И все едино. Есть Понятно. вода, вот вода есть. У воды есть своя сущность. Там, назови ее, не знаю, Хинана, Тушали,
А все это как бы проявление одного источника силы. Ты знаешь сегодня, что такое молния? Ну, то, что ты знаешь, ты видишь, то ты и признаешь. Вот есть молния, вот молния есть. Ее М. некая высшая сила дает. То есть ты не придумываешь, ты не усложняешь, ты не пытаешься лохануть, ты не имеешь эту хитрую, ты не воспитываешь эту ехидную, хитрую политику. То есть у тебя есть стержень, у тебя есть честь, у тебя есть бесстрашие перед на правде. И как бы тебе все равно вообще. Ты счастлив. Ты знаешь, что ты на правде, ты знаешь, что ты со своими предками встретишься достойно, что ты отдал дань уважения им, а также и Богу, а также и всему сотворенному им. Как бы вот такое дело. Я вижу, что у тебя скандинавские боги, да? Если я не ошибаюсь. Ну, ближе. Ну, мне нравится сам мотив и то, чего он несет, и то, чему оно учит, нежели вот это именно исламские и библейские мотивы, воспитывающие трусость, аморальность, женоненавистничество, сутенерству, геноцидам, всяким представлением ложного, плохого, представляя это чем-то хорошим, благим, добрым, богоугодным и так далее. А тут как бы открытие, новые земли, воинственность, справедливость, честность, уважение, честь. Все это старое мне как бы импонирует, и много мудрости именно вот эти мифы, связанные с этими людьми, несут, что отражает, что меня знакомит с людьми, которые именно непосредственно верили в эту мифологию, ну и создавали ее, и их культуру, и их мировоззрение. Как бы это я считаю ближе. М. Сравнение. Вот я хочу сделать, чтобы ты сравнил как нейтральный человек. Для тебя сравнение Иисуса и Мухаммеда – это одно и то же? Или ты даешь им разные объяснения? Именно Христа и Мухаммеда. Конечно, конечно. Мухаммед – это как бы фигура Мухаммеда и его мифология, построена вокруг него, это бурные фантазии дурного разума из бездны животного начала человеческого, из бездны, где нет дна. А Иисус, он как бы, под Иисусом собрано как бы 3000-летнее развитие египетской мысли, философии, а также от них непосредственно перекочевавшая греко-римскую империю философия. И как бы это на самом деле, ну, как небо и земля разные фигуры. Если Оно что-нибудь, невозможно никак сравнивать, помимо того, что они оба как бы восходят к иудейским корням. Вот в этом вот иудаизме как бы можно как-то там какую-то связь найти. Но более углубившись в христианство, ты все же понимаешь, что оно так как бы далеко ушло от иудаизма, что приходит иногда мысли, что может быть и наоборот. Иудаизм от христианства. Настолько все четко. понятно. А есть ли что-то такое, что тебя притягивает, например, учение Иисусу, ну, Иисусово учение о любви, ну, и так далее? Ну, в Иисусе мне нравится все, единственное, кроме вот этого Ветхого Завета, изучения одного этого народа, которого не было, не существовало тогда. Вот и как бы мне не нравится, что выбирают одного чемпиона и как бы других
порождают вот это чувство соперничества. Отсюда и абсолютно не имеющие основания все эти неприязни, ссоры, вражда и так далее. Нету никакой богоизбранности у еврейского народа. Более того, они, можно сказать, далеко от развитых народов, которые уже 2000 лет развиты, только-только отошли от своих этих глупых первобытных мифологий и как-то стали на ногу, встают на ноги. И как бы единственное, это мне не нравится, что Рим приписался, такой развитый, приписался к вот этим именно варварской, абсолютно, ну, по нашим меркам, скажем так, по сегодняшним дням, абсолютно первобытным вот этим законом странным и примазался к этому Богу. То есть фактически легализовал и сделал божественными варварские законы иудейских вот этих племен. Вот. Кроме этого, само учение Иисуса, оно как бы пару моментов, если убрать, там, несопротивление злу, это самое главное, это, ну, это очень тоже разрушающая структуру, как бы, то, какими нас создал настоящий Бог, тоже механизмы там имеются, ну, моменты. В остальном, как бы, ну, миролюбие, как бы, для простого народа, как бы, нормально. Для паствы нормальное, скажем так, учение, путь. Тому, ну, есть же люди, скажем так, с уклоном в рабство, там, нужен хозяин, им нужен путеводитель, им нужен какой-то вымышленный друг, какой-то Санта-Клаус, кто-то болезни, кто-то душевно больной и так далее, и так далее, и так далее. Вот для таких людей можно допустить такую религию в обществе, если допускать. Но опять же, мне категорически не принимаю момент, и, возможно, я даже и принял бы христианство, если бы, опять же, не те причины, которые я назвал. Установление как бы мишени на одной и изучение истории одного народа, их родословного, их мифологии, тем более такой мифологии, где главный отец ходит из-за трусости, из-за того, что с ним что-то сделают, свою родную жену по совместительству, сестру подкладывает под разных людей и обманывает людей. То есть, ну, само учение и так далее. В общем, такое дело. Да. А у меня такой следующий вопрос. Антитеррор. Я слышал, что один раз ты себя христианином считал. Это просто слухи были или это было на самом деле так? Не-не, я христианином себя не считал. Значит, это были слухи. Хорошо. Следующий такой вопрос. Мусульмане утверждают того, что они есть и самые истинные единобожники. Согласен ли ты ихним утверждением? Ну, конечно, нет. Это самые настоящие многобожники. То есть у них вообще Бога там нет. Их боги это именно вот это религиозное вот это жречество. То есть они никогда Коран не читают, они даже боятся, они там не на арабском что-то там слышат вообще из ислама. Типа это только на арабском, ты знаешь арабский? Нет, я не знаю арабский, это только он арабский знает, кто он может только там говорить и так далее. То есть чисто что им вот скажут в мечети, то они и делают. Как бы. Вот их боги, вот они. Мгм.
что ты скажешь еще что-нибудь добавишь? Вот что я тебе задавал вопросы, которые... Что ты можешь добавить, рассказать? Ну, прям пока на в голову ничего не приходит, если честно. Да, Если у кого-то там будет вопрос или еще что-то, да, я сейчас уже, можете наверное, спросить. начну, потому что ты уже, все тебя уже знают, ты популярная личность. А, Если что, ребята, подписывайтесь на антитеррора группу. Иногда просто антитеррор тебе нужно на русском немножко разговаривать. А я иногда хочу зайти послушать тебя, но, а, увы, я не знаю чеченский язык. Ну, мы как бы пытаемся как-то, а, скажем так, 50/50, но обычно с нашими людьми как бы не всегда получается. Есть и, ну, не в России живущие, давно уехавшие с России там. Есть в России живущие, но не знающие, не понимающие хорошо русский язык и как бы не умеющие разговаривать или стыдящиеся на нем чуть-чуть разговаривать. И как бы, как с гостями, как получается, вот, если русский понимает, на русском общается, то с ним как бы на русском разговариваем. Да. Ну, давай тогда слушатели, пусть зададут вопросы, потому что здесь многие хотели тебе задать вопрос. Давайте, кто первый хотел бы задать вопрос? Вот здесь есть обрезанный какой-то. Задавай вопрос обрезанный. Именно такой вопрос. И чеченский язычество, он сохранился или как ты к этому следуешь вообще, если, по сути, это религия мертва? Ну, язычество это не такая религия, как, например, со своими вот этими именно установленными какими-то ритуалами и так далее. Язычество, прежде всего, это понимание духовности этого мира, понимание единства его, э, и культ уважения к предкам, и прежде всего термины, какие-то сакральные, священные, скажем так, моменты предков, которые они там выполняли, уважали, А кто или Верховный еще Бог? такое. Верховный Бог, опять же, в язычестве, оно как бы, оно не догма. Язычество – это не догма, это восприятие мира, какой он есть. Чё вы говорите? Догмы есть. Я могу дать пример там. Ну, Связано. наверное, у каких-то языческих, ну, надо понимать, что язычество – это помимо иудаизма, христианства, ислама, буддизма, индуизма, это не обязательно какая-то единая общая религия язычества. У каждого народа свои религии какие-то, нашим сегодняшним названием, термином, если пользоваться, религии были. Это вера. У каждого народов и даже в каждом народе, у каких-то племен разные были свои вероубеждения, почитание чего-то. И то, что их окружало, то они и уважали. А солнце уважали все, потому что оно светило над всеми. Поэтому по всему миру мы находим культы солнца. То есть это не обязательно там возвращение к идолопоклонничеству и так далее. Но бывает разное. В моем понимании язычество – это прежде всего признавание реальности, то, чего есть, и не придумывать то, чего нету. Значит, я хочу напомнить. И на родном своем, именно культ предков. Тот язык, на котором они разговаривали, то, что они уважали, и к ним уважение их
не забывать и так далее. Прежде всего, самое главное вот это. Да, я хочу напомнить слушателям, пожалуйста, задайте 2-1 вопрос. Здесь сегодня у нас ни диалоги, ни дебаты. Если с антитеррором хотите дебатировать или что-то ему доказать, что вы можете ему написать в личке, наверное, он вам не откажет. Поэтому давайте следующий вопрос. Мой друг... Можно я задам хадис? Ну хорошо, Рома, ты потом задашь. Давай, Амир, задавай. Антитеррор. Здесь есть и мусульмане, и другие христиане, например. У меня такой вопрос. Если ты, например, найдешь у кого-то вот истину, да, которая истина есть же, да, ну, на твоем смысле, вот если истина, ты примешь эту религию или не примешь? Конечно, приму. Мне-то что? Мне вообще, мне без разницы. Правда, все, без никаких проблем. Что бы это ни было. Если это правда, я это принимаю. Ну, ты размышляешь, да, когда читаешь что-то, да? Ну, я говорю, что ты, вот, например, ислам критикуешь, да? Ты пойми, я того вещь хочу сказать, что если ты ислам это намеренно делаешь, или ты не нашел истину, и поэтому? Вот это надо узнать. В исламе я нашел истину и убеждение, то, что ислам это, ну, аморальное и военная пропаганда для бандитской группировки 7 века с их 7 веком представлением, которое позже переросло, когда уже империя была основана, переросло в какую-то имперскую религиозную систему, уже познакомившись с персами, с римлянами, как бы свое тоже надо сделать. Либо принимать что-то, а если ты принимаешь что-то, то ты автоматически идешь, если христианство, то под контроль Константинопольского вот этого епископа, он называется, или как он, или римского вот этого папу. Если там зороастризм принимаешь, то там зороастрийского верховного жреца, как бы, приходится, который, по причине всего этого они придумали именно свой собственный для своей религии инструмент. В общем, у меня есть осознание истинности, что это так. Все, я понял. Спасибо тебе. Рома, можешь задавать вопрос теперь. Приветствую всех. Антитеррор. Такой вопрос, он из разряда фундаментальных. Часто можно было услышать от тебя на трансляциях, что мусульмане поклоняются черному камню, который находится, встроен в Каабу, да? Такой вопрос. В Коране четко, ясно сказано, что Бог является одним единым, и ему нет равных, и нет ничего подобного ему. Не видишь ли ты в этом некое расхождение и противоречие в том тезисе, который ты, излагаешь, да, относительно черного камня? Говорить можно все, что угодно. Например, там, не знаю, ты можешь говорить, что корабль летает как самолет. Но от этого оно все-таки не летает, оно как бы есть корабль и есть. В Коране написано много чего, но по факту это таким не является. Они говорят, что Аллах везде, что Он слышит всегда и так далее. Но в то же время они говорят, что Он спускается 1/3 ночи, чтобы послушать, вызывает к Нему раб его или нет. Они идут там, крутятся вокруг камня вот этого. Но это настолько древний, первобытный, папуасский элемент религиозности, вероубеждения, веры из каменного века идущий. То есть это настолько... И ты можешь как бы назвать там в Африке, найти кого-то там, которые вокруг огня до сих пор бегают, как-то миллион лет назад, и сказать, что они там
веруют в Бога, они огонь там просто бегают вокруг него. Но от этого это же не изменится. Они целуют камень, они поклоняются, смотря, поворачиваясь к этому камню. Полностью, как бы, если это... Я опять же, я как сказал, я язычник. Я не придумываю, я не телепат, я не могу смотреть в мозги людей. И мне это не интересно. То, что ты делаешь, это я вижу. И поэтому я и буду тебя судить. А то, что ты там, убивая или насилуя женщину, там себе представлял, что ты ей как-то помогаешь, и себе какие-то аргументы нашел, себя обмануть, но это на меня не влияет. Я то, что вижу, я это принимаю. А то, что я не вижу, и то, чего нет, я как бы не пытаюсь там что-то найти, очистить и так далее. Вот я вижу человек перед камнем, становится полностью на колени, падает ниц, потом убивают друг друга, чтобы поцеловать этот камень. Для меня, если это не идолопоклонничество, то, извините меня, покажите мне, что такое идолопоклонничество. Вот и все. Следующий вопрос Имрам задает. Имрам, можете задавать вопрос. Антитеррор, у меня к тебе такой вопрос. Вот ты говоришь, что ты язычник, но при этом у тебя есть вообще цель, ты преследуешь цель, чтобы народ объединялся, какое-то единство было? Ну, единство есть, и у каждого осознанного гражданина должно быть как бы единство. Это вообще, я считаю, фундаментально. Я там не учился на политологов, эти все книги я не читал, но я считаю, что по логике в этих книжках должно быть прописано, что каждый осознанный гражданин должен хотеть этого единства своего народа, своей нации, как бы всего хорошего ему, его развития и так далее. Просто я к чему спрашиваю, вот ты же говоришь, что ты язычник, но при этом какой-то конкретной вот первоисточника язычества у нас как бы нет. Ты вот сам говоришь, что это твоя вера, только ты между тобой и твоим Богом она вот определяется, и ты ее никому другому не навязываешь. Но разве может быть единство, если нету какого-то первоисточника, на котором люди объединятся и скажут, вот это вот правда, вот это неправда? В том-то и вся прелесть и красота язычества. У нас нет религиозных войн и религиозных каких-то ссор с людьми. Мы язычники, как бы, у нас и многобожие, у нас и единобожие, как бы. У нас много богов, там, ты пришел с каким-то Иисусом. Ну и что? Еще один бог в копилке. Пришел с Аллах, ну, какие проблемы? Мы отдадим там жертву, честь твоего Бога без проблем, уважим тебя, угостим тебя, дадим тебе там кров, ночлег, с честью сопроводим тебя. В этом и вся красота. А вот это христианство, ислам и весь этот авраамизм, корень один, ветки разные, и уже тысячи лет мы видим плоды этого одного корня. Вот такое дело. Мгм. Спасибо. Сейчас следующий Мансур будет задавать вопрос. Мансур, можете задавать вопрос. Не, у меня не было вопросов, хотел бы немного поправить насчет того, что говорили там, спускается, поднимается насчет атрибутов Аллаха, что в этом есть хляф, разногласия. Ну, Антитеррор. в Сахих хадисе, если есть разногласия, то я не знаю. Не, Сахих Там есть хадис вообще разногласия, что-нибудь. понимание, там есть разногласия. То есть, как это А, понимать? ну да, это как бы, да, это уже подрелигиозные какие-то споры. Это не в моих интересах вставать в какую-то сторону и говорить, нет, это так, нет, это так. Мне как бы,
что там сказано, все понятно. То, что там уже пристрастные люди, находящиеся в этой матрице, пытаются как-то себе это объяснить, ну, я не буду на это время тратить. Это не моя проблема. Общим матрицам мне понятно. И чтобы там как по отдельным вопросам не было каких-то разногласий, общую картину она нисколько не поменяет. Добрый вечер. Можно вопрос? Да давай, Дамир, задавай. Антитеррор. Очень приятно вас слушать. Интересно по-своему. Но если мы смотрим язычество, это ведь обожествление сил природы, да? Получается, мы наделяем природные силы некоторыми персонифицированными такими силами, которые персонифицированы, правильно? Вот где в этой системе у вас рамки для вот этого метафизического мышления? Оно чем определяется? Ну, в моем понимании оно как бы не обожествляется. Оно понимается как божественное. Не только природные силы, но и самого себя. Все вокруг, что существует. То есть все есть материальное. Да, сегодняшними терминами. Опять же, ну, говорят вот сегодня, да, материальное и нематериальное. Это просто-напросто, скажем так, вымышленное, взятое с головы плюс один и минус один формула, которая вообще абсолютно там не нужна. Кто-то просто поумничать хотел и добавил туда, чтобы там красиво выглядело или не была формула. Все, что есть, это есть духовное. Все, что мы видим, это есть проявление Божье. И ты, и я, и дерево, и камень, и все вокруг. Оно живет в Боге. Оно все есть Бог. И Бог есть Бог. Вот понимание этого, оно начиналось с солнца. Потому что там первобытные люди там, сидели в пещерах, там, зверей много. Вот выходит солнце, дает жизнь, он дает пищу, и оно всеми воспринималось как, ну, их понимание, оно было самым главным. Но потом они поняли, что еще есть главные вещи, потом еще вот эти все. Ну, потихоньку оно как бы общечеловеческое, оно эволюционировало. И остановилось у некоторых 2000 лет назад, у других 1400 лет назад. У меня оно продолжается, потому что у меня нету рамок. Моя вера, язычество, это опять же принятие реальности и не выдумывание чего-то, чего нет. Да, следующий вопрос буду давать не верю. Не верю, можете задать вопрос. Меня слышно? 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 Да. Формат сила. Да. Элтуох. Надеюсь, вам стало задребок, что. Эндер Далдыш. Мы забываем, продолжаем. Не верю, вы будете задавать вопросы? Или нет? Не, он не будет. А, У меня вопрос. В чем смысл жизни? Что заключается смысл? Смысл жизни, опять же, это еще раз придумывание то, чего нет. Нету никакого объективного смысла жизни. Это опять же усложнение, придумывание и так далее. Черные дыры,
теории относительности и так далее, и так далее. Смысл жизни у каждого человека свой. Так было, так есть, так будет всегда. Мы не армия клонов. И никак не получится из людей сделать армию клонов. Настоящий Бог, который нас создал, этого не допустит. Потому что Он создал нас разнообразными и индивидуальными. И Он в каждом из нас проявлен индивидуально. Следующий вопрос задает, не знаю, там арабскими буквами. Скажи что-нибудь. Андроник, я тебе следующий дам. Сейчас, секунду, брат. Как слышно меня? Хорошо. Задавай вопрос. Антитеррор, вопрос к тебе есть. Как ты определяешь Бога? То есть, кто это такой, по-твоему? Ну, это тот, который мой разум, мой мозг не способен никаким образом, ни на секунду определить. Если если я начну его как-то определять, он тот, кого я буду принижать. Вот он начал бесконечная причина всего. В общем, все, что я могу сказать. Следующий вопрос Андроник задает вам. Андроник, брат, задавай вопрос. Андроник? Да, слышно, да? Да. Добрый вечер всем. Добрый. Антитеррор, по всей видимости, ты смелый человек, я так считаю. А ты пробовал вот так с твоей смелостью Богу задавать вопросы, чтобы он сам лично тебе открыл путь истины, которым нет неправды? Задавался вопросу Богу или нет? Ну, Богу, скажем так. Я поясню, да, вот ты человек, который стоит на распутье, и отчасти я тебя понимаю, потому что ты не знаешь, куда идти. Налево, направо, везде говорят, у нас хорошо. Но ты сам понимаешь, что Бог есть, и Он может тебе управить твой путь. Пробовал просто вот так стать смело и искренне Богу сказать: Боже, ты создал мне, ты дал мне жизнь, и путь укажи, и путь покажи. Ну, я такого не делал. Я у меня такое понимание, что он все мне дал. Что просить у него вмешаться в мои мелочные дела, что я сам должен использовать то, чего он мне, как и всем, дал. Я считаю, что он мне достаточно дал, и я благодарю его, но путь указывает я у него не просил, потому что я этого и не хочу. Потому что в чем интерес будет тогда? Увидел ты путь, ты все понял, ты осознал, ты что дальше? Безмятежная жизнь. Зачем мне это? Мне нравится изучать, мне нравится искать, мне нравится познавать, мне нравится развиваться. И я считаю, что так Богу угодно. И ничего у него просить, менять или дать мне что-то, я считаю, это будет неблагодарностью. Просто вот такое понимание. Но, в принципе, мне не западло это сделать. Я не задумывался над этим, но
Один раз, будучи мусульманином, я это делал. Потом мне Иисуса говорили, чтобы там обратился к нему, чтобы он показал себя и так далее. И он покажет. Ну и так я делал. Ну и сейчас могу сделать как бы. Если есть в чем-то путь, обратиться к своему истинному Богу, как бы. Покажи мне что-то, если есть где-то там какая-то истина. Или то, чего я должен делать, как бы обязательно возложенное на меня. Я считаю, что он мне дал жизнь, вот я здесь. Вот если я здесь, значит, он хотел, чтобы я здесь был. Если он хотел, чтобы я здесь был, и он дал мне жизнь, то там остается только один ответ. Живи. Вот если бы он хотел, чтобы я там о рае, там, о судном дне, о загробном мире думал, вот он меня туда отправил бы. Теперь думай. Нет, я здесь, я в этом мире. А значит, Бог хочет, чтобы я был здесь, и чтобы я жил. Я хочу и стараюсь, точнее, жить благодаря Его за все. Своей жизнью насыщенной, счастливой, каждый момент свой, каждую радость, каждую мелкую радость, испытывая от этого, воздавать хвалу этим. Не словами там сидеть, там, хвала тебе, а доказывать это. Как бы вот такое у меня мировоззрение. Да. Кто еще хочет задать вопрос, пожалуйста, поднимите руки. Я Феличита? Да, я задать задам. вопрос. Да, Ладно. можно, да. Давайте. Задавайте вопрос. Кто задает? Вы. Антитеррор, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, кроме того, что вы хотите излечить свой народ от радикального ислама, какую-то другую систему вы преследуете помимо этого? Нет, но как бы, скажем так, в моем понимании, как бы, мне будет еще лучше, чем ислам будет еще дальше, не гранича, именно оставаясь там, очистив чеченский, скажем так, чеченскую землю, чеченское пространство от ислама, оставлять его в границах. Мне как бы, чем дальше он, тем и безопаснее. Чем дальше я хочу, чтобы он был. Не только дальше. А первопричинная как бы цель не конечная она просто. То есть я после этого там буду еще там что-то делать не в этом плане, а саму планку беру выше. Я руководствуюсь философией, что если хочешь получить то, чего тебе надо, проси больше. То есть вы не боретесь с исламом, а просто помогаете своему народу излечиться от радикального ислама. Я правильно вас поняла? Да, конечно. Да. Спасибо конечно. большое. Следующий вопрос Феличита. Наверное, на нем закончим вопросы. Потом, здесь у меня есть админы. Можно потом дальше просто свободный разговор. Если антитеррор будет тебе интересно, здесь многие хотят просто свободно с тобой поговорить. Если ты согласен. Хорошо. Все так. А Феличита, можете задавать вопрос. Добрый вечер. У вас там включен что-то, по-моему. Добрый вечер. Я вот слушаю уже не первый раз антитеррора. Вот сейчас именно в интервью говоришь о том, что вот Бог меня создал, я должен быть с Богом, я благодарен Богу. И параллельно ты говоришь о том, что ты язычник, и у нас боги, и наши боги, и Бог там солнце. Так как
Богу. Какому Богу? Если вы верите в одного единого Бога, которого вы еще пока не определили, так как тогда другие боги, ваши языческие? Тогда какую функцию вообще они выполняют? То есть они получаются у вас, ну, просто выдуманные персонажи, солнышко, там, Может, дерево, мне солнце, ответить, вода, или вы воздух, как в сами New Age. будете отвечать? Какой смысл? То есть Бог Ну, какой-то определенный должен быть, единый внутри. да, если вы мне То есть задаете, то я отвечу вам. Не получается. Я сам отвечу как-то на вопрос. Первое, я не говорил, что я верю в единого Бога. В моем понимании, опять же, применять математику к Богу, это опять же принижение. Бог скорее бесконечен, чем един, чем один. Он бесконечен. Скорее, это понимание, которое на самом деле наше непонимание, оно применимо к нему, нашим языком. Один, един и так далее, математика к нему не применяется. Я не верю в единого Бога или в одного Бога. Я верю в бесконечного Бога. Второе. Я говорю, боги наши, боги ваши, боги и так далее. Я тут как бы поставил язычник сначала термин же, надо понимать, что это значит. Опять же, язычество – это не христианство. Просто христианский термин, лейбл, придуманный для тех, кто, ну как, не христианин. Ну, римское, оно пэган. Пэган – это там деревенщина, как бы, корень его. Язычник – это православное от слова язык. Так называли высокомерные христианские, в общем, все эти оккупанты византийские на Руси, которые местных племен называли там. Сам патриарх это, так, кстати, тоже говорит, озвучивал. Эти славяне это кто там, дебилы, которые там в лесах жили, на непонятном языке разговаривали. То есть взяли и уничтожили язык народа. И дали им какой-то новый, другой язык. То есть все уже. Вот этих людей уже можно считать, их нет. Как бы. И такой лейбл, именно русское слово язычник, оно корнями идет. Я язычник, потому что я на своем языке разговариваю и буду разговаривать. И как все вот эти люди говорят с ядерными бомбами, которые их страны не будет, говорят, что нашего мира тоже не будет. Зачем им мир, в котором не будут? Они такие важные. То есть без них мир не обойдется, видите ли. Ну, точно так же и я говорю, зачем мне мир, в котором не будет чеченцев? Зачем мне такое? Поэтому я язычник. Поэтому я разговариваю на своем языке. Я помню свой язык, изучаю его, буду изучать и буду говорить на нем до скончания времен. И никогда не ассимилируюсь. Тем более под такие мифологии. Я сразу поставил точку, что язычество, в моем понимании, это принятие реальности. Мое язычество. Не надо его со всеми вот этими, со всеми локальными, племенными, разными верованиями сравнивать. Язычество – это просто лейбл. Я верую как бы в Бога, и я чеченец. И я подхожу под термин язычник, потому что я разговариваю на своем языке. Верю, почитаю своих предков. И все. У меня нет богов. Дамир, а ты будешь заканчивать, наверное, да, уже? Аль-Хадис. Антихадис. Ты будешь заканчивать? Я просто вопрос хотел задать. Его, наверное, нету, задавай, может, отошел. Да, антитеррор. А вот смотри, иногда, да, можно было услышать от тебя такой нарратив, что как бы
ислам, да, как бы именно арабизировал чеченцев, то есть он узурпировал их какую-то вот самоопределенность, да, и вот в этой связи, кстати, он связан с твоим предыдущим ответом. Если мы, допустим, обращаемся к Корану, в Коране четко сказано, да, что Бог создал людей разными народами, чтобы они могли познавать друг друга. Вот не думаешь ли ты, что тут как раз-таки наоборот, Коран, он предусматривает сохранение национально-культурной идентичности того или иного народа? Ну, опять же, ислам на Коране не кончается. Ислам, как бы, это религия. Это большая религия и со своей выстроенной идеологией, системой, видением будущего, видением в их понимании хорошего конца. И как бы и то, что Аллах говорит, что Он создал народами и племенами, опять же, это, это мягко говоря, это ложь. Потому что народы исчезают и появляются. И никто их не создает. Их создают какие-то цари, какие-то племена, войны и так далее. Вот американцы 300 лет наций. Аллах их создал. Немцы, там, шведы, там, чехи и так далее. Эти народы там не так много времени. Кто-то древнее, кто-то там новый появляется и так далее. То есть и все это делают идеологии. Каждый народ создает, уничтожает идеология. А ислам, тут и говорить ничего не надо, просто посмотреть назад, на юг, на восток. И посмотреть на все эти народы, когда-то бывшие, а сегодня ассимилированные, арабоязычная общность, которая непонятно, кто они, какие-то названия им дали англичане, никакой национальной самоидентичности, национальных интересов, еще чего-то они не имеют. То есть это полностью отрезанные от своих корней люди, над которыми кто хочет делает, и никого нет за них ручиться. То есть я такой участи не желаю своему народу. Я понял. Ну, хорошо, я спорить не буду. Просто, раз уж у нас сейчас свободное общение, я просто хочу сказать, что, наверное, стоит разграничать исторически сложившийся ислам и коранический ислам. И один вопрос мне просто вот в личку написали, попросили тебя вопрос задать. Не знаю, наверное, сами не могут задать. Вот спрашивают, чтобы я у тебя спросил. Спроси, что такое Нохчала и Адамала. Адамала, не знаю, как правильно. Коранический ислам, он, все-таки я закончу этот вопрос, он прежде всего, опять же, коранический ислам на Коране не заканчивается, там нету ни молитвы, ни разъяснения огромного количества вопросов. По Корану там, если твоего раба убил, второй суре 176 аяте, по-моему, если не ошибаюсь. Если твоего раба убили, ты идешь и убиваешь раба того, кто убил твоего раба, а не самого убийцу. Если твою женщину убили, идешь и убиваешь ни в чем не повинную женщину. То есть и разводиться с маленькими девочками. То есть на одном Коране там вообще, в общем, бессмысленно спорить с коранитом. Для коранита отдельные вопросы, как бы там, почему там Аллах, Мухаммед перепутали Марию, мать Иисуса, с Марией, жившей 1500 лет до Марии, матери Иисуса, сестрой Аарона и Мусы, дочери Амрама. И остальное, и так далее, и так далее, и так далее, в общем. И как бы не хотелось каким-то маленькому количеству коранитов, все-таки ислам
он не предназначен для коранизма, он немного другой, и как бы я понимаю защиту своего именно вероубеждения, но также я не могу рассчитывать на коранитов, потому что кораниты – это самые нейтральные люди. Нейтральности как бы у меня в моем случае быть не может. Нохчалла, адмалла. Нохчалла – это Салам алейкум. все качества и тебе того же. Все качества... Али, секунду дай. Сейчас, Али, подожди, пожалуйста, Али. Нохчала – это все качества, которые входят в именно традиции, обычаи, нравственность, мораль, что входит в понятие само чеченец, нохчи, справедливость. Ну, там все хорошее, в общем, против всего плохого. Банально. Все банально, все просто. Справедливость, честность, честь, за свое слово отвечать и так далее. Ну, Это можно, да, как в бы... каком-то смысле сказать, что это нравственно-этический кодекс, основанный на каких-то традициях, ну, чеченского этноса. Да, оно как бы, оно само понятие, оно не национальность, а само понимание, закон, если хочешь зваться, которым ты должен следовать. Ну, такой, само значение слова, как бы, это селекция. Понял. Нехч у нас еще сыр называется. То есть это то, что селекцию я делаешь и понял. выводишь из общей Сублимированное массы. что-то такое. Ну, понятно, да. Мгм. Из общей массы какой-то, да, какая-то человеческая масса, ты из них выбираешь как бы. Вот это называется нохчи. Нахчалла. Нохчдахкар. И выбираешь ты тех, кто... Они сами выбираются, вызываются как бы. Мы будем следовать этому и будем соответствовать этому. Вот они как бы являются нохчи. Тогда входит все хорошее против всего плохого. Вот Понял, адмала – спасибо. это человечность. От слова адам – человек. И Да. человечность. Относиться ко всему живому, человеческим, как бы с пониманием, что его создал Бог. Есть у нас огромное количество фольклора, легенд и рассказов, которые передаются предками. Уважение к окружающей среде. То есть у нас строгий закон был по всему, по всей, скажем так, земле, что нельзя живое, здоровое дерево любить. А когда в лес шли, топор прятали в какую-то одежду или в тряпку чего-то. То есть из-за уважения к этим деревьям, чтобы не пугать их. Вот этот топор прятали. Если солдат прятался за лошадь, то они стреляли, чтобы не повредить лошадь. Ну и так далее, и так далее. То есть ко всему относиться как к живому, с человечностью. Что в корне противоречит, кстати, исламу. Потому что в исламе свой, чужой. В исламе есть мусульмане и не мусульмане. И все хорошее мусульмане желают мусульманам только. Когда ты говоришь спасибо тебе, тебе отвечают спасибо всем мусульманам. Или удачи тебе, удачи всем мусульманам. А адмалла, оно как бы не разделяет людей. Людей, животных, все живое. Вот что значит адмалла. Здравствуйте, здравствуйте. Как ваша жизнь? Подождите немножко. Здесь Али хотел задать вопрос. Да, Али, задайте. у меня один вопрос. Почему вы приписываете ваххабитскую идеологию, например, на мусульман шиитов? У меня все. Почему я приписываю? Не приписываю. Я просто в сортах не копаюсь. Меня спросили про шиитов, я сказал,
Как бы про шиизм я ничего не знаю, но это то же самое, что и вот этот суннизм, только в другом понимании чуть-чуть. Ну, И я у с меня вами в не народе соглашусь. шиизма нету, и, следовательно, меня шиизм не интересует. Я не сравнивал шиизм с ваххабизмом. Ну, все тогда. Вот арабскими буквами, которые. Что-то хотели сказать антитеррор. Да. Вот, когда я слушал антитеррора, он сказал, то есть чеченская, как бы, чеченские традиции, они очень похожи, ну, то есть, как и европейские, более такие, он сказал. Да, вот все мы это слышали. И как понятно, сам антитеррор, он против детских браков, очень против. Он винит Мухаммада в этом. Ну, он так подметил, что чеченская традиция, она очень схожа. Ну, то есть нормально. Чеченская традиция, европейская традиция. И вот у меня интерес такой появляется. 27 июня 1380 года 12-летняя Мария стала женой. То есть Мария де Бугон. Вот. Это европейская такая традиция была. Десятилетняя Женой Бланка кого? вышла замуж. Десятилетняя За Бланка вышла кого? За замуж кого? за Людвига. Бланка Это Бланш первая английская. вышла... Подожди, пожалуйста. Айбедок Ты тут Бланка Теодора Бланш Абдельбак. английская. Ты целую лекцию читаешь. На секунду, подожди. Целую лекцию не надо же читать. Мы тут не собрались читать, слушать твою лекцию. Вот это первая 12-летняя кто-то там вышла замуж за кого? Сейчас. За кого вышла? Ответьте, пожалуйста. За кого она вышла? Ответьте, пожалуйста. Ты сказал, европейские, чеченские традиции схожи, нормальные, все, нет никаких проблем. А то, что там вот эта девушка кричит, хайди, дикти, ктюэля, и что-то такое, это мне абсолютно пофиг. Почему не хочет вопросы отвечать? Ну, европейская мораль тут как бы Абу-Джафар чуть-чуть свои нейронные связи в голове развей, чуть-чуть развивай, почитай что-нибудь. Ну, ты слишком туго думаешь. Там он Чикатило что-то в Европе сделал, там, европейской части, там. Он кто-то там еще что-то сделал. Он чеченец что-то сделал, он дагестанец что-то сделал, он араб что-то сделал. Оно же не меняет глубинного понимания этих терминов и не распространяет, не обобщает это на всех. Культура – это в абстрактном понимании, общее, объективное. Если ты не изучал культуру, историю развития людей, появление языка, его развитие, расселение людей, то почитай, у меня есть книга «История всего для чайников». Орден Хорса называется. Вот Европа – это кельты, индоевропейцы прежде всего. И почитай культуру индоевропейцев, кельтов, германцев, скандинавов, и почитай чеченскую культуру, которую ты, конечно же, не знаешь, потому что ходишь, надев арабский платок, изъясняешься на арабском, постоянно подражаешь арабам, имя носишь арабское, вот, поэтому тебе не знакомо чеченское. Вот я в этой книге также и чеченское продемонстрировал. Я тебе сейчас начну с кельтами, с германцами и скандинавами проводить параллели, но ты там нигде не подберешься, так что у тебя, в общем, ты, конечно же, пытаешься, но пока что слабо. Тебе нужно, если в чем-то меня хочешь подловить, тебе как минимум надо эту одну мою книжку почитать для развития чуть-чуть. И я не знаю, шум, наверное, будет. Да ему не откроет этот микрофон. Или
Расул. Я знаю Абу Джафара. Тоже прекрасно. Да, Абу Джафар, красавчик. Вообще не сдается, позорится до конца. Молодец. Уважуха. Есть еще кто-нибудь, что хотели бы задать вопрос? Вот здесь еще новенький какой-то. Давайте ему дадим. Задавай вопрос. Не-не-не, у меня вопросов нет. Я просто в моменте хотел, чтобы авторизировать. Я послушаю. Хорошо. Не верю. Дамир, ты если, собираешься заканчивать, заканчивай. Просто можно было просто пообщаться. Ну, не вопрос задать, если, Да, конечно, давай, Пармат так и не сделаем. не Давайте против, так, если, давай. да, без ругани, без этого, просто на доброй Да. волне. Давай тогда сделаем так. Хорошо, сейчас я сделаю. Там заключительную часть какую-нибудь будешь говорить, не знаю. Да, давай заключительную часть скажу-ка. Антитеррор, есть у тебя что-нибудь заключительное сказать? Не, ничего, пока Хорошо, что. тогда я скажу-ка. Мне очень приятно, что ты пришел, антитеррор. Было очень приятно тебя послушать. Много чего я понял из твоих слов. Благодарю тебя. Пусть мир будет в твоем доме. И чтобы твои Спасибо. уми, и Взаимно, чтобы взаимно. чтобы твоей уме тоже был мир в сердцах их. Хорошо. Останавливай запись. И кто здесь есть админ? Никого нету пока что. Дамир здесь. Помоги мне открыть микрофон. Знаешь что, антитеррор, я тебе дам админку на антитеррор. Если кто-то тебе будет на нервы действовать, здесь много есть, я знаю. Они будут проходить, до тебя докапываться, может, материть тебя будут. Я тебе админку дам на секунду. Хорошо? Хорошо. Кстати, а можно жара будет. просто интересно? Антитеррор, ты меня слышишь? Давайте, Да. Леонид, секундочку, я просто скажу. Давайте, друзья, Бхармат пришел, да, как бы грубо говоря, на нашу территорию, да. Давайте проявим уважение и не будем опускаться там до каких-то оскорблений, еще что-то. Выстроим нормальный человеческий конструктивный диалог. Арман, спасибо. давай Абу Джаара послушаем. Его словоблюдство, да. Сейчас, секунду, подождите. Вот антитеррор так поверхностно знаком с вашими идеологией, скажем так. Мне просто интересно, я правда не знаком. Вот у вас, получается, большая как команда или община есть, то есть у вас какое-то объединение, то есть просто вот этот момент мне интересен. Общество есть, да. Люди А вы, есть, получается, как которые... на основе нардского эпоса как-то выстраиваете свою веру или на чем? Нардский эпос это как бы, да, как понимание предков, как понимание их мировоззрения, то, во что они верили и так далее, как бы. А выстраивание у нас как бы на сегодняшний день, что есть, то есть, чего нет, того нет. Есть факты, берем, нету фактов, как бы, до свидания. Развиваемся, как бы. Я просто Каждый интересно, верит по-своему. я просто, я сам Астин, получается, да, сосед твой, грубо говоря. У нас тоже есть свои ребята, они вот через нардский эпос, там у них, как они, традиционная вера это называют. Мне интересно, какие-то вот схожие моменты, то есть у вас, получается, должны быть. Да, есть такое, конечно. Я просто никогда не общался с чеченцами, кто вот по нардскому эпосу что-то выводит, скажем так, и так далее. Да, оно почти что одно и то же. Кто-то сохранил его побольше, как бы, от ислама. Понял. Чуть-чуть дальше кто был, тот больше, чем дальше.
от ислама, от границ империи арабской, исламской, находился на Кавказе, вглубь, в горах, тот больше, получается, сохранил его. А кто подвергся исламизации, тот как бы потерял большую часть. А так оно почти что одно и то же по всему Северному Кавказу. Террор, а Какому-то нардский человеку не эпос, хотите микрофон включать. это же вроде сказки народов Кавказа. А на этой сказке разве можно как бы построить мировоззрение? Ну, они могли, они строили. Я как бы не сказал, что мы строим, я же сказал, что мы не строим. Мы строим на сегодняшней реальности. Мы как бы, ну, философский, скажем так, кружок. То, чего есть, обсуждаем, размышляем и заражаем других этим обсуждением, развитием, вызываем, ну, развиваем в них интерес к этому всему. Таким образом, задавая и ставя вопросы, мы в них развиваем или создаем нейронные связи в их головах, которых у них не было, и они не задумывались об этом. Ребята, если не сложно, Freedom Nocture включите. Freedom Nocture, давайте. А, он вышел или включили его? Я хочу всем включить, но здесь столько много зашли, у меня рука устала включать. Так, я Антихадис. что-то... Включи Абу Помоги мне. Джафара. Абу Джафар, не включите ему. Просто Абу Джафар, пожалуйста. Культурно. Хармат, можно вот вопрос? Да, представляете, вот здесь читаю ранние браки у кельтов. Ранние браки у кельтов заключались в 8-летнем возрасте. Обычно за кельтских Гидрих короля вышла юная Серхситера. Кто не знает, такая. Без истерики. Всё. Ребята, простите, пожалуйста, но давайте, во-первых, давайте как-то, ну, поспокойнее и давайте без национальных языков, потому что тут люди не понимают, что вы говорите, просто вот так кричите, начинаете там, ну, смысла в диалоге таком нет уже. Oh, I'm sorry, my English little. Пускай Хармат говорит. Всех приветствую. Марш Довыл. Приходите свободными, живите свободно. Я хотел сказать Леониду, Леонид, тут дело не в вере в сказки, а в вере в Бога и определенную философию, как Хармат сказал. Но есть один момент очень важный, я считаю. Мне, как чеченцу, проще поверить в свою чеченскую сказку, нежели верить, в какую-то римскую, иудейскую, арабскую или какую-то еще либо другую, или философию, или мировоззрение. Поэтому я придерживаюсь своего мировоззрения и своего национального верования в Бога. Спасибо. Оставайся тогда на своем мировоззрении. Сейчас пускай этот человеку включите микро. Пускай что скажет. Да, если Может быть, что, это- я в таком про сказки не говорю, как бы я говорю, ну, на основе Нартиады, как бы, да, это вы, наверное, с Дамиром меня перепутали, он говорил, что это... Да, Дамир, он, когда вопрос задавал относительно вот этого комьюнити, да, который, ну, вокруг себя Хармат организовал, собрал, так скажем, да, то есть вопрос у него на самом деле резонный был, а вот эта мифология, да, или вот нардский эпос, то, что вы используете, вы действительно верите в этих богов, или это просто как некая внешняя форма, которая просто, ну, помогает вам держаться каких-то там своих вот, ну, традиций, Просто- обычаев, или как сказать, как критерий, некий критерий принадлежности к своим истокам, можно так сказать. Просто я почему скажу, дайте я сейчас добавлю, простите, чтобы тоже поняли. Потому что, ну, у меня в народе на основе нардского эпоса это прям не как фольклор идет из сказания, как бы у некоторых людей. Это прям они оттуда черпают какие-то знания, у них вот, как они говорят, вера предков на основе как раз вот этого эпоса как бы и черпается. То есть я поэтому и спросил, как бы вот у чеченцев, вот как
антитеррор, я как понял, как вот другие есть, кто тут сидит. То есть у вас также это как-то работает или по-другому? Я вот именно это хотел спросить. То есть я там никого Нет, обижать или принижать не хотел. мы с научной точки зрения смотрим на этот эпос, и как бы знания там есть, но эти знания сегодня уже как бы они не актуальны. Там появление из камня ударил Бог грома там, в камень, оттуда появляется постоянно этот персонаж, рождается из камня. В общем, это обычные как бы знания, которые они Ну, имели, и фольклор, тем фольклор. самым этими мифологиями они передавали потомству. То есть как разводить огонь? Самый необходимый элемент к тому времени. Камень об камень, искры, рождается огонь, Сын Божий. Бог, огонь, солнце. Огонь как бы его младший брат или сын, который всегда стремится вверх к солнцу, к своему отцу. А вот в вашем Обычно они. представлении, как вы вот вообще в целом Бога видите, то есть, или его отношение к определенным народам, то есть вот это как-то у вас, как это работает? Ну, я вижу его как бы в том понимании, что я его никак не смогу увидеть или понять, или потому что я и он это как бы, ну, это огромная разница, и мой разум не способен его объемлить бесконечность, объемлить его. У меня есть границы как бы. И я не А, пытаюсь его понять или еще что-то. И, кстати, еще это такой личного от меня вопрос. Я, насколько знаю, в чеченском языке, помимо того, что Бога Аллах называют, да, есть же еще и свое название, как Бога называют, я же правильно Да, конечно. знаю? Да, то есть это, ну, это какая-то, получается, наименование какого-то божества было, или вот, ну, какая-то этимология существует вообще? Вот Дели же Конечно, говорят, конечно. правильно? Я же Да, правильно да. говорю? Да, Да, то Дели есть, это как бы общий индоевропейский термин, это Deus, Теос, Зеус, Зевс, Деус Питер, Юпитер. Это как бы восходящее к индоевропейским корням а, этимология. Ну, этот властелин дня. Как бы. Вот так. понял. Да, этимологию очень я интересуюсь так иногда смотреть. Да, он Алло, и у здравствуйте, цыгане антiterрор. тоже как бы. Да, Здравствуйте, здравствуйте. антiterрор. А у вас Здравствуйте. вот когда после смерти ад, рай, есть такое что-нибудь? Нет. А как, душа все, что ли, умирает и все? Душа что такое вообще? У нас в вере нету души. Ну, если Бог есть, у Бога есть душа, у человека тоже есть душа. У Бога есть душа. Я вообще не знаю, что такое душа, что это значит. Ну, Харма, то когда есть человек... существование души не признаешь, да, получается? Ну, чтобы признать его же надо, не знаю, Ну, ощутить, вот, увидеть, вот как-то все доказать. религии, Пока все душа – религии... это просто слово, именно восходящее к корням. Не, а Куда? вот, Руслан, секундочку, вот я как раз, можно, да, на эту тему поговорить? Но мы же можем, допустим, как сказать, эмпирическим путем каким-то даже вот как бы понять, что такое душа в принципе. Вот можем попробовать даже. Ну, Если, да, вот если, например, говорить о, как сказать, допустим, есть у человека некие потребности. К примеру, у физического тела есть потребность там кушать и так далее, да. Ну, то, что мы можем, в принципе, вот, да, заблочить, пожалуйста. это кто сейчас? Этот, мы можем, в принципе, да, объяснить, ну, что вот у тела, да, там есть некие какие-то потребности, вот, допустим, там кушать, пить, там спать и так далее. Есть там, допустим, у нашего мозга какие-то тоже, да, потребности там к развитию в плане, там, допустим, в интеллектуальном плане, да, это тоже можно, в принципе, как-то объяснить. А вот, например, чем можно объяснить проявление таких чувств, например, как любовь? Вот человек, вот он испытывает любовь, например. Ну, гормонами или каким-то эмоциональным состоянием?
Ну, допустим, если так, то в таком случае почему человек, например, может выбирать любить только, допустим, конкретного одного человека? То есть, если я к чему это говорю? Если бы мы, допустим, такое понятие, Нет, как любовь, не, например, да, ты сейчас именно свой вкус субъективный делаешь его объективным. Есть люди, которые любят многих, это по-разному. Ты не можешь это я объективизировать. Давай все сделаем, не усложняя. Просто один простой вопрос. Тебе, ну, голову выстрелит или отрубят голову за секунду. Ты будешь жить? ну, нет, ну, как бы ответ очевиден. Ответ Ну очевиден, вот. но Душа уходит в голове или что? ну, я считаю, что душа — это та самая, ну, суть человеческая, да, его личность. Вот то, что человек кем является, личность, это и есть его душа. То есть, Ну ну, как хорошо, бы, тогда давай сделаем так. Вот твое сознание скопировали, да? Взяли вот в ближайшем лет 50-100, например. Вполне возможно, это будет возможно сделать. Вот твое сознание скопировали, взяли два тела и закачали туда в два тела твоего сознания. В каком теле из двух будешь ты? не, ну, вот эти футуристические, как сказать, концепции, они, конечно, ну, мне кажется, нет смысла на эту тему рассуждать, потому что это же там же нет никакой научной базы. На чем мы можем сейчас основываться? Это просто Почему рассуждения нет? какие-то. Твое сознание скопировать это. Почему нет? Это Но я не вполне вероятно. представляю, я не представляю это возможным, ну, как бы, не знаю, как ты. Другой А ты пример привести представлял по-быстрому. возможным бы, живя, например, в 7 веке, что сердце можно взять чужого человека и пересадить тебе сердце? Ну, в 7 веке, понятное дело, что нет. Ну вот, Ну, представь тогда, через лет, не знаю, но это будет уже по моим меркам, там, может быть, через лет 100, 50, 200, это уже вполне возможно будет скопировать сознание. Вот через миллион лет, допустим, что будет? Если 1000 там лет назад тебе, или даже возьми 100-200 лет назад тебе сказать, что можно пересадить сердце, ты, наверное, ну, посчитал бы меня сумасшедшим. я Поэтому, как просто, бы, опять же, это душа, вот ты говоришь, да, это твое, это я и так далее. Нет, ты пустая флеш-карта, которая приходит на свет. Все, что тебя окружает и будет закачано, а также твоя генетика влияет на некие особенности, да. И все, что ты, вот, чем ты заполнишь свою флеш-карту, тем ты и являешься. Я не вижу здесь никакой души. Если бы душа была, тебе выстрелит в голову или там отрубят в голову, то ты должен был хотя бы как минимум, не знаю, чуть-чуть пожить. А ну, выходит, тут самая тело, твоя главная жизненная необходимая, как бы, душа ну, твоя, и все, получается голова. тело, оно же, все, оно становится, как бы, ну, как сказать, дисфункциональным в этом случае. Понятное дело, что уже душа уже в этом теле, она себя не может проявить. Она переходит просто в другое качество. Ну вот видишь, А вот, как только мы переходим к этому, что она уже должна где-то себя проявить, то уже мы начинаем разговаривать о том, что я сказал вначале. То, чего мы не знаем, то, чего не вот, существует. да, и, кстати, То есть я тут тоже об вступает этом уже хотел сказать. вера. И о Ну, вере, вера, как бы, тут логически порассуждать не получится, потому что это несуществующая вещь, которую мы взяли и пытаемся обсуждать. Души нет. Душа – это Арман, все, что есть, в моем понимании, в моем мировоззрении. Все, что есть, это я есть понял, душа, да. все Не, духовно. Нет Арман, я разделений понял. материальное и душевное. Если у тебя Вот, есть какие-то доказательства существования души, то можешь их предъявить. Не вот, усложнять, не объяснять, а просто скажи, вот так, вот здесь, Ну, вот так-то, не, вот так-то есть душа. секундочку, Руслан, да я просто договорюсь, секундочку. Вот у меня, ну, доказательств, да, которым я мог бы там доказать научным каким-то способом, там, опытным путем, у меня, ну, нету, да. Но если мы просто, допустим, вольно об этом можем говорить, я к чему вообще изначально говорил, почему я начал про любовь говорить? Потому что, ну, на мой взгляд, да, я считаю как, если вот такие качества, как любовь, щедрость, доброта, да, это то,
что и это качество, свидетельствующее о наличии души. Это не то, с чем можно объяснить интеллектуально или как-то рационально. То есть ты просто проявляешь это, потому что у тебя есть какой-то порыв, его еще называют там душевный порыв. Именно вот эти качества свидетельствуют о том, что в человеке помимо его мозга, помимо его какого-то там интеллектуального, да, там эмоционального или там, не знаю, физиологического какого-то вот этого конструкта всего, есть помимо этого, есть еще что-то духовное или душевное. Я просто к этому хотел сказать. Это как раз таки... Арслан, вот я сейчас Но статью опять же, читаю. это твое понимание, опять же, это твое понимание. Свободен, жок давался, секунду. Вот, уважаемый. Читай свои статьи, развивайся, изучай, читай, пожалуйста. Только еще источники проверяй, статьи, которые ты читаешь. Это ваше упущение. Мусульмане никогда не просят источников. Что они видят в свою пользу, Зачем то они как бы и принимают. человека? Опять же, вот пойдем, например, в Египет, да? Вот возвращаемся к Египту, истоком понятия души, религиозного первого появления, понимания души и вообще какой-либо такой, скажем так, запредельной религиозности. Его удалить надо, а не выключать, полностью удалить его. Вот если мы идем в Египет, то тут вообще все воодушевлено. Тут и тень душа, вот сколько душ в Египте. Например, есть Ка, есть Ба, есть Хат, есть Иб, есть Сах, Сехем, Шуит, Рен и так далее, и так далее. Ба, Ка, это вот тут расписывается, да, сердце, есть сердце отдельная душа, его изображали вот этого, это животное, как оно, скоробей, жук скоробеем. Это было, а также было после смерти у них, в дуате, который будет взвешено сердце, она тоже была душой. Были там Рем имя твое также считалось душой, которое должно быть сохранено после смерти, поэтому фараоны воздвигали огромные пирамиды, чтобы не сломали их могилы, потому что имя надо сохранить, чтобы они в дуате, в загробном мире хорошо проживали свою жизнь. Ну и так далее. Тень, там, образ тоже считали, Сах-Малах, Саху, духовное тело, там, священные останки после мумификации. Это все считалось душами. Возвращаемся к иудаизму, да, уже первой, скажем так, первой копии уже, заимствования его. Возвращаемся туда, там какой-то дух, там душа, там, и так далее, и так далее. Это непонятно еще. В христианство идем, там более чуть-чуть, там что-то объясняется. В исламе тоже вообще непонятно. Какой-то дух, Джибриль, посылают его, не посылают. Какое-то непонятно. В общем, и возвращаемся сегодня вот этим диалогом, да, сегодня, который мы с тобой начали. Вообще уже мы развились спустя вот этих религиозных, скажем так, сочинений о том, чего не существует, о душе, о которой тебе надо позаботиться. Чтобы ты о нем позаботился, ты, конечно же, можешь только обучаясь у жрецов, которые будут тебя готовить, точнее, твою душу готовить. То есть то, чего не существует. А ты им будешь платить за то, чего не существует. То есть это как бы пустой банковский счет. Ты отдаешь деньги каким-то посредникам, которые тебе обещали, что они на твой счет положат, а они его туда не ложат. Это обычный, самый простой, самый примитивный лохотрон. Поэтому как бы я не считаю... Мы можем, конечно, размышлять, но как бы моя позиция здесь однозначна. Это просто вымысел. Любовь и остальное, это все, опять же, твои нейронные связи, твои инстинкты, то, чего в тебе Бог заложил. Как бы это твоя физика, то, чего есть, то, чего существует. Любовь, опять же, это название. Ты можешь это назвать как хочешь. Оно все равно является материальным, оно в твоем мозгу.
и обращения всякие вот эти религиозные в Коране и так далее, там, то, чего желают сердца, мое сердце тебя любит и так далее. То есть это очень старое представление, когда люди не знали, где находится память, и никак не могли определиться, то у них в сердце, то у них в голове и так далее. То есть оттуда идут эти все термины, там, сердце, не сердце. Сердце болит, сердце вообще не болит никогда, оно только останавливается. Но, Кто? Ну, давайте. Можно задать вопрос? А кто вообще для вас Иисус? Потому что во многих роликах, когда вы хотите привести пример сравнения Мухаммеда и сравнения более высшего духовного, скажем, воспитания или же примера, как слова поведения, вы приводите все время цитаты Иисуса. А в одних интервью говорите, Иисус вообще, значит, это Бог. В других вы говорите, что он духовный наставник. В-третьих, вы говорите, что он не существует. Так кто же он все-таки для вас? Ну, то, что он Бог, я говорю в разъяснениях своих, когда обычные малограмотные мусульмане, заходящие ко мне, начинают рассуждать о христианстве, как бы, и показывают свое непонимание христианства. Я как бы им доношу, что такое христианство, что там, кто там, кем является. То есть как христиане это понимают, чтобы они, когда разговаривают с христианами, понимали, с кем они разговаривают, и не выглядели смешными. Его слова я привожу, во-первых, опять же, как я и говорил, я отдаю дань уважения вот всему этому пути и развитию египетско-греко-римскому, вот этому ихнему философскому развитию, и понимаю и знаю его основания христианства. Поэтому как бы есть хорошие слова, есть добро, есть понимание добра и зла, есть много чего полезного. И это на самом деле был огромный шаг в начале человеческого пути, к письменности, к чтению, к развитию и так далее. Помогло людям на каком-то этапе. Как бы отдают дань уважения ему. Руслан, а ты хотел спросить, я тебя перебил, извини. Что ты хотел Ну, спросить? я хотел вот спросить, антитеррор вот говорит, душа нету, а вот он говорит, вот в лес пошел, топор прячешь, у деревьев, получается, тоже есть душа. Лошадь стреляешь, чтобы не убить, тоже душа есть. Как это понять? Вот? Или вода тоже общаешься, это получается, как душой общаешься, живым чем-то. Душа это надо было сначала слушать. Я говорю, Душа что это душа, живое, я человек без души он отвечаю, умрет. я же отвечаю. Человек без головы сразу умрет. Никакая душа его не спасет, он сразу умрет. Я вначале уже говорил, что душа это как бы придуманный термин. Материальное и нематериальное это придуманный термин. Это лишняя формула 1+1. Его уже заложили в голову людям. И поэтому как бы мне общаться с людьми, у которых в голове именно эта установка, приходится через эту формулу. И я им говорю, что 1+1 для меня есть все. Все есть душа, дух. Все есть проявление Божье. Нету материального и нематериального. Все есть духовное. То есть в твоем понимании, потому что это уже мы говорим на вымышленных, на просто взятых с головы терминах. Вот убери душу, убери смысл жизни, вот эти все формулировки, привнесенные оттуда. Вот убери это все. Вот о чем мы будем говорить с тобой? Нет, ну вот смотри, у язычества нет, что ли, Вот темных умер сил? человек, да, например. Умер человек. Что ты скажешь мне?
Вот И умер человек человек, умер, надо его но похоронить. по исламу Ты же не он будешь мне это говорить, да, его душа ушла, его душа сейчас путешествует, оно где-то душа ушла, ходит, правильно. оно там Ангелы где-то в забрали. Дуате. В смысле душа ушла? Человека нету, а душа ушла, ангелы забрали. Это опять же твоя фантазия, братан. Нет, почему? Это обещано Богом. Как нет? Вот теперь докажи мне, что ангелы взяли и унесли душу. Вот давай, слушай, докажи мне. Нет, Просто Покажи я вас мне ангелов, спрашиваю. в покажи мне христианстве дух. просто те, кто верит в Бога, понимают, что сначала это Дух Божий, который был и есть и Бог. Понимаете? И Бог создал человека по подобию своему, и поэтому у человека есть душа. Поэтому человек без души Но это это просто просто слова. какое-то существо. Нет, это не слова, это слова для Это просто тех, кто не слова. В верует, человеке да, есть в душа, Бога. А все его человек, который тело, все его тело тело, это все, что тело. в нем есть, все, Ну, что есть, смотри, вот этот человек антитеррор. является Вот смотри. душой. Это просто Пожалуйста, красивый. Сейчас, секунду. Это просто красивые слова. Там Бог, кто верит, тот знает. Ну, если вы находите в этом успокоение, то пожалуйста. Но не надо его среди объективного какого-то спора или размышления, где говорится только о доводах и доказательствах, вкладывать свои какие-то первобытные представления, фантазии и мировоззрения, потому что они ничем не подкреплены, кроме веры. Притом слепой веры Не, на ну тут, слово. да, тут понятное дело, что вера, ну, как бы, да, она не предполагает какого-то там рационального объяснения, или, так скажем, не всегда предполагает рационального объяснения. Вера, она на то и вера, чтобы верить. Я тут как бы согласен, да. И тут нет смысла там что-то доказывать, пытаться и так далее, там, тем более каким-то там научным способом. Просто если мы просто говорим с точки зрения веры, если вот мы, допустим, я как верующий человек, я могу с точки зрения своей позиции, вот как верующего человека, предположить, сказать или быть уверенным в том, что у человека есть наличие души. Для меня, например, есть некоторые свидетельства. Я уже сказал, да, проявление каких-то качеств. И в том числе, вот я, кстати, не договорил, например, как совесть. Вот совесть для меня это, например, такая, да, некая функция сознания, которая также свидетельствует о наличии человеческой души. И то, что если, допустим, человеку там отрубить голову, и после этого он дальше не будет жить, это еще не говорит о том, что у него нет души. Это просто говорит о том, что его, ну, как сказать, если угодно, да, качественное проявление его личности, оно просто видоизменяется. Все, у него тела нет, но он продолжает существовать вне тела. Но опять же таки, это мы с точки зрения там науки никак не докажем. Или там какого-то, не знаю, каких-то там рациональных доводов. Да, Это это уже все, уже это одна обсуждение вера. того, чего нет. То есть Это лишняя вера, трата да. времени. Да, я Да. согласен. Я Добрый как вечер, бы, у Дамир. меня, Можно у тоже нас вопрос. направление как бы чисто ориентироваться на практику. Потому что вот эта вся вера в душу, Бог придет, поможет, она уже не помогает. Там у нас нация исчезает и топят нас в крови. Потому что мы практикой вообще не занимаемся. Мы поколение отдавали вот этой душе, вот этим богам, вот этим всему. Поэтому как бы это не работает. Мы как бы люди, которые смотрят, решили посмотреть с другой стороны. И мы притом имеем основания, имеем доказательства, имеем факты, имеем правду, имеем истину и факты налицо, уже свершившиеся. Что когда ты начинаешь заниматься практикой, то ты можешь построить Израиль. Но когда ты веришь, что какой-то Бог там тебе сделает какой-то Израиль, поможет и так далее, то 3000 лет приходится скитаться по миру и получать по шапке. Я извиняюсь, Дамир, а здесь половина открытый микрофон, половина закрыта. Да Это я что сделал это? новый, нет, Абу Ахмад, я сделал новые, заходят, они там, короче, антитеррор матерят, короче. Я сделал, что Тесла, если угол. кто-то новый будет заходить, пусть у них закрытый будет микрофон. Фармат, я хотел тебя поправить немного. Этот пример я несколько раз приводил с душой. Вот этот сомнительность души не пример со смертью показывает. Там со смертью можно сказать, что душа мгновенно куда-то улетает, и на это ссылаться.
Сомнительность души показывает потери сознания. То есть стукни на тебя по голове, ты сразу отрубился. Если бы у тебя была душа, она где-то там в темноте сидела бы, ждала бы, пока тело снова начнет функционировать. Но этого не происходит. Ты теряешь сознание вместе со своей душой. Вот это показывает. Тесла, а вы понимаете, в чем дело? Человек это же не просто душа, да, человек это совокупность вот этих трех элементов: дух, душа и тело. Тело, оно также имеет свою обусловленность. Тогда Оно имеет... возникает вопрос. То есть без тела душа как бы ничего, потому что она не функциональна. В этом мире, да. Вот в этом мире, в нашем физическом. Но уже надо тебе для костыля, уже для поддержать свои мысли, нужен уже целый другой мир придумывать, который будет поддерживать, там, саппорт этой души оказывать. Ты не находишь, что ты уже каждый раз умножаешь, придумываешь новую сущность, чтобы оправдать первую. Пробриту акама. Нет, я умножаете сущностей. То есть если бы душа была бы нечто, что само думает, то есть функционирует, думает, чувствует, то есть ведет себя как, скажем так, не знаю, какая-то программа сознания, то при варианте, когда человек в коме или, я не знаю, отрубили его, то душа обычно просто, ты, не знаю, чувствовал себя, как ты сидишь в черной, темной комнате и ждал, пока снова запустится твой этот биодвигатель. Ты пекинский танцы, теперь я понял. Я много раз этот пример приводил, и, по-моему, года 2 назад, короче. Хаймиш, ты немного как бы перепутал его. Я извиняюсь, Дамир, а может быть, несправедливо будет по отношению к тем, кто закрытым? Если кто-то будет материться, просто закрывайте микрофон. Вы закройте микрофон, если кто-то будет ругаться. Абу Ахмад, выключи всем. Ну, ты законтролируй, хорошо? Сейчас. Нет, зачем я буду? Я просто могу выйти сейчас. Просто вы будете закрывать, если кто-то будет неадекватно, и все. Хорошо, можешь открыть всем. Я открыл Я хорошо, я просижу тогда, если неудобно. Ну, хорошо, ладно, я предлагаю закрыть тему с душой, потому что это бесконечный спор на самом деле. Потому что этот Можно вопрос задать, пожалуйста? все равно будут по-своему. Можно такой маленький Можно я вопрос? вопрос задам? Мне кажется, что насчет... А можно я первый задам вопрос, пожалуйста? Давай. Может, дамы вперед? Да, благодарю. У меня просто очень... Ну, мне вот очень прям не терпится, я прям очень хочу задать вопрос. Формат мне очень надо. Хорошо. Спасибо. Я, в общем, вот такой вопрос хочу задать. Дайте мне буквально 2-3 минуты. Значит, Формат, я смотрю ваш канал недавно, вот, и насчет предопределения увидел ролик, у вас спросил один мусульманин вроде бы, типа, почему вы вышли из ислама, и вы сказали то, что это все вопрос предопределения. Вот у меня такой вот к вам вопрос. В общем, а вот на Ютубе я много всяких роликов видел, там какой-то вроде бы Халид Аль-Фулейдж, и все вот такие имамы, да, то есть они объясняют то, что есть выбор, типа то, что все прям предопределено и нет ни у кого выбора, это неправда, то, что выбор есть 100%. Вот у меня такой вопрос. А вот когда вас эта проблема предопределения мучила, вы смотрели, то есть, получается, обзоры на Ютубе на эту тему? То есть, есть ли кто-либо или какие-то хадисы, которые все-таки дают задуматься, что предопределение – это частичное предопределение, то, что, в принципе, выбор есть или нет? Ну, то есть, есть ли у вас такое предчувствие, и видели ли вы такие хадисы? Благодарю. Ну, в исламе там, опять же, могут подчищать следы, сколько они хотят. Я смотрю на источники. Открываем просто Сахих Бухари, просто ничего не придумывая. Открываем книгу предопределения, читаем первый хадис. Также открываем Сахих Муслим, открываем книгу предопределения и начинаем просто читать с первого хадиса. Там четко и ясно, недвусмысленно приводятся хадисы, когда умерли дети, как спорил Адам с Мусой,
В общем, и везде полностью в книге расписано, что еще будучи в креслах его отца, потом перейдя вот эту чрево матери, на какой-то день приходит ангел и записывает все его дела и все, что он будет делать. И он может, дальше там пишется, и человек может совершать дела обитателей рая до тех пор, пока не приблизится на расстояние локтя, затем сбудется то, что было ему записано на роду, и он начнет совершать дела обитателей ада и войдет в огонь. Также говорится, как Адам и Муса спорили. Муса начинает упрекать Адама: вот ты наш праотец, из-за твоего поступка нас выгнали из рая. И потом Адам ему отвечает: да ты вообще нормальный, ты мне предъявляешь в том, что записано мне было Аллахом еще за 40 тысяч лет до того, как меня сотворил. И дальше Мухаммед говорит: так этими доводами Адам победил Мусу. И когда умер ребенок, приводится пример, Айша там говорит: вот, о пророк, там, этому райскому воробею уготовано райское дерево, он не совершал зла, и оно не добралось до него. И Мухаммед отвечает ему: откуда ты знаешь, может быть и другое. Воистину Аллах создал ад и рай, и создал обитателей и для ада, и для рая. То есть говорить тут можно все, что угодно. Я понял. Спасибо огромное. Я вот, если можно, еще задам там один вопрос и к нему подпункт, если можно. Хорошо. В общем, еще вот какой вопрос. Вот я, честно, когда начал только знакомиться с каналом Алана Мартела, с вашим каналом и с многими такими же каналами, мое, так скажем, мышление, да, то есть не критическое мышление, оно мне говорило то, что нет, эти люди, они что-то умалкивают, они 100%, да, какие-то, можно сказать, ФСБшники, которые ничего не мыслят и врут просто нагло. Но вот когда у меня начало критическое мышление появляться, да, я начал задумываться. И вот у меня какой вопрос. У вас также было? То есть, и первый вопрос, сколько лет вы были в религии? И второй вопрос, как долго вы от этого, то есть, отходили? Вот. И как долго у вас появлялось критическое мышление? Или, может быть, это критическое мышление появилось сразу же? Вот, все. Запись мою там ладу и вопрос какой-то. Антитеррор, наверное, отошел пока что, да? Наушник отвалился. Дружище, ну он отвечал на эти вопросы уже. Может быть, тебе просто эфиры посмотреть. Очень много раз уже. Эфиры же есть много, зачем вот эти повторять? Да, вон девушка скину. Я понял. Я просто думаю, то, что мне искать это очень долго будет. То есть я просто не знаю, где это найти. Ну, то есть в каком Просто именно написано. видео? Я закреплю сегодня, закину в YouTube и закреплю в этой группе. Вы можете зайти посмотреть любой. Я еще антитеррору скину. Он тоже закрепит у себя. И кому интересно будет, можете послушать. Ну, у меня этот в Ютубе идет, он сейчас Ну вот ретранслируется. даже, да, вот. Можете в антитеррору зайти. Его трансляцию вот. Когда остановится, вот сохранится, вот можете посмотреть. Да, Артур, я не расслышал вопрос. Опять же, как долго я мог отойти? Критическое мышление. Ну, критическое мышление у меня развивалось еще будучи мусульманином, коранитом. А как долго я не мог отойти? Ну, где-то, скажем так, полгода или 3-4 месяца, вот так.
Девушка хотела задать вопрос, может, вы ей слово дадите? Да, хотела. Можно, да? Спасибо. Здравствуйте всем. Хотела спросить, вот человек думает, да, если нету души, получается, за нас думают нейронные, там, нейронные, забыла, соединения, там, связи в голове. Ну, за нас точно душа не думает. Думает только наш разум. Ну, то есть они сами по себе какие-то связи, вот эти вот нейронные, бегают и думают, то есть за нас. Ну, как это? Нет, они уже выстроены, уже программа заложена, и он как бы работает, как он работает. И также ты можешь как-то там взаимодействовать, развиваться или деградировать. То есть все, что тебе надо, как бы дано, все есть. А душа это как бы, ну, если душа нету, то нейронные связи за нас думают. Это вообще вопрос, ну, я считаю, некорректным, потому что душа вроде за нас не думает. И вообще душа, она как бы нету доказательства его. Есть разум, как бы, и все. А в вашей форме мышления сатана вообще существует? Компьютер. Ну, конечно, не существует. А, не существует он тоже. Ну, конечно, сатана это обычное объяснение, проявление, скажем так, плохих поступков, понимание того или иного общества. То, что они считают плохим, то другое общество считает хорошим. Не считают это никакой сатаной. Но одна партия решает, что именно их понимание должно быть объективным для всех и силой подгонять под свое понимание. Ну, в итоге мы получили то, что получили. Вот. Война, разруха, терроризм и так далее. Ненависть, религиозные войны. Я извиняюсь, можно вопрос? Можно добавить, подожди, брат. Сатану придумали те, кто плохие дела делают, и чтобы сваливать на кого-то. То есть, получается, Бог, создатель, сказочник, придумал сатану, чтобы пугать? Да, Нет, Пушкин. сказочники именно вот жрецы, каста жрецов, пастухов, которые считают тебя и меня животным стадом, которым нужно управление. Я лично не считаю, я сам могу собой управлять. Я им говорю, вот вам, фига вам, я сам буду собой управлять. Ну тогда почему у человека акл есть, разум, а у животного нету? У него тоже голова, Почему у примерно животного? лошадь взять, мозг есть, а он это меньше думает. Ну, потому что оно животное. Нет, Кто ну тебе разум, сказал, это что у всех... мозг, Ну, у акл, камня примерно тоже... откуда? Ну, камень тоже Вот существует. плоды почему? Разум – это как бы наше объяснение уже Господь сказал, эволюционировавших вот этих. это Бог сказал же, что дал разум человеку, а остальное не дал животным. Откуда это вот, Ну, у что у животных человека есть разум? разум. Почему у них нет разума? Вполне есть. Мои собаки Просто есть, у них надо. у всех не Собаки нету одинаковые. разума, у них только мозг. Она Не, понимает. подождите. В смысле, Ну, разум смотрите, это если мы берем животных, что в твоем понимании какое-то типа Ну, значит, размышление и так обезьяна далее. тоже разумная. Получается, обезьяна Ну, тоже разумная. Книжки да. не читает собака, но понимает все, что я говорю и делает. И что это, не разум, что ли? Нет, человек размышляет, представляет, что-то делает, а обезьяна, он делает рефлекс. Это рефлексы. Откуда ты знаешь? Ты у собаки спросил, ты у него интересовался, ты умеешь с ним разговаривать? Нет, у собаки рефлекс. А Господь сказал человеку Откуда ты размышлять. знаешь? А ты это называешь рефлексами. А может быть, а ты знаешь, что
он-то собака может твои, в общем, размышления тоже называть рефлексом. Ученые доказали, ученые берут, делают опыты, делали это, над обезьянами делали опыты, ученые вывели. И что они говорят, что у них нету мозгов, они не умеют думать? У них мозг есть и инстинкт, а разум нету. Ну, я тебе говорю, мне поверишь ты? Ну, если ты это пророк, я бы поверил. Ну, ты Ну, ученым я, веришь. если честно, не Я понимаю, пророк. что ты подкладываешь под словом разум. Собаки и другие, они думают, они понимают. Они думают на Никаких примитивном проблем. уровне, не на том уровне, который Ну человек, да, который они не живет. Они эволюционировали. не могут в школу ходить, они не могут языки изучать, они не могут в университете, не могут здесь в стриме участвовать. Это совершенно Но это им другое. и не надо, потому что они собаки. Им это и не надо. Ну, так в этом и есть разница между человеком и животным. А Господь наградил нас именно таким разумом, которым мы отличаемся от животных. Ну и Это хорошо. И это доказывает, что есть какой-то именно христианский Бог наделил нами или исламский Бог наделил нас. Наличие у нас разума это... Вот вы, например, христианка. Для всех. Фелицита. Не, подождите на секунду. Вот, Фелиция, вы, доказывая душу, разум и так далее, хотите представить мне и слушателям истинность именно христианского вашего Бога. А вот Руслан, говоря о разуме, о душе, пытается доказать мусульманского Бога. Ну да, вы говорите про факты. Но кто вам сказал, что разумом... Я не говорила христианский или мусульманский Бог. Для меня Бог не имеет нации и не имеет для определенного народа. Я последователь Христа, но я никогда не говорила, что это христианское, и это для христиан Бог един для всех. Да. Ну, да. Ваш Бог един для всех, в вашем понимании. Но для меня он не Бог. Он для меня идол. И миф. Не надо меня подгонять под свою. Вы получаете, говорите, что вы если вы веруете, вы можете веровать. Вы же сказали, что вы уважаете, проявляете уважение Иисусу. Так получается, вы тогда проявляете уважение к тому, что не существует миф? Конечно, я проявляю уважение к самому мифу, к самой мифологии ее создателя и философии, которую она несет. Я тоже верю, что еврейка родила Бога. То, что вы рассказываете, что есть там солнце теплое, вода холодная, факты, это никак не доказывает истинность именно вашего понимания. Разум есть, он наш, мы эволюционировали, у нас настолько сложный разум, мы, в общем, дошли до этого, и никто не сказал, что это конец. Можно Вполне узнать, вероятно, что дальше будет еще эволюционировать. ну разум тоже нельзя потрогать. Может быть, я вот Почему неразумная, нельзя? как животное живу, допустим. Ну, я не верю, допустим, в разум. Разум нельзя потрогать, душу нельзя потрогать. Ну, я не знаю, разум, под разумом, что вы подкладываете, для меня это обычные нейронные связи. Это мозг. И то, как он запрограммирован. И то, какие инструменты материальные он думать, имеет. да? Но мы думаем по-разному просто все люди. Ну да, потому что влияет, опять же, причины, среда, генетика и так далее. Не, Ну, это понятно. запрограммировано. Тут как бы То, никак что- душа, доказательство души То, что никакой среда, близости не имеет. да, Бхарма, то, что среда и социум, да, они влияют на развитие разума и как сказать, и история, да, то есть эволюция, ну, это все понятно. Это все сказывается на развитии разума. Из умного можно там в разумного эволюционировать, это понятно. Но А можно? есть же такие вещи, да, например, которые нейрофизиология, нейробиология не может все равно объяснить чисто с научной точки зрения, например. Ну да, мы Я как уже, бы, Сторгис, да, я Гайес. же привел. Вот Я же привел интуиция. сегодня пример. Извини, что перебил тебя. Да. Я же сегодня пример привел, что вот
древности, вот люди не понимали, что такое молния, не могли объяснить, что это такое тогда, и наделяли его божественной сущностью и верили в это. Сегодня мы можем это объяснить. То, что мы сегодня не можем чего-то объяснить, это не дает права быстро побежать и за этим темным полем придумывать какие-то несуществующие вещи и на этом делать манипуляции. Это неизвестность, и все. Это не значит, что оно будет таким всегда. Я правильно понимаю, что ты не исключаешь того, что в будущем люди смогут все-таки доказать, что такое интуиция, что такое совесть, и что такое стыд и так далее? Ну да, если с перечисленного уже не доказано. В чем проблема? Конечно, мы только начали, мы еще дети. Нам главное надо заканчивать с этими первобытными варварскими мифологиями, развивающие в нас ненависть. Зачем нам арабо-еврейские какие-то разборки, какие-то их первобытные представления и так далее? И на этом ихнюю вражду между собой втягиваться, в общем, вот эти, в общем, ихние проблемы внутренние. Зачем нам приписываться к какому-то иудейскому направлению и ссориться там с мусульманским направлением? Или приписываться к мусульманскому направлению и ссориться с иудейским? Пусть они сами у себя там разберутся. Нам это вообще не должно касаться. Мы должны Можно небесам. вопрос тоже? Вопрос тоже можно, брат? Да. Ага. Очень приятно. Первый раз я здесь. И хотел, как я понял, мне это сказали в чате, что ты язычник, да? И такой вопрос. Если так, мы, как христиане, мы знаем, что у нас есть исторические свидетельства, да, насчет Иисуса, насчет Библии, да? А какие-то есть, как исторически, ты можешь как показать, как достоверные показательства, что вот твоя вера, на самом деле, вот исторически, и можешь доказать, что эта вера, на самом деле, как-то можно, не знаю, как показать, что это вера, верная вера, да? Ты сам знаешь, что ты говоришь. Да. Ты можешь доказать, что ты говоришь. Подождите, свобода, что я дал свободе. Вопрос сделал, короче. Да. Во-первых, опять же, вот это правильность веры, неправильность, оно, опять же, взгляд из вот этого авраамизма, задокументированного, задогматизированного. Опять же, кто сказал, что все должны быть как иудеи, иметь какую-то книжку, где все прописано, где все записано. Кто говорит, что их правила действуют на всех? Есть у вас Писание, хорошо, нам оно не нужно, потому что у нас не догма. Мы люди реальности. Мы люди принятия реальности вокруг, опять же повторяюсь, а не придумывание того, чего нет, в целях использования паствы. Мы империю не строили, язычники империю не строили, мы какие-то римские строили, мы не строили. Поэтому у нас нет надобности придумать Иисуса и мораль объективную для всей империи, создавать империю. Опять же, то, что есть, мы принимаем. А мораль объективная... У нас сегодня развитие язычества идет с древнейших времен, с неандертальских времен. Начав в Египте с племенных тотемов обожествления, эти люди египтяне за 3000 лет дошли до единого бога Амон-Ра, полностью слепив его из всех разных культов, объединив весь Египет под одно крыло. То есть эта мысль многобожия у них развилась за 3000 лет до единого бога. И то есть те египтяне тоже... И сегодня оно... Да? Сейчас, секунду. И туда же, в общем, у египетских жрецов начали обучаться греческие, римские философы. Они перекочевали эту всю
эволюцию, эту мысль туда. У них же взяли иудеи это, чуть-чуть перестроив, подстроив под себя у египтян. В Риме оно продолжилось дальше, потом остановилось с христианством, вот, с этими инквизициями. Всех рыжих женщин там в общем, сожгли по всей Европе. Всех красивых женщин, кто ноги не раздвигал, попережгли там. Ведьмами обзывали там, межпромежности их не разрывали. В общем, какие только пытки они над ними не делали. И, в общем, вергнули вообще мир в хаос и тьму христианскую. И потом это дальше продолжилось благодаря неким энтузиастам в виде Фома Аквинского, Мартина Лютера Кинга и остальных, кого я не знаю и не перечислил. И сегодня оно продолжается. Вот это осознание реальности того, чего есть. Это и есть язычество. То есть не христианин, не авраамист. И все. В моем понимании это язычество. Я вот такой язычник. Я принимаю то, чего есть. И не придумываю то, чего нет. И не беру на слепую веру, кроме слепой веры в Бога. Вот и первоначало, бесконечное начало всех начал, то, что все это запустило. Потому что у меня, у мира сегодня на это дальше нет ответов. Вот я на этом останавливаю свою веру. И наотрез отрезать я ее не собираюсь. Есть Бог, остальное все мы объяснили. И дальше я придумывать не собираюсь. Это не догма. Антитеррор. А как ты думаешь, вот ученые доказали, что всемирный поток был. Вот, но когда был всемирный поток, Господь у всех язычников утопил. Как понять вот это? Ты постоянно говоришь, ученые доказали. Ты где это все это читаешь? Ты когда-нибудь на один учебный научный сайт заходил? Ну, это книга, это историческая книга, это все библейские книги, Ноевский поток, все доказаны, и ученые доказывают это всемирное, что это Какие был поток. ученые? Ты хоть на один ученых сайт Академии заходил? Ты Нет, где-то возьмем учился в ученом университете? вот 3 религии признают Нет, поток. подожди, ты всемирный. говоришь мне, ученые доказали. Какие ученые и где и как они доказали? Давай, я слушаю. Хорошо, три религии признают всемирный поток. И Господь утопил всех язычников. Нету никаких 3 религии, это одна религия, иудаизм. Остальные это дочерние Ислам тоже компании. признает. Ислам же признает. Ислам это не религия, это дочерняя компания иудаизма. Любящий Яхве, там, любящий, помнящий Яхве, всех этих еврейских пророков попереписали туда, взяли все зороастрийские вот эти ритуалы и сделали религию. Это не новая какая-то отдельная религия, это одна религия, авраамизм. Христианство, ислам и мусульманство. Оно признает Аной. Аной вообще, он в шумерских вообще клинописях ты копался, ты дальше 100-400 лет вот это именно арабской версии истории мира, вообще другие места и дальше смотрел историю. Докуда ты дошел, изучая историю человечества. Вот шумерский, дойди, там этот на глиняных вот этих табличках выбитых имеется этот эпос уже, и он там Гильгамеш называется. Ну, шумерские истории до Ноя, это после Ноя же. Какой после Ноя? У меня вопрос, Кристиан. Ной – это иудейский персонаж, сплагиаченный у шумер. У шумеров этот эпос присутствовал. Эпос о Гильгамеше. Вот у них сплагиаченный Ной. Нету никакого Ноя, упоминания его. Это только религиозная литература. Она в истории, если ты не знаешь, религиозная мифическая литература не принимается. История – это отдельная наука. У шумеров признаешь, получается?
В смысле признаю? В каком плане признаю? Язычники, они же язычники были. Ну да, у них была своя какая-то вера. Зиккураты, первые храмы. Я не должен их что-то признавать там. Они были, есть доказательства, я знаю, что они были. Я знаю, что у них была своя мифология. Доказательства есть же шумеров, и есть доказательства, что их Бог уничтожил, уже убрал. Руслан, а где это доказательства есть? Ты не мог бы привести ссылкой? Потому что я очень много раз задавала вопросы, что в Коране, допустим, был взрыв какой-то и был раскол на Луне. И никто не может ответить на этот вопрос и ссылкой привести. Ты сейчас задаешь такой же вопрос, что это доказано. Где это доказано? Какой ученый доказал? Просто у меня было много дискуссий, и никто не мог привести. Да, вопрос, ну, то, что Луна была расколота, об этом, это из хадисов, это в Коране этого нет. А где это раскол? Есть это научное доказательство? Просто 3D-фотографии Луны в Нет, это интернете полно. Это хадисы, это, ну, это ты можешь принимать их, можешь не принимать. Это уже по отношению к Корану это второстепенный источник. Ну, в Коране же тоже есть, по-моему, Да, раскололась Луна, есть. приблизился час, там, раскололась Луна. Просто насчет Это наводнений пророчество, не да, знаю, типа? это утопия. Просто я про взрыв слышала, я очень многим задавала эти вопросы, и никто не может привести. Вот он говорит сейчас, что ученые доказали. Где это Нет, это доказали? YouTube, Где это источник? врет. YouTube врет, Луна не раскололась. Это оборот речи. В те времена вот брат-филолог Кемаль Юлдаш, он как бы понял, о чем речь. Это не, как это, не буквально Метафора. понимать. Я забыла, Регина, что это как означает. понимать не Ра- буквально? То есть у нас очень много, допустим, исторических, да, везде все записано, наши правители, истории, религии, все записано, есть факты, источники. Но именно про раскол Луны, сейчас я вот насчет наводнений, как он сказал, это слышу, конечно, впервые, но вот про взрыв планеты, затем раскол Луны, я читала это в Коране. И когда я в дискуссию входила, никто не может не привести источников, что это доказано. И что был ли этот взрыв, нигде не уточняется, то есть кроме Корана, как я поняла. Нет, там, Вот. там по хадисам идет, шел караван, когда в Медину, и они видели две луны. Это пророк Мухаммад, саллаллаху сделал чудо, он разделил на две половинки. И все. Он не А раскол есть не тому делал. доказательства? Ну, это хадис, это вера. Хотите верьте, хотите не верьте. Это хадис. Смотри, Руслан, допустим, все правители записаны, то есть источники, кто какой правитель, кто за кем идет, история, религия, все записано, да? Почему именно ты говоришь, вот верь, если хочешь, не верь? То есть люди, если об этом говорят, об этом же Нет. кто-то должен был знать, нет? Нет, если вы в исламе, вы это должны верить. Если вы не в исламе, можете не верить. Если вы в исламе не будете это верить, вы не мусульманка. Почему это? Потому что это чудо пророка. Если вы не верите в это, вы не мусульманка. Надо верить. Какой-то идиотизм. Как ты И не забывайте страдать. И не забывайте страдать. Если бы два Луна была бы, или Луна раскололась бы по какой-то чуде Мухаммеда, то на Земле знаете, что произошло. И почему такой сильный, такой мощный, разделяющий Луну настолько чудотворец, носил две кольчуги и проиграл битву язычникам, имея в армии 3000 ангелов. И потом, когда ему кричали, есть ли среди оставшихся горстка, вон там Абу Суфьян, стоя на горе Ухуд, крикнул, там, есть ли среди вас Мухаммед, он побоялся ответить и приказал своим сподвижникам не отвечать ему. Это непонятно, почему постоянно двух кольчугах ходил, когда одна кольчуга, это вообще по тем временам, тем более в пустыне Аравии, это вообще только богатые могли себе позволить, а единственный за всю историю вообще сотворения мира, единственный человек, который носил два
бронежилета, выражаясь сегодняшними терминами, носил Мухаммед. Это единственный человек, который 2 бронежилета носил. Мне самое интересное, Не вот спешил многие Гурьев, говорят, да? ученые признают, вот эти признают, вот это то, там всякие небелицы ты должен, не должен верить. А другой факт не обращает внимания, каким путем оно навязывалось, сколько реки крови пролито. Армия перед твоим городом стоишь, ты либо принимаешь мою веру, либо всех вырезаем. Этот факт никто не учитывает. Если передо мной человек станет с ножом и топором, скажет, если ты это не сделаешь, мы тебя всех перебьем. Конечно, я скажу, что там существует там Всевышние котлеты или макароны. Я во все что угодно поверю, лишь бы меня и мою семью не перебили. Веры для страха. Почему он после битвы уходит? Не мог себе отрастить Не слышно, не слышно. Вообще не слышно. А можно я сейчас вопрос задам один? Буквально минут 10 назад мне неудобно, возвращаясь в теме, но очень хотел спросить. Мы говорили о разуме. Сказали, что разум – это умение или возможность получать информацию, да, интеллектуально обогащаться, если я правильно понял, если определение, но к этому все шло. А вот умственно отсталый человек, он неразумный получается? Умный, ну по-своему. Ну, получается так, выходит. Но это опять же придумывание, вот эта терминология, Умственно уравнение, отсталый, у него спрос не усложнение. будет, он сразу в рай Ну попадет. да, это все С него получается. Аллах Откуда ты? спрашивает. Подожди, тут сейчас Аллаха скинули с трона, вместо него аят не спаслали. Где ты слышал, что умственно отсталый попадет в рай? Откуда ты это взял? С чего ты решил, что тебе можно отвечать вместо Аллаха? Абсолютно согласен. Вот Руслана поймали. Как же его долго не мог поймать на этом? Потому что пророк сказал, не будет спрошенный, у кого акл, это разума не будет. У меня Если ум вопрос, отстал, у него разума нету. Подождите. Где это пророк сказал? Как где? Там есть Ну, хадисы, где? у кого-нибудь, это с кого-нибудь спрошенный ислам. Неразумных людей. Это кто намаз мог Где читать. его надо искать? Номер хадиса, номер. Огонек, это ты что ли? Ты же хадисы не признаешь, Огонек. Вот именно, что я хадисы не признаю. Ну, в каком случае человеку не надо делать намаз? Ответь. Сейчас, подождите, мы сейчас в другую, вообще в другие степи уйдем. Вот сейчас вот начинаете намаз, не намаз. Просто если говорить об этом, да, можно подвести сюда один аят, 2 сура, 286 аят. Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. Но с этой точки зрения можно, да, объяснить то, что вы сказали. То, что если человек, допустим, отсутствует, да, с него и спроса не будет особого. В принципе, вот этот аят можно сюда подвести. Что значит сверх его возможностей? Ну, тут есть, в общем, строить не будет спроса за их действия сумасшедшего, со спящего, пока он не проснется, и с ребенка, пока он не достигнет состояния булю, совершеннолетия. Когда человек достигнет физического, полового и психического развития, при этом способен понимать последствия своих деяний, шариат определил этот возраст с 9 до 15. Тут пишут Абу Дауд Тирмизи, но нету номера, и этот хадис полностью противоречит Сахих Бухари, книге предопределения, где Мухаммед говорит, когда умирает ребенок, и Айша говорит, что он будет в раю, он говорит ему нет. И вся эта книга предопределения Сахих Бухари и Сахих Муслим, просто открываете и с первого читаете. Говорит о том, что человеку попадет он в ад или рай, расписано еще, когда он у своего отца в чреслах находится. И умрет он ребенком или взрослым, неважно, все его дела, где он будет, уже записан.
Руслан, Поэтому к вам вопрос. Вы знаете, кто попадет в рай, а кто в ад? Ну смотри, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, обещал 10 человекам в рай попадет, уже его подвижникам, а остальные не знаю. Я лично не знаю за себя. Не, за себя-то ладно. Вот возьмем инвалида, которому больше 18 лет, да? Ну, Он попадет в по рай по или в ад делам будет. попадет? Если он мусульманин, его будет судить Аллах, и все. А там уже видно будет суд. Ты же говоришь, есть предопределение. Тогда какая разница, ребенок старый, без ума или там безумный? Ну, пророк сказал, делайте от себя возможное, это значит делать от себя возможное, ислам исповедовать. Я тебе Тут говорю, что пророк сказал, ты его видел, ты его знаешь. не, подожди, как бы Это мы вера. уже Я Иисуса не разговариваем. видел, я Иисуса Да, верю. ты Все правильно теперь, я как бы, Иисуса верю. да, ты как бы правильно говоришь. Но Ребята, ты понял, ты осознал, что говорить вместо Аллаха, куда кто попадет, это как бы нельзя тебе. Не, ну это, конечно, я 100% не буду говорить, что вот этот человек все попал в рай. Я просто говорю, если У человек меня умственно вопрос, отсталый, у него Кристиан. спрос не будет, он в ад не попадет, он там будет, Аллах как-то его простит. Он же в ад не попадет. Ты знаешь, ты только что под определение говорил. Теперь ты говоришь, умственно отсталый попадет в рай. Как? ребята, Ну, можно давай, вопрос короче, задать пропустим Руслану? этот вопрос уже, понятно. Короче. Только Аллах знает там, что будет. Нельзя говорить. Да. Предопределение это касается нас. Вот мы разумные. Вот вы сейчас покаетесь, вы с язычества выйдете, ислам примете, вы можете в рай войти. Это 100%. Как мы Откуда вы можем знаете, Руслан, это? покаяться, если Аллах нам предопределил быть в аду? Мы же не сможем покаяться. Нет, вы еще Только Аллах живые, может. вы живые, вы хитрите просто, вы живые, вы можете Нет, покаяться и Аллах попасть в говорит, рай. если даже, Аллах говорит, если даже живые, то Он вводит в заблуждение. Аллах Думаете, заблуждающий людей. ля Аллах скажу, я в рай попаду. Хаймерс, Нет, так не получается. Хаймерс, слышь меня? Да. Ты его скажем, на нижний уровень отправь, где вот Аллах создает тех, кого он в рай и ад распределяет. Вот там нечего вообще отвечать. Ребята, можно вопрос задать? Ты прав, Да, можно. Можно? Да, можно. Я хотел вопрос задать Руслану. Руслан, скажи, пожалуйста, может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять? Только сатана может задавать такой вопрос, потому что Бог не делает то, что это не нужно. В смысле, сатана может только задавать такой вопрос? Он же не Потому что сатана, шайтан он такие человек. вещи говорит. Аллах Он не что, делает не то, может... Он что, не может задать тебе вопрос? Блин, как ты человека можешь, не знаю, его сатаной назвать? Ну, потому что нормальный человек на Богу не будет такой вопрос задавать. Он Богу может такой вопрос задать? Он не Богу задает вопрос, он тебе задает вопрос. Ну, я Вы за Бога как могу ответить? Следовательно, такого Богу верить не хочет. Да, короче, это свобода. Ребята, я по поводу этого вопроса хотел вам еще кое-что сказать. Этот вопрос называется парадокс всемогущества. Это вопрос на логику. Современные все ученые, так сказать, ну как ученые, это громко сказано, в области даже психологии, психиатрии, они говорят то, что вера – это ошибка мышления. Вера – это ошибка мышления. То есть изначально как бы насчет, то, что человек, вот этот вопрос... Сейчас он скажет, что эти ученые сатанисты. Хотя весь интересовался. Это ошибка мышления. Этот вопрос на самом деле, здесь вот смотрите, вот это парадокс всемогущества в чем? То, что если Бог может создать камень, который сам не может поднять, это вопрос, он сразу же дает и ответ, то, что Бог, он не всемогущий. Бог то, может, что не может быть ничего всемогущего. Бог может Ничего всемогущего не может быть в принципе.
Бог, Он Бог может себя просто дает нам понять, что все вот эти описания Бога, интерпретация, вот эти Ну, религии, что все это просто мы занимаемся пустословием, Не, ну пытаясь хорошо, объяснить тогда то, что, чего... Богу Подожди на трудно секунду, сделать дай еще одного? закончить. Сейчас, секунду, дай закончить. Пытаясь, занимаемся словоблудием, пытаясь познать, объяснить то, чего мы не способны и не предназначены понимать и обсуждать. Этот вопрос показывает, что мы просто болтаем. О чем у нас нет Если никакого понятия. Бог всемогущий, Можно он может, вопрос? значит, Можно сделать вопрос? второго Бога или третьего Бога, так, по-твоему. Ты сейчас обижаешься и злишься сам на себя из-за того, что не можешь это осознать и понять, что есть как есть. Веру придумали те, кто хотели кем-то управлять, а ее приняли те, кто боялись. Веру придумал Господь, а люди ее управляют. Это люди управляют верой. Я извиняюсь, можно вопросы задать? Да, можно. Приветствую всех. Я думал, вы между собой здесь говорите только. А кто отвечает на вопросы? Любой может ответить. Кому вы задаете? Ну, у нас это свободное общение. Вопрос такой, свободно. Вопрос такой, вот я некоторое время прослушал то, что вы говорите, что-то верят, во что-то не верят. Верите ли вы в Древнюю Грецию? Древнюю Грецию верить – это, опять же, вопрос некорректный. Он показывает уровень интеллекта, задающего этот вопрос. Древнюю Грецию не верят. Древнюю Грецию либо знают, что она существовала, либо не знают. Как не знают мусульманские общины, живущие в горах Пакистана, что такое глобус. Они же не должны верить в глобус. Ты идешь к ним, подожди на секунду, я сейчас закончу. Идешь к вот этим племенам в горах Пакистана и говоришь им, вот, вы верите в глобус? Они либо знают, что есть глобус и могут тебе рассказать о нем, либо не знают. Так же Греция, либо ты знаешь, что она есть, либо не знаешь, что ее. Ну, понятно. Можно не повторять по 3 раза. Вот, раз вы ответили на этот вопрос, окей. Знаете ли вы, что такое Древняя Греция или нет? Да, конечно. Что такое Древняя Греция? Страна, люди, культура, государство. С чего вы это взяли? Что за гениальные вопросы? Ну, простые вопросы, давайте не уходить в сложные какие-то непонятные вопросы. Древняя Греция это язычество было, самое первое язычество там, наверное, Подождите, Руслан, можно не в Древней Греции не было как таковой, там были полисы, Афины, Спарта и Македония, там еще что-то. С чего вы взяли? Было это все или не было? С чего вы это взяли? Потому что есть данные, доказательства и факты. Кто доказал? Раскопки есть, памятники архитектуры. То есть получается, вы верите в раскопки? Мы не верим в раскопки, мы знаем их. Мы делаем углеродный распад углерода, анализ, устанавливаем ДНК. Я это лично делаю. Я археолог. Вы археолог. Да, я в высшем комитете археологии всемирной работаю от ООН. Хорошо. Чем отличаются археологи и историки в том, что они делают, участвуя в политике? То есть археологи так же, как историки... Свободен общеязычных диалогов. Что за гениальный вопрос? Чем отличается археолог от историка? Ничем отличается, но вы скажите, вы в данном случае, то есть историк, как, к примеру, как, я не знаю, для меня это как человек, как... Ну, я любитель истории. Вы говорите, я не квалифицируюсь по образованию. Я историк по образованию. Ну, это хорошо. Вот вы верите история. в историю? Вы верите в историю? При чем тут слово «вера»? В историю, хорошо, вы знаете историю. Если вы не знаете... Да, история бывает разная. Есть, где мало данных история,
есть, которая подкреплена наибольшими фактами, и осознание того, что историю 100% Можно знать без не умных можно слов? и невозможно. Просто, ну, времени много уходит, вы умные Я слова говорите, отвечаю, наши ты либо думаем. ждешь, пока я отвечу, либо Не, я вам не нравится микрофон слово убираю. «верить». Если вам не нравится слово «верить», окей, я не буду его использовать. Будем Ты в использовать слово тупик «знать». идешь. Ты можешь использовать какие хочешь слова, но Ну, когда вы тебе ведь отвечают, подправляете, вы послушай ответ. говорите, мы не верим, И мы не каждый знаем. раз, когда я говорю, ты вмешиваешься в разговор. Хорошо, вы Если ты верите, задаешь вопрос, имей терпение слушать ответ. так вы Иначе одно и то же повторяете. Можно ответить, вы знаете историю? Слушай, какой твой вопрос историю имеет чего? отношение Историю к тому, Провокатор кого? чисто. армянинизмом заниматься? Ну вот, вы не знаете историю того, что даже было в прошлом веке. История бывает у меня, например. Мгм. История бывает там у Греции. История бывает вон там где-то еще. У ядерной боеголовки бывает история. Вот, История чего? Греция. Знаем мы ее, Откуда 99%. ты знаешь? Откуда вы знаете? Потому что имеем доказательства, я же тебе сказал. Вы имеете доказательства того, что Греция была? Да, да. Ну, есть Откуда? археологические раскопки, есть и исторические документированные свидетельства. А кто это все Есть собирает? культурные, есть то, что дошло у нас Вы на уровне понимаете, что культуры. это все политизировано? Главное, Короче, ты все, знаешь. конспиролог, политизировано. А, Человек, который верует в ислам, какие-то доказательства каких-то ученых пытается, какие-то факты представить какой-то конспирологической верой. Ты вообще не в том положении говорить такое. Если мы такое говорим, то все расходимся тогда. Все Главное, в конструировано, сказки все веришь? конспирология, короче, все пал. Нас обманывают. Все идите под лоно ислама. Все. На этом закончим тогда. Будем сидеть в лоне ислама. Если в Грецию веришь, ты должен и в это верить, понимаешь? Не, просто сам вопрос некорректно. Как понять Древняя Греция? Ну, Древняя Греция – это, как сказать, период всей нашей всеобщей человеческой истории. Был такой период Древней Греции. Античность. Там, не знаю, что он конкретно имел в виду, я просто не понял. Мифы Древней Греции. Или в таких личностей, там, как Аристотель, Сократ, кто там, Платон, в них. Я просто не понял вопроса, что он конкретно имеет в виду. На чем-то типа хочет подловить. Ладно, мы в это поверили. Теперь ты нам докажи то, что ты хочешь доказать, что есть вера, правда. Это как ты это сейчас нам докажешь? Если ни у кого больше тогда нету У вопросов. меня есть вопрос, я здесь. Я еще раз извиняюсь, я не хотел как-то кого-то оскорбить. Просто дискуссия довольно-таки интересная. Вы просто пытаетесь сказать, что вы во что-то не веритесь, приводя какие-то другие примеры, в которые вы верите, но также не является Что каким-то это фактом. значит, вы верите? Да, вы говорите про шумеров начали каких-то Мы не говорить, верим про в их, Древний мы видели и Египет. знаем их. Вы видели Мы шумеров? устанавливаем датировку. Мы сделали тебе телефон, мы сделали тебе интернет, через которого ты сейчас здесь болтаешь. Вы Вот сделали так мы интернет? доказываем. У тебя есть телефон в руке, или ты веришь, что у тебя телефон, или что Я, есть телефон? Ты смотрите, веришь, что есть телефон? я Дев, могу ты сказать, веришь, что есть телефон в мире? Ты да, веришь, телефон что я есть вижу, интернет? он передо мной, да. Ты видишь его или веришь? Я верю в том, что это Вот так. работает и то, что это интернет. Но как мне поверить в то, что была Верю. Древняя Греция? Как мне Ты поверить? веришь, что твой телефон работает, да? Ты этого не знаешь, да? Я вижу... Суть вопроса-то не в этом. Там аналогично. Нет, ты знаешь, что у тебя есть телефон, и телефон работает, или ты не знаешь и веришь? Ну, а при чем тут Древняя Греция? Я говорю... Знаешь или нет? Отвечай на вопрос, если ты Я ищешь знаю, ответа. я и верю, я и знаю, и верю. Вы понимаете? В смысле верю? Ты веришь, что ты, видя твой телефон в руке, ты веришь, да, в это? Мгм.
Ты даже тогда не знаешь, что Знаете, такое ну, знание, понимание, понятие знания, что значит, и вера. Тебе хотя бы Ну, с я этим понимаю, надо я пока знаю. разобраться. У тебя слишком низкий уровень. Почему? Если у других кого-то нету вопроса, У меня есть вопрос. то я Объясните ему, что такое слово вера. Пармат, Не, у меня можно я тоже задам был вопрос? вопрос. Вера – это то, чего ты не знаешь, и надеешься, что это есть. Веришь, что это есть. Ну да, Чем Черная больше дыра, есть короче. весы. Есть весы. Убеждение. На одной чаше есть вера, на другой чаше есть знание. Чем выше одно, тем ниже другое. И все, Ну, это да, полностью вера противоположное это понятие. не всегда рациональное понятие. Есть, конечно, вера, основанная на знаниях, но если мы говорим о чистой вере, да, неистовой вере, то это не всегда рациональное понятие. Поэтому ты либо веришь, либо не веришь. Формат, извините, то, что я пропустил ваш стрим, я не совсем понял, к какой вере вы относитесь или вообще не относитесь. Верите ли вы в Бога, ну, объективного Бога? Если да, то как оправдать ту несправедливость, которая есть в этом мире? Ну, оправдать тем, что мы ее и творим. Оправдывать ее не надо, она как данность. Это уровень невежества. Нет, есть несправедливости, которые происходят не от рук человека. Например, болезни, инвалидность. В этих книгах Болезнь, записано. инвалидность – это все, это как бы, ну, наш мир, то, чего здесь есть, и с чем мы должны. То Не есть совсем справедливость, относится. кто говорит, что Бог должен быть справедливым, вмешиваться, кто вообще дал ему эти понятия. Получается, То есть тогда Бог это создал некое нас. высшее, это не человек, это наши понятия, справедливость, там, несправедливость. Причем тут справедливость, если кто-то заболел? Я не говорю не о гриппе, а о врожденной болезни, когда ребенок рождается уже больным. То есть дефектами разными. Инвалидами рождаются с 3 ногами. Это мутация, тут вообще справедливость Ну, тут ни это при во чем. многом объясняется даже образом жизни родителей, когда они, ну, как они жили, Не совсем, грубо не говоря, совсем. что Есть Но истории, это где наша родители данность, здоровые. как есть, то, что есть у нас, то оно у нас есть. Никакой Бог, никто не вмешивается и ничего не убирает. Люди, понимающие это, придумывали, толкали, развивали цивилизацию, науку и медицину, что мы сегодня многие болезни, огромное количество вирусов, все это переросли благодаря вот этой медицине, которую сделали вот эти самые люди. Кстати говоря, язычники основали ее. Вот благодаря ей мы вылечиваем болезни и все остальное. Когда-то люди вон сидели, думали, Бог не спасал. В Коране приводится пример пророка, который, когда заболел там страшной болезнью, там его чуть ли черви не ели, тот просто уповал на Аллаха сильным упованием и вылечился. Но почему-то сегодня мусульмане так не делают. Они бегут сразу в языческую больницу, где работают врачи, дающие клятву язычнику, Гиппократу. То есть в вашем понимании Бог Минздрав создал... предупреждал. В вашем понимании Бог создал эту вселенную и оставил людей, да? Не знаю, оставил он или не оставил, но то, что тут ничего не меняется, если ты сам не пойдешь и не сделаешь, если ты сидеть будешь и просить у него, это уже факт. Поэтому, как бы, хочу я этого, не хочу я этого, обманываю я себя, веря в это, не обманываю, ничего от этого не меняется. Никакие молитвы не бывают услышаны, и на них никаких ответов не бывает. Только когда человек берет свою судьбу и ответственность на себя и идет на прорыв, только тогда что-то происходит. Это факт, как бы, и мы можем соглашаться с этим или не соглашаться. То есть
Ребята, у вас Каждому свое. верующих чуть-чуть представление о Боге у вас вот послушать, да, такое впечатление складывается, что почему Бог допускает несправедливость, почему Бог то, почему Бог, а как Бог может создать людей и забить на них, и не управлять ими. У вас представление о Боге как о неком дяденьке, который сидит и реально там где-то на небесах, на троне. А вы не думаете, что того, кого вы называете Богом, это такой интеллект, как бы, как вам сказать, я не знаю, там, ну, по-разному можно сказать, да, там, некая цивилизация, которая на там, сотни миллионов этажей выше нас находится в плане интеллекта, что это некий высший разум, там, я не знаю, суперинтеллект в виде того же самого искусственного интеллекта, да, ну, так сказать, да, который другими категориями просто мыслит. Зачем управлять нами? Вдруг мы просто, да, вдруг есть Бог, а мы просто как побочное действие этого Бога, допустим, да, какое-то он событие, даже если предположить, что Бог есть, допустим, какой-то он поступок совершил, и мы как просто побочный продукт. Бывает, да, вот там пластик, побочный продукт нефти, да, вот мы как просто побочный продукт какого-то действия его. Вы не думаете, что Бог это как такой же человек, у которого такие же мысли, хотелки, хочунчики, там, а у человека, да, там взять, что-то он грешит, много на себя берет, да возьму-ка я ему туда потоп скину. Да ему пофиг, наверное, может он вообще даже не подозревает о нашем существовании, если допустить, что он есть. Нет, здесь смотрите, если Вопрос мы Ну, я лично называем... этого не знаю, как бы, и поэтому, как бы, и мы объяснить, и доказать это все равно не способны, как бы, поэтому я не обсуждаю эти темы, как бы, не вдаваюсь туда. Можно Имею в виду, вопрос задать? психология человека, она такая, мы люди, мы всех окружающих, себе подобных людей, да, мы мерим по себе. Это наша психология такая. Вот, Да, допустим, да. что-то у нас моральные, нравственные там границы не входит, да, допустим, там. И нам кажется, вот для нас, допустим, что-то омерзительное, да, допустим, какой-то поступок. И нам кажется, что другому человеку то точно так же омерзительно. Да нифига преподобного, блин. Сын на мать залазит, блин, отец на дочь залазит, блин, разные поступки. То есть нам нужно понимать, что наш компас, морально-этический компас, это только наш с вами морально-этический компас. У другого его, может быть, вообще границ морали нету, допустим, у человека. У него вообще могут быть морали нет. То есть, ну, блин, реально как животное просто. Но это наша психология. Это психологи говорят, что это нормально, когда подавляющее большинство людей, окружающих, мерит по себе. Это который учит монотеизм, он говорит о личностном Боге. И о морали, которую вы говорите, например, Иммануил Кант вывел некое правило, которое очень объективно звучит. И вы говорите, что мораль не объективна, субъективна, да? Ну, в реальности мы это видим на практике, но в идеях философии Кант смог дотронуться до объективности. подробнее, если можно, мне Да. прям аж интересно. Сейчас тут христиане разговаривали. У меня такая мысль была. Например, у животного наблюдается любовь, да? Свое потомство там хранить. А эти религиозные люди суют туда любовь. Это любовь. Это, ну, Бог, короче. Любовь – это Бог. А нет, чтобы оставить их. Любовь, все, точка. А не Бог там. Дал тебе кто-то покушать, Бог дал. Нет, что просто оставить. Он дал, спасибо, все. Смотрите, вы говорили про мораль, то, что я понимаю мораль по-своему, по-человечески. Я говорю здесь логические вещи, а не про мораль. То есть, если мы видим в этом мире, что кто-то рождается здоровым, а кто-то рождается больным, здесь вопрос не о морали идет, здесь вопрос о несправедливости идет. Один родился таким, а другой
не получил этот достаток здоровья. А если есть Бог, Справедливость, она объективный, субъективна. Она субъективна. Каждый Ну по да, такой несправедливость. Несправедливость, когда ты говоришь, ты себя ставишь на место Бога и судишь, что справедливо и что несправедливо. Откуда ты знаешь, что для Бога твоя справедливость и несправедливость – это понятия вообще знакомы, и он руководствуется им. ну, я это вывожу из логики. Если Бог, Он всемогущий, Он может все, то Он не будет создавать людей с ограниченными возможностями, чтобы он страдал. Богу это не присуще, если он всемогущий. Почему он всемогущий? Почему ты опять уже сделал какого-то всемогущего Бога, выстроил его, загнал его в какие-то рамки, дал представление ему, и дальше уже судишь его. Вот я логически объясню. Это описание монотеистического Бога, что он всемогущий. Если монотеистический Бог, конечно же, несправедливый. Это понятно, сказки. Там можно обсуждать. Ребята, есть я вопрос записанные какие-то постулаты и так далее. Включая Нордпармат, я всем хотел, ну, включая админу, да, Нордпармату, хотел спросить вас. Вы смотрели такой документальный фильм, называется он «Бог в нейронах». Может, кто-то видел из вас в Ютубе? Я смотрел. Оно есть свободно? Вот Опять очень интересно везде. насчет... Не-не-не, Бог там ни при чем. Тут как бы просто название такое. Просто там вкратце объясняется как раз-таки, что такое сознание. Сознание, оно не имеет центра, конкретно какого-то центра не имеет. Это как пиксели на экране, которые собираются в определенный образ, допустим, там лицо, там, я не знаю, лошадь. Точно так же наши нейроны, то, что Нордпармат говорил, вот есть нейронные связи. Вот эти нейронные связи пускают сигналы. Когда они кучкой пускают, они выглядят со стороны, допустим, когда мы люди мерим, да, вот электроцефалограмма мозга, допустим, там КТ, МРТ, мы видим в виде волны эти сигналы. И вот конкретного центра сознания в мозгу его нету определенного там миллиметра мозга, где можно сказать, вот здесь находится сознание. Нет, это определенные вот нейроны просто как бы, да, коллективно, это как, я не знаю. Ну, посмотрите, вам понравится. Кто не смотрел, посмотрите. Это первая половина фильма. Вторая половина фильма идет про физику. Тоже очень интересно. Вот смотрите, это какое-то противоречие получается. Вы позиционируете себя как атеист, ну, или агностик, а говорите про сознание. То есть вы знаете то, что раньше атеисты говорили, что не существует души, сознания, разума, всего такого. А есть просто мозг. А сейчас вы говорите про образ сознания. Раньше люди с ветки на ветки перепрыгивали, предки наши имеются в виду, общие, да, с обезьянами. Они с одной ветки на другую хвостом держались и перепрыгивали. Ну, мы же развиваемся. Та же самая кора головного мозга. Вот взять, да, допустим, элементарно эмбрион, вот мы можем в Ютубе вбить, каждый из нас может вбить в Ютубе в ускоренном, допустим, там за минуту, за две развитие плода в утробе матери. И вы увидите, что во время развития, как по мере развития плода, он проходит все эволюционные этапы человеческой жизни, да, начиная от головастика с хвостом. Микроорганизма. Да, самый настоящий головастик. Потом он превращается подобно что-то там между ящерицей и черепахой. Вот, к примеру, есть один наш российский нейробиолог, я его имя не могу сейчас вспомнить, может, вспомню, попозже скажу. Вот он говорил насчет, к примеру, вот у некоторых, говорит, категорий людей есть такой принцип, вот у меня есть такой пример, один у меня есть такой знакомый с детства, вот у него принцип спать именно с замужними женщинами. И вот он про это говорит. Откуда это идет? Это идет по такому же примеру, к примеру, как у кукушек. Вот у него принцип, вот есть свободная женщина, нет, он не хочет со свободной встречаться, он будет именно с замужней в браке, у которой есть семья, он будет именно с такой пытаться встречаться. И объясняется это, знаете как? Это объясняется эволюционно, то, что человеку
очень удобно оставить свое потомство, продолжение себя, так сказать, но не нести ответственности. То есть не покупать там еду, не кормить, не воспитывать. А просто вот как кукушка делает. Она же свое яйцо берет, чужую кладку подкладывает, и все. Это И еще потом один такой... по-другому объясняется. Такого типа пристрелить надо, братан. 100%, 100%. Давайте если все без кукушками угрозы будут? резкие выражения, то нас забанят. Вот Это с чисто смотрите, по пацанским понятиям, да. Ему тоже так говорили. Тебя либо с простреленной головой найдут, этому парню. Дружишь. Формула. Слышишь, да? Алло. ЕМЦ в квадрате. Это Эйнштейновская формула Формула. этого энергии. Это можно по-разному объяснить, в том числе и какими-то там психологическими травмами, какими-то сексуальными предпочтениями, извращенством и так далее. Это по-разному можно объяснить, а не Да. только эволюционным Да, методом. оно допускается. Нет, смотрите, ребята, да, психологические травмы, да. Но смотрите, этот нейробиолог, он объяснял, почему так. Вот взять наш ствол головного мозга, наш ствол головного мозга, он нам эволюционно достался от рептилий. Ствол головного мозга, это вот, к примеру, который от позвоночника идет центр головного мозга. А кора головного мозга, последний слой, это эволюционный нарост. Именно он отвечает, кора головного мозга отвечает за такие вещи, как мораль, сострадание. Там, За рацию отвечает, за рационализм. Да, имеется в виду, за человечность отвечает именно кора головного мозга. А вот инстинкты, животные инстинкты, трахнуть самку, пожрать, поспать, вот за такие вещи отвечает именно ствол головного мозга, за примитивные такие животные инстинкты. А кора головного мозга, она берет под контроль. И чем сильнее кора головного мозга развита у человека, нейронные связи, чем сильнее, чем выше интеллект, тем сильнее кора головного мозга берет под контроль ствол головного мозга. Из-за этого вы можете увидеть, к примеру, да, ребят, которые такие бывают же, подвержены низменным своим страстям, так сказать, да, вот инстинктам животным. Они, как правило, бывают очень интеллектуально глупые люди, то есть недоразвитые бывают. Извините, А очень развитые люди, смотрите. умные люди, они... Да, я про это знаю, это эволюция, я как бы не против эволюции, я наоборот сторонник эволюции. Вот смотрите, может ли быть такое, что после смерти вдруг, как в монотеистических учениях, вы придете к Богу? И может ли быть такое? Вы допускаете такое? Есть конструктивная семья и теории, и все. Смертью прийти к Богу, ты имеешь в виду, я правильно понял? Я имею в виду, что после смерти вдруг окажется так, что как в монотеистических учениях, что Бог есть все-таки, и люди придут к Нему. Вы можете это допустить? Или вы скажете, что это невозможно? От себя скажу, за себя могу сказать, то, что я не допускаю жизни после смерти, но я не отрицаю, что есть некая высшая сила, которая смоделировала нынешнюю Вселенную. Ученые говорят, что вполне возможно, у нас мощностей не хватает, железа не хватает у нас мощности, чтобы создать компьютер квантовый, который позволит смоделировать Вселенную. Но это возможно в теории. Но пока у нас нет мощностей для этого. Вы В знаете, будущем мы сможем сколько создать... мощности нужно, чтобы спроектировать эту Вселенную? По расчетам. Я откуда могу знать? Это ученые, физики, это ядерщики, вот кто изучает, компьютерщики, физики, ядерщики, а вот они этим занимаются, создают же супермощные компьютеры. Компьютерщики говорят, чтобы создать симуляцию этой Вселенной, просто симуляцию, не конкретную реальную Вселенную, потребуется 2 Вселенные. Я этого не знаю. Я не могу. Огонек, можно ответить? Вы как бы... Хорошо, дайте я скажу последнее слово, когда я выйду. Всем спасибо, приятно было пообщаться. Удачи вам всем. Спасибо, До Бхарма, свидания. спасибо, что пришел, спасибо за ответ. Все. Спасибо. Взаимно. До свидания.
Давай, братишка. Огонек, вы как суннит? Просто ответьте. Я не суннит. Верующий, да, человек? Да, верующий. А в чем загвоздка как бы того, что люди не верят в душу? Ну, в этом же нету как бы особо какого-то плохой вещи. То есть человек верит в Бога, он делает правильные, добрые дела. Как бы вот и все. Учитывая, что мы сейчас в Коране очень много имеем подмены понятий, как бы, ну, вам это не знакомо, но тем не менее с этим Кораном невозможно мириться. Люди Да, уходят я или в вас... коранизм, или в другие понятия Корана, или вообще выходят из Корана как бы. Я ваш вопрос понял, он звучит так. Что плохого в учении о Боге и о душе, и то учение, которое учит ислам, как бы не поддается логике, здравому объяснению, и люди часто уходят в сторону атеизма или агностицизма, или, может быть, Нынешний перевод Корана, других религий. нынешние смыслы Корана — это не истинный смысл, там много подмены понятий. Я Ну, согласен с вам этим. многим это сложно переварить, конечно. Я с этим согласен, я с этим и работаю. То есть русский перевод Корана, он имеет очень много противоречий между собой, между Кораном и между внешними данными, между наукой, допустим. Этот момент как бы я изучаю, и такие люди, как я, пытаемся найти истинное значение аятов Корана. А истинные Ну, значения, они просто, вообще другие. просто именно поэтому такие люди, как вот, забыла, не знаю, как вот имя чеченца, вот поэтому такие люди, как вот, существуют. Я согласен с этим. Про учение о Боге и о душе, в чем в этом плохого? Просто атеисты в этом не видят смысла. То есть они говорят, что мы напрямую не видим Бога, мы напрямую не видим душу, мы ее измерить не можем. То с чего мы должны верить в эти а, учения, да, в эти понятия? Почему мы должны просто слепо верить этому? Вот так утверждают атеисты. Но вот ЕНЦ в квадрате сказал про сознание. А раньше про сознание как бы атеисты говорили, что его не существует. А сейчас ученые все больше и больше говорят о сознании и пытаются ее изучить. А сознание и душа, может быть, это одно и то же. Я этот вопрос ЕМЦ в квадрате задал, а он как-то по-другому ответил. То есть, проще говоря, Повтори, я не пожалуйста. вижу ничего плохого. Повтори, пожалуйста, задай вопрос, я постараюсь. Вот Я смотрите, не знаю, может, я как-то неправильно понял его. раньше были два лагеря, да, крупных. Это атеисты и верующие. Мы сейчас не будем верующих делить на эти. Короче, одним словом, верующие говорили, что есть душа, атеисты говорили, что нету никакой души. А раньше верующие говорили, что душа и сознание, возможно, одно и то же. Некоторые философы это утверждали, особенно схоластические. Вот. И сейчас наука, которая была как бы изучением материального мира, пришла к такому тупику, что ей придется осознать и принять для себя, что есть такое понятие, как сознание, и придется ее изучать. Без изучения сознания наука как бы сейчас пришла к некому тупику, придется ей, чтобы пойти дальше, изучить этот вопрос. А вы позиционируете себя как атеист. А раньше, вот вы же говорите, что души нету, что после смерти жизни нету. Про сознание Да. то же самое до вас люди говорили. Но оказалось-то есть. Например, раньше были неверующие, из них стали христианами. А эти неверующие просто сказали, вы просто говорите то, что нету. И все.
А христиане восставали там, делали погромы и все. Нет, не совсем. Я могу еще другой пример привести. Вот смотрите, Ну, про история так космос. доказывает. Секунду, извини. можно? Секунду, буквально одну секунду. Как раньше назывался психотерапевт или психиатр? Раньше не было названия психиатра. Раньше все называлось философом. Священниками. Эту роль У выполняли древних, священники. не-не-не, у древних, вот в древних трактатах, там Аристотель и так далее, я уже не помню, кто именно, Философами они называли просто. назывались лекарями души. Лекарь души есть такое понятие. То есть сознание и душа как одно целое раньше воспринималось. Да, Если да, вы я про это и изучали, говорю. читали, то да. Поэтому сказать, что там нет души или нет сознания, это, ну, очевидно, да, что есть сознание. Ну вот, что есть душа, это уже как бы для меня очевидно, что душа есть. Почему? Потому что когда ты теряешь, у тебя на руках умирает родной человек, и ты видишь, как вот все, он, короче, испустил дух, как говорится, то все, это вот тело, оно просто труп, оно, ну, оно все как бы не работает, да, и поэтому очевидно, что есть вот это, не знаю, искра, энергия, как угодно, сила, душа, кто как угодно может это называть, но это есть, это как бы, но ощутить его там, поймать, потрогать, пощупать мы это не можем. Ну, я так считаю. А жизнь после смерти – это абсурд. Как бы я считаю, что человеческий мозг, он так устроен, что он по-любому ищет выход из ситуации, он не хочет вот это сознание именно, скажем так, оно ищет пути выхода, уйти от смерти, то есть продолжить свою деятельность в другом, не знаю, измерении, как мы его называем, и еще как-то. Но факт в том, что мы хотим дальше продолжать, то есть наше сознание, наш мозг ищет пути продолжения своей деятельности. Я это так понимаю. Спасибо. Вот смотрите, я вам могу свой пример привести. Фрида Мне, например, хорошо объяснил, спасибо, друг. мне, например, неинтересна жизнь после смерти. Ну, точнее, не особо интересно. Я как бы этим недвижим, да? Как некоторые мусульмане, сунниты, которые говорят про рай, что там есть 72 девственницы, все такое. Мне это не интересно. Но мне интересен Бог. Огонек, а ты мусульманин, просто вот интересно? Я коранит, я изучаю Коран и верю в Бога. Все понял. Вот. Я этого Бога как бы искал очень долго. Точнее, я был верующим, потом ушел в агностицизм, очень долгое время я был там. И науку, и философию любил. И по сей день люблю. Но через науку и философию я опять нашел Бога. А найдя Бога, я понимаю, что жизнь после смерти есть. Это не зависит от моих хотелок. То есть я не пытаюсь как бы жить дольше или после жизни, как алчный человек, пытаться еще пожить. Мне это не сильно интересно, вот честно. Но найдя Бога, я понимаю, что жизнь после смерти есть. Это наша природа Галя, такая. извини, жизнью ты это не можешь назвать, ну, в моем классическом понимании, скажем так, жизни, ну, это трудно назвать жизнью. Но тогда это будет больше, чем просто жизнь. В любом случае, что бы это ни было, жизнью это нельзя назвать, потому что жизнь — это понятие, как сказать, это природа, да, это живое, неживое существование, скажем так. А то, что бывает после смерти, это мы жизнью точно не можем назвать. Вот проблема состоит в том, что очень много часто происходит подмена понятий. То есть одно неправильное слово, одно неправильное там предложение, и на этом целая лживая концепция выстраивается, и возникает проблема. То есть вещи надо называть своими именами, я так считаю. Пока я, например, для себя не нашел, как назвать вот это вот состояние, если оно, это душа, если она есть, то жизнь это или существование это, ну, я, например, не могу дать этому определение. Я считаю, что после смерти жизнь есть, а это очень просто объясняется. Возьмем Бога, объективного, настоящего, всемогущего, ну, монотеистического Бога. Если Он всемогущий, Он живет вечно и не умирает. А раз Он живет вечно и не умирает и создал
некие существа, которые живут ограниченное количество времени, то получается, это существо боится этих существ, которых он создал. А монотеистический всемогущий Бог не боится ничего. Это из логики выходит вывод. А если Бог ничего не боится, он сам живет вечно, то и он сам тоже будет желать другим существам жить вечно. Желать им А как ты хорошего, только относишься, хорошего. смотри, я понял, а как ты относишься, допустим, вот к эволюции человека, да, что человек с развитием человечества развилось и само понятие Бога? Я к эволюции очень хорошо отношусь, к научному эволюции. А научная эволюция не говорит о Боге, она говорит только о развитии человека. Из Смотри, с приматов... развитием, Огонек, смотри, развитием человека, человечества развилось и само понятие и представление о Боге, о справедливости, о морали, о нравственности и так далее. Понимаешь? Это Freedom, но это же объективный процесс. Если учитывать, что Бог трансцендентен, то есть он, грубо говоря, непостижим и совершенен, то сколько человек будет развиваться, вот столько же он и будет все по-новому и больше открывать и познавать Бога. Ну, это как бы объективный, естественный процесс. Поэтому вывод получается такой, что нет, скажем так, определенной истины до судного дня, как это трактуется в авраамических религиях. То есть развивается человек, развивается мораль, развивается нравственность и так далее, и так далее, и так далее, и меняется представление о Боге, о высших силах и так далее, и так далее. Истина есть две истины, относительная и абсолютная. Абсолютная истина в науке и философии считается недостижимой, ну, по крайней мере, в этой вселенной. Относительная истина доступна, и наука с ними работает, и философия тоже. А вот абсолютная истина будет доступна только в судный день, когда всем будет все ясно, все понятно. Огонек, вот Freedom, ты хотел спросить что-то? Я просто личный вопрос хотел Огоньку задать. Если хочешь, спроси, я потом задам вопрос. Не, я просто сейчас, я не хочу, у каждого свое видение, я просто пытаюсь донести всегда, когда я общаюсь, что нельзя абсолютно зацикливаться на чем-то и воспринимать это как истину, потому что все циклично, и по мере своего развития ты узнаешь что-то новое, и то, что ты знал до этого, перестает иметь смысл. Ну да, я согласен в этом вопросе категоричным быть. Ну просто это даже как бы не совсем правильно, что ли. Я просто личный вопрос хотел задать Огоньку. Можно личный вопрос такой? Да, конечно. А вот ты говоришь то, что ты коранит. А почему именно Коран ты для себя вот взял как такую, ну, как принял для себя как истину мировоззренческую, да, вот концепцию? Почему именно Коран? Почему не там библейскую концепцию, не там иудейскую, не индуистскую, не буддийскую, а именно кораническую? Потому что я нашел Бога через философию и науку, ну, потому что те инструменты самые достоверные. А раз нашел Бога, в этом мире о Боге говорят несколько книг. Их всего лишь несколько, не так много. Это та же самая Библия, Тора, Танах, Коран, Пятикнижие там. Ну, это понятно, да? То есть, почему Коран, а не Библия? Потому что Коран, он меньше, чем Библия. А, во-вторых, в Коране меньше противоречий, чем в Библии. В-третьих, это там, где я родился. А там, где я родился, я столкнулся в первую очередь с Кораном. Так и получилось. Дальше продолжил Коран. Я не против Библии, я не против Торы. Я их воспринимаю тоже как от Бога, только не целиком, а именно те моменты, где они не противоречат себе и науке. Например, в Библии есть про большой потоп, да, великий потоп, где говорится, что на всей планете был большой потоп. Наука нам это вообще никак ничем не подтверждает, а в Коране говорится про этот же потоп, но он говорится, что это был локальный случай, а не глобальный во всем мире.
То есть во всей Можно планете. спросить, вот как ты относишься к тому, вот есть аят, если я не ошибаюсь, типа мы завершили религию и послали вам Писание и так далее, и так далее. Есть такой аят. Но на тот момент при жизни пророка Мухаммада как такового Писания не существовало, и то есть его и не было. Ну, это получается понимание суннитских взглядов. Я не придерживаюсь этих взглядов. Ну, это же логическое противоречие получается. Сам Да, пророк, поэтому и задаю не этот пророк, вопрос. да, я вот отвечаю. Вот есть посланник, я его не считаю пророком, есть посланник под именем Мухаммад, ну, хотя даже не важно, Мухаммад, Ахмад, не важно. Он приходит от Бога и говорит, что есть аяты от Бога, ну, стихи от Бога. И при жизни он это говорит людям. И как он не может собрать эти стихи при жизни? Еще как может, он и собрал его при жизни, а не после. Это подтверждается наукой, датировкой, радиоуглеродным анализом, который говорит, что был найден в библиотеке в Англии аят Корана. Я не помню, который аят, но этот листок датируется радиоуглеродным анализом именно в те годы при жизни Мухаммада. Так что суннитские взгляды, что Коран был собран после смерти, это вообще не подлежит. Коран, он же не из одного листка состоит. Согласен, не из одного листка состоит, но тот листок, который был найден, его прочтение с настоящим, современным, то есть Кораном, она не сильно отличается, даже вообще не отличается. Там одно и то же написано. Какой-то листок, пусть даже 2 листа, пусть даже 3 листа, неважно, но это не целиком весь Коран. То есть я могу допустить, что кто-то что-то написал от кого-то, да, то есть нас написали, да, зафиксировали информацию. Но как нам сейчас его преподносят, то, что это вечное Писание, вечное Слово Бога, которое не изменится туда-сюда, это не соответствует действительности. Я с этим согласен. Я из-за этого изучаю Коран, что современное его понимание и современные переводы не соответствуют науке, не соответствуют здравому пониманию, морали тоже. Огонек. Точнее, есть аяты, которые очень понятны, а есть аяты, которые непонятны. Слышал про Саны, рукопись Саны из Йемена? Слышал? Кого? Рукописи Саны. Слышал из Да, Йемена? я слышал. Это датируется 8 или 9 веком. Не 8 Это или рукопись. 9, а 7. Во время пророка они писались. И ты знаешь, что у них там 2 слоя, и нижний слой отличается от верхнего слоя. А это вот радиоуглеродным методом это было все вычислено. Наверное, слышал, и они очень сильно различаются. Я слышал про этот свитки Исаана, кстати, это полный Коран. Вот кто-то мне до этого задавал вопрос, почему там 2-3 листа, а листки Исаана это полный Коран. Ну, почти полный. Не полный. Там Теперь 40 вопрос. 40 суратов всего лишь. Не полный. Нет, там 8 мешков было найдено. Там почти целиком Коран. Просто некоторые не смогли восстановить, но он почти целиком собран. Смотрите, отличие от современного Корана, вы говорите. Мне это самому даже интересно. Я бы хотел почитать отличие Саны от современного Корана. Но когда я нашел вот эти отличия, корпус Куран есть сайт, Википедия, есть искусственный интеллект, чат GPT. Везде, куда бы я ни запрашивал, чем она отличается от современного Корана, мне везде дает ответ, что она почти ничем не отличается. Ты арабский знаешь чуть-чуть? Она отличается, да, вот этими точками. Не, у меня другой вопрос. Ты арабский знаешь? Арабский Коран. я не знаю. Ну, суру ты знаешь, например, «Вашшамси вадухаха, валь камари ида талаха». Ты знаешь, да, эту суру?
Нет, нет, я как бы значение главам, сурам не придаю. Я больше Ну к ладно, аятам как все, бы. хорошо, все понял. Ну ладно. Ну, кстати, сразу объясню, почему я главам, сурам не придаю особого значения, потому что самые древние свитки Корана, которые были найдены, они не имеют вот этого оглавления. Огонек, по-твоему, Аллах милостивый? Да. А почему тогда, вот, по данным ООН, в мире погибает в день, сутки от голода и от болезней около 20 тысяч только детей? Это по воле Аллаха это все происходит или как? Вообще все происходит по воле Аллаха, по воле Бога. Если Бог всемогущий создал нашу Вселенную, и Он управляет жизнью и смертью, то все происходит по воле Него. Ну, И тогда почему он такое допускает? допускает что, смерть или Ну, голод? смерть невинных детей от болезней, пухнут дети от голода в Африке, например. Ну, и последнее, то, что вот творится, например, в Палестине, то, что дети умирают под бомбами, это же он знает, это же он все делает тогда. По его воле это все происходит. Да, вот вы правильно подметили, я бы не сказал, что это Он делает, а по Его воле, точнее, по Его э, разрешению это происходит. То есть Он не сопротивляется, точнее, не предотвращает это. Вот так вот. Это разве милость? Это значит, он милостивый или как это понять? Он все равно остается милостивым. Это объясняется так. Смотрите, наша жизнь по Корану, вот реально вот эта жизнь, в которой мы живем, она не является настоящей. А это просто лишь испытание для человека, и она лишь временна. Ну, испытать И детей зачем? Безгрешных детей, ладно, взрослых испытать, ну, а вот, понятно, да, может. вот этот, А вот этот детей, вопрос, в чем тут дети, например, от голода? Разве это детям, не знаю, это сами дети так выбрали или как? Или почему он так, ну, издевается, да, например? да, этот вопрос вы попытались сейчас задать мне 4 вопроса. Вы задали вопрос о смерти, о голоде, потом о детях, потом о справедливости в конце задали. Не в прямом смысле, но косвенно. Вы говорите, почему в этом мире есть несправедливость, раз Бог милостивый и добрый, да, допустим. Это же вопрос я другим задаю. Я на этот вопрос ищу ответ, а поверьте, этот ответ очень логичный, но я пока до конца не разобрал некоторые аяты, которые говорится об этих вещах. Потому что вот современный перевод на русский язык это просто вот не связать между собой эти аяты. Это какая-то... Ну, Огонек, ну давай ты вот не читая Коран, просто по себе можешь ты рассудить вот нейтрально вот, если он милостивый, милосердный, добрый, ну все добрые, хорошие вещи это он, да, Аллах. Ну почему он не помогает тогда мусульманам, вот, например, палестинцам, почему не помогает? Почему бы он не уничтожил бы ну, руками мусульман, например, иудеев, которые вот бомбят, да, вот логично же это все. Нет, это нелогично. Почему Бог должен заступаться или быть на стороне мусульман? С чего вы Ну, взяли, что потому мусульмане лучше, что чем другие люди? просят его, молятся, миллионы, миллиарды людей молятся ему, просят: о Аллах, помоги нам, защити нас от смерти, там, ну, от бомб. Он почему-то закрывает глаза, или он, не знаю, или он отдыхает, или где он вообще. Ну, как это понять? Я никак не пойму это. Ну, во-первых, молятся Богу не только мусульмане, но и вообще другие люди. То, Ну, точнее, не может, только тогда сунниты, не но и те самому же Богу они молятся? израильтяне молятся Богу. Ну, может, тогда ихний Бог помогает им, почему-то они А почему бомбят. вы считаете, что ихний Бог и Бог в Коране это два разных Бога? Это один и Ну, тот же Бог. почему тогда Аллах не помогает палестинцам? Вот прямой вопрос. Как по-твоему это? Если палестинцы творят несправедливость, во-первых, Бог не обязан им помогать. Второе, вы говорите про маленьких детей, да, которые
не Да, да. являются творящими несправедливость. Есть такие аяты в Коране, где говорится, Бог посылает на вас болезни, испытания, трудности, чтобы вы вернулись на прямой путь. То Ну, есть они же в прямом пути, они же мусульмане, сколько у них родители мусульмане, просят Бога. Ну, нет, с Аллах чего вот. вы решили, что они на прямом пути? Ну, мусульмане, да, я имею в виду. Ну, в Палестине же в основном мусульмане все. Нет, Ну, в это основном. по Корану человек, если сказал, что он мусульманин и шахаду сказал, да, ла илляха илляллах, Мухаммад Расулаллах, он становится мусульманином. По Корану это не так. Это человек, который творит добро, который отстаивает несправедливость, который раздает нуждающимся, делится с ними. Человек, который изучает и любит мудрость. Коран вообще сам по себе говорит о себе, то, что Коран поймут люди разумеющиеся. Таких аятов куча, каждый второй чуть ли аят говорит о Коране, что люди разумеющиеся поймут Коран. Ну, Так в что Коране, просто да, я понимаю, о чем ты. Ну, ты сам подумай, вот разве вот милостивый, милосердный, справедливый Бог может допустить такое, то, что вот дети погибают вот сегодняшний день? Не только в Палестине, но во всем мире, да, я имею в виду. Дети безгрешные, от голода пухнут, от болезней пухнут. Это же по его воле это все происходит. Ну, как его можно назвать милостивым и милосердным? вот я тоже таким вопросом задавался, но очень давно. И я приходил к таким выводам, а почему испытание в этой жизни, оно должно быть именно в благе. То есть почему всем людям должно раздаться богатство, и они должны шиковать, кататься на геликах, и это должно считаться испытанием. Но это же не так. Испытание, может быть, детей и заканчивается на тот период жизни, к которому они пришли. Может, для них Бог определил испытание вот именно к эту возрасту. К Можно 5 лет, вопрос? допустим, к 6. Вопрос один. Задать можно один вопрос? Почему вообще априори вы думаете, что Бог должен о нас думать, заботиться, вообще внимание обращать на нас среди этих миллиарда галактик? Тебе интересны Но твои бактерии в твоем кишечнике? Мне Я абсолютно объясню. до их, То, что у меня в мне кишечнике абсолютно до находится, ихней бактерий не интересна ихняя мораль и нравственность. Абсолютно от слова. Совсем. потому что есть у людей то, что нет у бактерий. Это душа, допустим, да? Или сознание. Зачем Бактериям эта душа Аллаху? Задайся вопросом. Бог создал других существ с сознанием. Как объясняет это христианство, я с ними согласен, что Бог это сделал по любви, то есть по своему, как это сказать, поделиться Еще раз своей любовью. спрашиваю, еще раз. Ты масштабы вообще представляешь? Миллиарды галактик, и ты маленькая букашка, даже не букашка, а бозон Хиггса. Мы ничто среди этих планет и миллиарды галактик. Но эти галактики-то не живые, они не имеют души, они не испытывают страдания, они не испытывают счастья. То есть, когда человек заводит себе детей, он же несет ответственность за детей. Также и Бог, когда создал человека, он несет ответственность за человека, и поэтому заботится о нем. с чего Какой ты взял, глубины? что они испытывают? Раб мой. А ты что-нибудь сделал для палестинцев? Дал Земля, милостыню, что-то Ну, так? хотя бы дуа читаю. если Земля создана для человека, а Сатурн для чего? Или Юпитер?
Сатурн создан для стабилизации Солнечной системы. Ты серьезно? Смотрите, наша Вселенная по Корану — это испытание для человека. А раз человеку дано испытание, и сам человек определяет для себя, что есть хорошо, что есть плохо, и слушаться ли Бога или не слушаться Его, то Бог дает нейтральную, такую объективное поле для работы с этим. То есть, если бы наша Вселенная существовала только одно Солнце и одна Земля, то вывод бы прям сильно напрашивался, что его создал, допустим, Бог. А имея вот эти галактики, люди могут вывод себе сделать, что Бога нету, а наша Вселенная создана просто сама по себе. То есть это поле нейтральное. Человек сам определяет, нужен Бог ему или нет. То есть это для отведения глаз все, да? Вот эти гигантские объекты. Нет, не Солнечной отведение системы. глаз, а чтобы человек сам нейтрально выбрал. Вот смотрите, когда вы пытаетесь ребенку сказать, своему или чужому, допустим, типа, что ты хочешь, мороженое или там еще что-нибудь другое, да? Вы же знаете, что вы ставите его в необъективное положение. Вы влияете на него, вы вопросом влияете на него. А Бог, чтобы не влиять на человека, чтобы человек сам принимал это решение своей головой, честно принимал, чтобы Бог не давил на него. И создается это нейтральное поле. Можно Это, задать вопрос? я считаю, что это основной ответ. А другой ответ — это показать величие Бога. Я бы хотел задать вопрос. Я думаю, Да, что ты конечно. не ответил на пару вопросов, которые я задал. Просто ответ в этом знаешь какой? Вы просто сильно эгоистичны, о себе большого мнения. Вот и все. Если Да, Бог... дело даже не в том, что я о себе большого мнения. Просто это из логики выходит же такой вывод, что Бог, Он всемогущий, первая посылка. Вторая посылка, Он создает существ под названием, допустим, люди, и у которых есть свои чувства, да, которые они могут испытывать печаль, радость и все такое. Раз Он создал таких чувствительных существ, которые могут применить свой разум для изучения окружающего мира и которые могут познать частично Бога, то он несет ответственность за это. Если бы Бог создал просто людей с такими вот качествами, характеристиками, которые мы сейчас имеем, и оставил бы их типа на свою судьбу, пусть что с ними будет, то и будет, а я займусь своими делами и уйду, то в этом случае Бог получается несправедливый. Можно задать пару вопросов? Кому, мне? Да, тебе. Да, задавайте. Как ты относишься к религиям и людям, которые видят в Боге множество? Например, до сих пор индуизм, там многие религии, синтоизм, джайнизм, там национальные вот эти народные религии, в древности еще платонизм, там много было. Спасибо за вопрос. Я считаю так. В Коране есть такой аят, где говорится, что нет ни одной общины в этом мире, куда бы ни приходили посланники от Бога. Я считаю, что вот эти религии, которые сейчас имеются, это творение людей. Это люди сами создали христианство, люди сами создали ислам, люди сами создали индуизм, Но там, я говорю не буддизм. про Это не от Бога. авраамические, а про другие вот языческие, скажем так, если использовать церковные вот эти термины. В смысле, типа, как я отношусь к языческим религиям или вообще к религии в целом? Я имею в виду к религиям, которые идут по другой традиции, отличной от авраамической. Скажем, синтоизм, буддизм, будь то, или там еще какие-то, платонизм. Ну вот я объясняю же, вот
Были посланники, которые приходили к народам. Ну да, Они я пытались... понял. А почему тогда многобожие в Коране это такой самый страшный грех? Самый страшный грех – это не для Бога, а для самого человека. То есть от того, что я скажу, что у Бога есть сын, или жена, или мать, или 2 Бога есть, или 3 Бога Мгм. есть, от этого настоящему Богу ничего не А будет. ты, Ему ни а ты не холодно, ни думал, жарко. а ты не А мне думал, что в этих религиях эти термины, там, будь то отец, мать, это или сын, это не буквальные термины, а лишь просто Да, аллегорические. без проблем. Я могу, вот я же говорю, могу 3 Бога создать. 3 отдельных Бога. Представим, да? У которых есть Мгм. могущество, там, сила и умение творить, создавать галактики, допустим. Не, а в чем А 3 проблема, Бога Огонек? Тогда прими христианство и все. Что ты Коран, коранит? В исламе это Дайте ему это ответить, пожалуйста. многобожие вообще. Многобожие в исламе это ширк. 100% Аллах не прощает этот ширк. А где я Ну вот говорю, что многобожие – это у меня хорошо? был вопрос тогда, Огонек. Если, например, Бог всемогущий и он один, то зачем ему свита ангелов вокруг него? Он сам не может управлять вселенной или что? Это не совсем, что он не может управлять вселенной. Может. Просто ам, ангелы – это существа, которые служат, да, вот подчиняются Богу. Ну И вот, именно подчиняясь Богу, делая определенные его приказы, они получают от этого удовольствие, ну счастье. вот То есть это больше в нужно не для многобожных самого религиях, Бога. в многобожных религиях есть вот верховный бог, а есть меньшие боги, которые ему служат. Там в греческом, например, Зевс, там в синтоизме это там Аматерасу, там кто-то еще в других религиях. Вот, и у них тоже вот примерно так же это устроено. Одни меньшие подчиняются более высшим, как бы говоря, и все как бы счастливы, все в любви, все идеальны в этом смысле. Не совсем. Вот. Вот возьмем древнегреческого писания, их историю мифа, да? О Но мифы Зевсе, нельзя об воспринимать Аиде. буквально. Ты путаешь мифы с священными писаниями. Вот, например, Платон, он считал эти мифы абсолютной чушью и считал, что поэты не должны вот писать в стихах такие вот богохульные вещи. То есть все вот эти мифы, которые мы имеем, мы получили их от поэтов, которые любили писать всякую, ну, всякие драматичные сюжеты вписывать в свои истории. Вот как, например, сейчас делают фильмы такие про ангелов, про Бога, про сатану тоже, где вот сатана выставляется там непонятым героем, там вот это вот все. Это же искусство, как бы просто художественное произведение. И вот в данном случае то же самое. То есть это мифы были записаны поэтами, людьми художественного образа, которые любили находить драму в каких-то историях. Там много чего преувеличено, переделано может быть на самом деле. Да, я знаю то, что Платон это ругает, я сам читал. Смотрите, здесь вы имеете, у вас 3 вопроса. Вы задали первый, и имеется иерархия богов, и они между собой не ругаются. Во-первых, в этих иерархиях богов они делят власть, а в монотеистическом религии, ну, учении, я вот так правильно надо называть, Бог не делит ни с кем власть, он сам вершит все, он сам всеми управляет. Власть все равно и у него. А ангелы, люди – это просто делают просьбы, скажем так, от Ну вот Бога, тогда законы зачем Бога. ему создавать ангелов, которых нельзя испытывать, которые и так идеальны, совершенны там? Ангелы испытываются, еще как испытываются. Есть учение об Иблисе, да, в Коране, где он отвернулся от Бога, Но он где был не он ангелом, а сыном, возгордился. там говорится об этом, там он был Нет, одним из он джиннов. был ангелом. Иблис – это падший ангел, это и в христианстве также. То есть ангел в монотеизме – это не значит, что у них нет свободы воли. У них есть свобода воли. Просто они более тверды в своем подчинении Богу, чем люди.
А То есть, человек, он создан слабый, как пишется в Коране. то есть Сомнительный. монотеизм, он лучше политеизма? Монотеизм лучше политеизма, потому что это логикой просто уничтожает его. Логикой Политеизм хуже. уничтожает. Вы почитали когда-нибудь произведение против галилеян, императора Юлиана, или, например, против христиан и философов-неоплатоников? Когда-нибудь читали об этом? Неоплатоников я не читал, а Платона читал, потому что вообще Сократ, Платон, Аристотель это являются монотеистическими люди, которые Монотеистическими. придерживаются монотеизма. В каком смысле монотеистическими? У них, например, они почитали всех богов, Платон тем более, он считал их всех идеальными, совершенными, и Он о них считал, что они не читал, и сходят друг от друга. он ругал их. Он читал, и он критиковал их. Он не Но когда он богов критиковал, приводил, он поэтов критиковал. он критиковал богов тоже. Он в других этих текстах он критикует. Ну как же, Допустим, я, например, государство, читал когда наоборот. возьмем государство, где он рассказывает о Зевсе, да, что он изменил своей жене и все такое. Он здесь Но это рассматривает... мифы, опять-таки. Древние греки, верующие греки, они в это все вообще не считали это абсолютной истиной последней инстанции. Они... То есть для Вот них это смотрите, просто вы история, знаете которая не про, подтверждена. вы знаете про аргументацию Аристотеля? Ну вот процитируйте, если есть возможность. Аристотель говорил так. Невозможно бесконечно отматывать назад все. Допустим, причиной ребенка стала мать, а причиной матери стала бабушка. И таким образом, если откатим все назад, вот всю нашу галактику, Вселенную, то мы упремся бесконечно, нельзя отмазывать назад, говорит. Мы обязательно упремся в какую-то конечную причину, и этой причиной называется Бог. И он одного Бога говорит. Никаких там нескольких богов, а одного Бога. Это точно Бог? По-моему, это был перводвигатель у этого Аристотеля. Перводвигатель. Какая разница, это все равно Бог же. Нет, ты там путаешь. Бог творит сознательно, то есть как бы желая этого, а перводвигатель, он несознательно, то есть он как бы воспроизводит из себя всю вот эту вот вселенную. Перводвигатель не может создавать что-то, потому что у перводвигателя не научных Ну вот подтверждений он нет, не производит, философских он не подтверждений. создает, а производит. Там говорится, то есть перводвигатель Платона это не то же самое, что монотеистический там всемогущий создатель Бог, Это как ваше из понимание. арамических. Это ваше понимание, что вы скажете, что это не так. Но если вы зайдете в Википедию и напишите аргументацию Бога, вам обязательно высветится Ну, Аристотель. это, по-моему, Второй. Вы можете Аристотель. зайти в чат GPT. Вот смотрите, вы можете зайти в чат GPT и спросить у него, Аристотель был единобожником или говорил ли о едином Боге? Вы можете поговорить Ну с вот ним. смотри, единство божественного и Бог, который пребывает в одной вот форме, да, как, например, в авраамизме, это не тоже одно и то же. Ну, как бы, потому что, например, в индуизме тоже там божество божественное как бы едино, но как бы и множественно одновременно. То есть это такое вот, с точки зрения, например, там этих политеистических религий, Бог сверхчислен, то есть он одновременно Нет, это не множественный, совсем так. Вот единый. смотрите, возьмем христианство, которое говорит, что есть один Бог, но он пришел, какая-то часть Бога, 1/3 часть пришла его в образе человека. Это же искаженное понимание изначально. Об этом говорил Исаак Ньютон. Исаак Ньютон, кстати, тоже был верующим, и еще был верующим единобожником, чистым единобожником. Я говорю сейчас не об христианстве, я говорю сейчас А, об политеизме. Вот что я Я хочу вам сказать. христианство привожу пример, потому что он близок вам и понятен. Индуизм то же самое. Изначальное понимание христианства было чисто монотеистическим. И изначальное понимание индуизма тоже было чисто монотеистическим. Не-не-не, ты сейчас путаешь. Прочитаешь самые ранние вот писания индусов, именно Веды, и там об монотеизме ничего вообще не говорится. В санскрите даже нет слова для этого, чтобы вот описать это как-то.
Там иногда намекается на то, что божества как-то друг с другом связаны, и все. То есть там дальше нет ничего, как бы на самом деле. Там есть, вот перечисляются их по иерархии, но ничего о том, что это все один и тот же Бог. Там, допустим, но люди там что-то попутали, там ничего нет. Ну, вот смотрите, я вам говорю мое мнение. Мы же не можем откатать время назад и заговорить тем языком, на котором он был написан, этот индуизм. Ну, Мы же санскрит, знаем, что спустя столько времени, там столько искажений, столько... Даже язык этот перестал пользоваться. Допустим, возьмем тот же Коран, да? Если мы, м, как индуисты понимают сейчас, то есть Коран без всяких вот изучения, объяснения, понимаем так, как он написан, то этим Кораном можно тоже доказать там политеизм, или как это делает Борис, там, христианство доказывает, триединство. А если мы возьмем Коран, найдем истинное значение, например, вы знаете, да, то, что в Коране нет слова намаз, но оно везде употребляется вот в переводе, даже в английском языке. ну да, это понятно. Я имею в виду то, что ни в индуистских писаниях, ни в трактатах этих священнослужителей брахманов, ну, браминов точнее, там этого всего ничего не было. То есть представление о том, что там какой-то монотеизм может быть, появился только в средние века, и то как защитная реакция Нет, на монотеизм мусульман, появился которые не в средние захватили. века. Ну, в Авраам. индуизме, я говорю, в индуизме. В индуизме, я говорю, представление об этом появился в нынешнем виде только в средние века, и то как защитная реакция на завоевание со стороны мусульман, то есть чтобы они не громили храмы, не делали это вот всего, что они делали там на Ближнем Востоке и Северной Африке. Вот, это то, что как бы эта идея появилась относительно недавно в индуизме. Ну, если честно, я эту историю не знаю, как она появилась, по какой причине. Но вот вы говорите то, что она боится ислама, и из-за этого приняла монотеизм. Нет, но она не боится ислама, просто в те времена Индия была завоевана мусульманами, и чтобы как-то вот как-то защититься от них, как-то отстоять, они пытались вот стать монотеистами в глазах мусульман, конечно. Безуспешно, но все-таки как-то попытались. Я считаю, что объяснение куда проще. Мы знаем то, что в нашем мире, если допускаем в картину мира Бога, а Бог восстанавливает всегда справедливость и правду, и истину тоже, то получается так, что через каждое определенное количество времени в этом мире будет восстанавливаться истина. То есть она будет побеждать. Ложь, она будет проигрывать. Я считаю, что монотеизм выигрывает постоянно, просто потому что она близка к истине. Монотеизм выигрывал только потому, что он был агрессивен, и все. Вот, лично, по-моему. Посмотришь на все древние величайшие цивилизации, и все как на подбор все политеистичны. И все прекрасно друг с другом уживаются. И только потом появляется идея о том, что вот мой Бог только самый лучший, самый истинный, такой вот такой, а вот ваши неправильные, такие плохие, сякие. Поэтому вот принимайте нашу веру, либо вам кирдык. Вот эта вот идея. Так это все и распространялось. То есть где бы ты ни посмотрел, в какой части мира, так эта идея и распространялась. И эта идея ни к чему хорошему не привела. И эта идея сама не выдерживает своей планки. В том же христианстве появился культ святых, там ангелов, Девы Марии, в том же суфийском исламе тоже культ святых. И вот можно сказать, что таким образом монотеизм, он в принципе не особенный, если честно, для меня. Он просто, он даже сам не может удерживаться на определенных территориях, допустим, как религии, как идеологии.
Монотеизм вы зря ругаете, вы пытаетесь монотеизм притянуть за уши к мифологии, к идеологии. Монотеизм не является идеологией. Монотеизм – это методология. Смотрите, вы знаете, что монотеизм можно доказать не обязательно через историю. Хотя историю вы сами говорите, то, что это ваше субъективное понимание. Возьмем знания. Вы знаете, да, то, что математические значения всегда говорят только об одном. Ну, знаешь, это не только мое субъективное мнение, это мнение историков, это мнение тех, кто читает Коран, и Библию, и там есть целые призывы в стихах, что надо вот убивать многобожников, неверных, короче говоря, тех, кто почитает там каких-то вот идолов или кого-то еще, кроме там их истинного, ну, своего истинного, скажем. Я не согласен, там не написано так. Есть аят в Коране, где говорится, убивайте их, где бы вы их не встретили. После этого аята сразу же идет. Но если они прекратят, то вам запрещено с ними сражаться. То есть этот аят говорит о том, что он вырван из контекста. Если мы этот аят восстановим до конца, изначально возьмем первоначальный его аят, это середина аята получается, где говорится, убивайте их, где бы вы ни встретили. А начало аята звучит так. Они нарушили запрет, который установил Бог. Они пытаются творить несправедливость, они приходят к вам в дома и выселяют вас из ваших же домов. И этот аят говорит о том, чтобы защищаться каждому человеку. То есть Ну, а защищать свой дом. зачем тогда многобожникам выселять мусульман из домов? Им же все равно там, кому поклоняются их соседи. Вот, у них же самих как бы их много. То есть это нелогично, в принципе. То есть сам этот аят. Зачем им приходить в дом Это людей, которые там почитают своего какого-то божества, и вот выселять их из дома? Тем более, что Аллах там у них, у арабов был верховным божеством. Аллах не был верховным божеством у арабов. Ну, Смотрите, был вообще-то. Он был верховным божеством, и это соответствие с его именем и именами других верховных божеств в семитских пантеонах. Там, допустим, в Акаде это Илу, а в древнем Ханаане Эль-Элеон. То есть вот эта вот частица Илах там есть везде. И имя Аллаха тоже Аль-Илах, то есть буквально божество. В семитских религиях древних существовал запрет произносить имя Верховного Бога, и постоянно употреблялось заменяющее его слово. То есть, например, до сих пор в еврейских, евреи до сих пор так делают, они не называют его по имени, а только Элохим, то есть его прозвищем. И тут то же самое, то есть они все боялись произносить его настоящее имя, или не то чтобы боялись, просто считалось плохой приметой, и многие заменяли вот это его настоящее имя его прозвищем. Так, например, Хадада называли Баалом, и Астарту называли Аллат, то есть именно в этой Аравии. И это вот ему приписывалось Аллаху то, что он отец всего пантеона, их арабского и семитского, и в том числе он отец этих троих, точнее, божеств, которые там в Мекке почитались: Аллат, Аль-Уза и Манат. Об этом есть сура в Коране, аяты, в котором об этом пишется. Но я не уверен в том, что вы сказали, что имя Аллаха было и было запрещено упоминать. Ну хорошо, Настоящее допустим. имя Аллаха имеется в виду. То есть Хорошо, допустим. посмотри про семитские различные пантеоны, аккадская религия, ханаанская религия, и там есть верховное божество, которое называется Илу, или Элох, или Эль-Элеон. Вот. Он считался отцом всех божеств и людей в том числе. Хорошо, но это не сейчас смотреть это. Допустим, вот в вашей гипотезе мы допустим, что Бога раньше, допустим, запрещали называть Аллахом. Но вопрос Не ваш Аллахом, не в этом. а Вы его говорите, настоящее имя.
То есть Аллах — это не его настоящее имя, это лишь титул, который у него есть. У него Аль-Илах, то есть божество как бы. До сих пор, например, евреи тоже боятся произносить его настоящее имя и называют его Элохим, то есть заменяющий его титулу, под которым у него есть. Хорошо, допустим, вот ваш вопрос звучит, с чего бы выселять многобожников из домов Да. единобожников, да? Вот смотрите, возьмем историю. Вы знаете то, что Галилео Галилея хотели сжечь на костре? Коперника хотели сжечь на костре. Да, именно монотеисты, которые... Это не монотеизм делал. Это монотеизм и сделал. Монотеизм говорит, вот только мой Бог идеален, только мой Бог самый Церковь это не истинный. значит, что это монотеизм. Ну вот смотрите, вот христианство — это монотеизм. Да, там есть Троица, но Троица, ей молятся как единому, а не по отдельности. Это уже делает ее монотеизмом. Там это есть разница в том, что там Бог, у них один Бог, хоть и с 3 личностями, но ему молятся Ну вот, как вы это как понимаете? Один единому. Бог с 3 личностями. Это что, шизофрения Но, какой-то? но это не шизофреник. Вы не думали, что Бог не такой, как человек? У него другая природа. Совсем. Я думаю, что Бог отличная не от нас. такой, как человек. Давайте мы этот вопрос обсудим, если вы хотите. Вот Христианство, давайте. смотрите, вот монотеисты, они сожгли Галилео Галилея, потому что он своими вот Не исследованиями, монотеисты это были. это были монотеисты, Это не были опять-таки. монотеистами. А в чем их не монотеизм? В чем они отличаются Их не от обычных монотеизм заключается в том, что, ну, в Коране есть аят, да, где говорится, почему вы, люди Писания, спорите с Мухаммадом об Аврааме, когда вы не знаете об Аврааме. Авраам не был ни христианином, ни иудеем. Он был монотеистом, да? Он был Ребята, ханифом, он был праведником. Вот смотрите, ребята, с чего вы решили, ребята, что может разговор без христианина так не пройдет? Вот я христианин, и я тебе скажу, что я верю в единого Бога, одного Бога, а не 3 разных богов. ну, хорошо, верьте в одного Бога, как бы это отлично, но те люди, которые хотели сжечь Галилео Галилея, они не те же самые люди, о которых говорится в Коране. Вот просто ваша ошибка мышления, вы думаете, что в Коране оправдывается и наоборот поощряется обо всех мусульманах, которые есть в этом мире. Вы вообще Коран читали, вот там написано, что большинство людей это неверующие. Друг мой, твой Коран говорит, чтобы мы веровали в свое Писание. Инджил и Таурат. Твой Коран об этом говорит. 5 Сейчас не сура, об этом. 44 аяте, да, 48 аяте читай, пожалуйста. Возьми, открой 5 сура, 68 Сейчас аят. не об этом речь. Если ты Сейчас что-то не не эта тема. понимаешь, ну, если Хорошо, я не ты понимаю. говоришь, что Аллах сам тебе противоречит, что ты хочешь это сказать? Аллах Вы говорит, просто я послал Таурат, и я дал Инджил. Это слово мое. Веруйте в него. и в А этом что же вы не Коране понимаете, написано, что нет Троицы, в да? этом же Коране написано, если вы что-то не понимаете, то обратитесь к людям Писания, они вам разъяснят. Нет, Не там так не вам, говорится. не антихадис, но не вам. Там так не говорится. Мухаммед, успокойся. Поэтому, пожалуйста, на нас не наговаривай, когда ты говоришь, что мы не монотеисты. Мы верим в единого Бога. Наш символ веры начинается веруй во единого Бога, Отца, Вседержителя, творящего небо и землю, всего видимого, всего невидимого, и Господа Иисуса Христа. Да, мы по-разному понимаем Бога. Но именно, например, есть книга Китаб ал-Таухид. Там сказано, разделяется на 3 части. Таухид ваш, на 3 части разделяется. Ты об этом знаешь? Первая часть сущность, вторая часть атрибуты, третья часть действия. О сущности вопросы у меня есть маленькие, но не такой сильный. А вот о атрибутах и о действии, вот у меня большие вопросы есть. Как вы это понимаете? Вот и если ты его читаешь там и ссылается на Ибн Таймию, где Ибн Таймия объясняет о том, почему Аллах может оставить свой трон и спуститься на 3-е небо. Как он оставляет свой трон? Ибн Таймия говорит, нет, ни в коем случае он не оставляет свой трон, но он приходит и слушай, а как мы это понимаем, мы это не знаем, понимаешь?
Бога нельзя полностью понять разумом. Сколько мы его можем понять, сколько он нам открылся. Но я знаю, что 100% я следую Корану, я, христианин, следую Корану, который говорит, следуй за, за Писанием, ну, Тауратом и Инджилем. Вот я это и делаю. А вы не следуете, вы начинаете там разные движения делать и говорить о том, что они искажены. Ну, это движение не надо делать, пожалуйста, не наговаривай друг. Вот смотрите, давайте разберем вашу ситуацию. Вы как считаете, логика, математика, физика, биология – это от Бога или это шайтан делает? Все от Бога. Разум дал кто? Бог дал. Свободу выбора кто дал? То есть Дал вы Бог. сторонник разума, да? Я сторонник логического, но Бога нельзя логикой понять. Ты со мной Еще согласен? как можно. Кто тебе это сказал? Ну хорошо, но не исламская логика, 100%. Потому что исламская логика, она еще хуже тебя загонит в идолопоклонство. Нету такого понятия исламская логика. Я тебе могу доказать через свои книги, через Ибн Касира, где он говорит, что Аллах был божество наравне с Алятом и с другими. Это было имя, где поклонялись, курайшите поклонялись ему. Могу тебе это Нету такой логики, которая называлась бы исламская логика. Но не тебе говорить о логике. Не мусульманин говорит о логике, пожалуйста. Ну хорошо, а какая есть Потому логика? что конечно, если ты возьмешь Китай Палтаухид, даже они говорят, они осторожно говорят, не, мы дальше не пойдем. Уже мы вот здесь не можем понять Бога. Уже все. Вот нам вот это достаточно. Они даже боятся говорить о Боге. Хоть они говорят логически, Бог един. И мы говорим, Бог един. Иудеи говорят, Бог един. Зороастризм тоже может сказать, Бог един, Бог один. Иудеи не когда принимают нашего Иисуса как Бога. Что здесь такого? Зато мы говорим, что мы верим в Бога Авраамова, Бога Исаакова и Бога Якова. Мы не веруем в Бога Мухаммеда. Нет. Мы верим в Бога Авраама, Исаака и Якова. То, что мы приняли Мессию, они его не приняли, я могу это доказать через Библию, что где, покажите, пожалуйста, где Авраам говорит, что... Давай, что Авраам говорил? Где Авраам говорит, что у Бога есть сын, или у Бога есть 1/3 часть, и его зовут Иисус? Когда пришли к дубу Мавринскому, когда пришли трое, хочешь про эту историю поговорим? И когда эти трое пошли, и двое из них пошли в Содом и Гоморру, и как Бог неба и Бог неба послал огонь огненно на Содом и Гоморру. Хочешь об этом поговорить? 6 секунд. Открывай книгу и давай поговорим. Где, какая глава забыл? При чем тут Содом и Гоморра? Где Авраам говорил? Я тебе историю расскажу о трех... Читайте пророчество Иеремии. Я тебе расскажу, как три единства, первое начало трех единств Бога, можно даже в Бытие, в первой главе уже посчитать, и Дух Божий носился над водой. Можно с этого Давайте начать. откроем историю Иосифа, которая мне хорошо известна в Коране, и эта история также написана в Торе, она не сильно отличается от Корана. Подожди, перед тем, чтобы его открыть, скажи-ка мне, почему история Иосифа была украдена с иудейских мидрашей? Это ваше мнение, что она была украдена. Это не наше мнение. Эта история была в Мидрашах написана, а Аллах и то до конца его не дописал. До конца. Даже в Мидрашах более лучше открыто, нежели что там Коран. Коран говорит, там вот так, и ему порезался, и они порезали своими этими. Но я это тоже читал. И теперь можно тебе сказать одну вещь. Почему только Богу можно, поклониться? Только Ему одному поклонение. Да, только Ему одному. А почему тогда родители Иосифа поклонились Ему? Иосифу. В Коране? Да. В Коране вот это слово «поклониться», оно неправильно переведено. Потому друг что мой, поклонение... вот эти сказки ты можешь неграмотному христианину рассказать, да, вот эти сказки. Мне эти сказки не пройдет. Там четко и ясно написано, что там приходят тебе же арабисты сюда, у меня друг есть Маркус. И он тебе четко и ясно, он в Аравии живет, еврей, знает арабский язык,
Он сам мусульманин. Еврей, сам мусульманин. Он тебе четко и ясно Современный переведет, что там арабский язык — слово. это не то же Он самое, что стоит. коранистский арабский язык. Я понимаю, твой арабский язык никто не может его нормально прочитать, потому что вот эти точки и мочки, они появились в 3 веке. До этого сегодняшние арабы даже свой Куран не могут оригинально прочитать, который без точек и вот этих отметок. Потому что там одна точка меняет весь смысл, понимаешь? Об этом у нас большие. У нас, знаешь, если ты сюда будешь часто ходить к нам, мы об этом разговариваем, об этих разночтениях. Дамир, И ваш можно Коран, вопрос задать вот этому конечно, брат, огоньку? разговаривай, конечно. Огонек, а как ты относишься к древней греческой философии? Очень позитивно отношусь. Я же еще раз говорю, что древнегреческая философия говорит о едином Боге. Ну, то Богах, есть которые ты не едины друг. чураешься философии там и так далее, то есть Я, наоборот, через признаешь. философию науку пришел к Богу. Ага. Ну, это хорошо. Нет, я не знаю, просто очень много мусульман плохо относятся как бы к философии. Говорят, вот наше учение это все из философии и так далее, ну, будто это что-то плохое. А Вот. Но в вот то я же и время просто... пытаюсь объяснить вот этому Мгм. человеку, я не знаю, как зовут, но Мгм. Аллах Казама вроде, да, задал мне вопрос о том, что Мгм. единобожники хотели сжечь Галилео. Я им говорю, что это не единобожники были. Точнее, не Мгм. настоящие верующие. Мгм. Они А единобожники, по крайней современные мере, потому что мусульмане, с верят чего в вы взяли, одного что это Бога. современные верующие? Какая Если разница? Коран, Ну, сожгли там, ну, как его, это же не все мусульмане это сделали, правильно? Вот. А, Даже если они были мусульманами, ну и что? корень зла не в мусульманах или в каких-то других авраамистах. Корень зла как раз-таки в самой идеологии, которую они следовали, а именно то, что только их путь к Богу является истинным, а все остальные пути ложны, только их Бог истинен, а все остальные боги ложны. То есть и из этого тоже проистекает то, что вот есть какая-то одна вот истина, которая там прописана, неважно, в Библии или в Коране, и которой надо следовать. Галилео Галилей предположил, вот, что вот, он, насколько мы помним, он, по-моему, нет, это Сказал, не что он был, но в земля, любом случае его сожгли за то, что он следовал он какой-то другой он сказал, что земля круглая, версии. друг мой, прочитай, его из-за этого зажгли. его не Вот. сожгли, его хотели сжечь. Да, и он не согласился, Галилей не согласился с Ибн Аббасом, который сказал, что земля плоская, и другими учеными мусульманскими, которые доказывали, что земля плоская через Коран. Не с И он сказал, что мусульманскими. земля, Он и не он жил в сказал, что мусульманских земля, странах. я знаю, я просто тебе говорю, просто Ибн Аббас говорил, что земля плоская, а он сказал, нет, земля круглая, и даже христиане за Ибн Аббаса встали, сказали, не, земля плоская, и его сожгли за это. Пытались. Вот это интересная аргументация, да? А где вы в Коране видите, что земля плоская написана? Иди, это Ибн Мы Аббас, простерли небо, там что-то говорилось про это. иди скажи это Раз Ибн Аббасу, постерли, это не двоюродному значит, что брату. она то есть плоская. Нет, иди это скажи двоюродному брату Ибн Аббасу, который Мухаммед за него делал дуа, чтобы он понимал Коран. Вот он на это написал. Вот иди, пожалуйста, Меня не ему скажи. интересует Ибн Насад или Аббас. А что ты, коранит, что ли? Да. Все равно. Сейчас я тебе через Коран, где какие слова, чтобы подойти сейчас. Я Коран понимаю через науку и философию. То есть мне больше наука здесь помогает. В любом случае, ни 78.6, Аристотель, ни Платон не были 78.6. монотеистами в плане авраамического монотеизма. И Аристотель, и Да, Платон, почитали Платон не БЖ, сильно отличается от посчитали их авраамического. просто... я тебе приведу, например, различия. У Платона божественное, единое, скажем так, монада — это не создатель, не бог-создатель, он не создает, он из него проистекает все, что духовное есть в нашем мире. И эта монада находится в единстве с разумом и душой. Это троица и три ипостаси одного и того же божественного. Они не равны друг другу, но они едины вместе.
это как разные части одного и того же какого-нибудь объекта, которые не равны друг другу, но они едины вместе. Я И вот этой троицы проистекает духовное, которое снисходит до нас, до материального мира. И когда оно сочетается с материальным, духовное и материальное, когда они сочетаются, происходит вот зло, которое вот мы видим сейчас. То есть все сложное, все неприятное и плохое, что есть на нашем мире, Платон и его ученики считали ну, следствием существования в материальной форме. Поэтому он так Вы восхвалял знаете, духовное. что Платон говорил, что чувствами человека, ну, не чувствами, а такую аллегорию привел, где человек– это управленец на колеснице, и он управляет двумя конями. Вы знаете, что он это об душе говорил? Вы знаете, что аллегория о пещере говорит об рае и об этой земле? Как такового раздельного рая или ада у платоников и у самого Платона представления об этом не было. Еще как У есть. него было у них было представление об Аиде, который разделен на три части: Тартар, Асфаделий и Элизиум, или Елисейские поля еще называются. Эти три части, они вот разделены для людей, которые совершали разные поступки. Если у человека добрых и злых поступков было одинаковое количество примерно, он попадал в Асфаделий. Если у него было их, ну, злых дел больше, он попадал в Тартар. Это самое темное, самое ужасное место, можно сказать, во Вселенной. Если у него были добрые дела, он попадал на Елисейские вот эти поля. А если он был совсем вообще героем, то он попадал на острова блаженных. То есть это вот разные, скажем так, это отличается от авраамического рая, который там где-то в определенном месте устроен, и туда попадают только определенные люди за то, что они верили в того самого истинного Бога по истинной, скажем, методичке. Нет, основной критерий рая– это добрые дела. Ну, можно много судить вот это вот по Корану, можно сколько угодно вот это читать, и там разные, короче говоря, мнения будут, кто в этот рай попадет, кто не попадет. А я считаю это абсолютно бессмысленно в этом разбираться, потому что там все как-то нелогично строено. То есть в одной из тех текстов говорится, там все вот неверные сгорят, а в другом тексте говорится, ну, для христиан и иудеев есть исключение, то есть в начале именно, а в конце говорится, что все неверные сгорят. Вот там есть разные аяты. Правда, я не помню, конечно, уже много не читал. Давно уже. Там основной критерий– это то, что люди должны делать добро, верить в одного Бога. Это методичка, как вы говорите, методичка. И следовать по этой методике, жить по этой Допустим, тогда методике. верят люди в разных богов, но вот те же родственники Мухаммада, которые вот жили там, а, вот они обречены на адские муки только из-за того, что там следовали там традициям каким-то своих отцов, скажем так, или сами вот видели вот в божественном множество, как, например, до сих пор это делают индусы, синтоисты, там разные вот эти группы, которые есть до сих пор. Я И считаю, это они совершенно справедливо. совершенно справедливо обрекать человека на вечные адские муки после смерти только из-за того, что он, видите ли, видел божественное множество. Я так понял? Ну, во-первых, не вечный, а вот это горение– это больше аллегория. То есть, когда человек живет в том месте, где нету Бога, то он будет испытывать некое страдание, несчастье. И это место называется адом. Ну, честно говоря, я не понимаю в этом. То есть, например, для того же индуса ты не объяснишь, что вот именно авраамический бог, вот его концепция бога в авраамических религиях истина. То есть он вырос в индуистской среде, он вырос в среде, в котором вот божественное априори обозначает множество. То есть ты не сможешь ему объяснить. Тебе трудно понять индуизм, платонизм или какие-то другие вот эти философии, вот эти языческие, скажем так,
потому что ты вырос в авраамической среде, и тебе вот с самого детства говорили, что Бог может быть только один. Вот. Поэтому тебе трудно понять вот это вот их религиозную Нет, наоборот, философию. я пытался понять. Я же говорю, я очень много времени был агностиком, и мне было вообще все равно до лампочки, до этого монотеизма. А, Вот смотрите, я же еще раз говорю, в науке есть ответ всегда один. Почему один? Вы никогда не задумывались? Ответ там в науке может быть несколько даже, если они совпадают друг с другом логически. Нет, вот смотрите. 2 плюс 2. Это всегда один ответ будет. Только одна Это цифра подходит. математика, например, там, допустим, в биологии ответ на какой-то вопрос может быть несколько, и при этом они могут совпадать друг с другом. Например, Ну, например, сейчас вспомню примеры, там очень много. Эм, вы Ну, вот, говорите не допустим, про ответы, а почему про гипотезы или теории. Нет, не про гипотезы или теории. Вот почему, например, птицы есть перелетные, которые улетают на юг. Первый ответ, потому что становится холодно, и они выбрали такую стратегию. Второй ответ, это потому что пищи становится мало. Это другой ответ, но он логически совпадает с первым. И там еще можно привести третий ответ насчет того, что а, ну, например, там зимой у них не хватает, ну, насчет пищи мы говорили, насчет холода мы говорили, то есть там можно еще какие-то ответы найти, если порыться, и все они будут логически совпадать друг с другом. Но вы же согласны, что все эти ответы подходят Они друг к другу? логически вместе, ну, можно сказать, соединяются в каком-то смысле, но они не Да. Вот смотрите, абсолютно они же одни. соединяются. Они Если не бы они соединяются, противоречили друг другу, они не противоречат друг другу. в Вот в том-то и том-то и дело, что они дело. не противоречат друг другу. Поэтому Вот. они соединяются И в вот один. почему тогда многобожие противоречит себе? Скажи мне, например, если там Сейчас есть отвечу про верховный Бог, из многобожие. Вы, которого, вот здесь вы хотите ускользнуть, тормозите. ну, не Вы же ускользаю, говорите, что вот эти ответы соединяются. не соединяются, а не противоречат друг другу. Они разные. Не Все противоречат, ответы. верно? Их можно собрать в одну? Нельзя. Почему? Потому что там причины разные. То есть холод, например, нехватка вот этого тепла. И, например, отсутствие пищи тоже второй ответ. Это два разных ответа. То есть Это они не два разных не ответа, это соединяются. два разных критерия. Точнее, Это не критерий, две это, разных... вернее, это ответы, которые обозначают причину, почему вот эти птицы, например, улетают на юг. То есть, опять-таки, например, я как и говорил, в биологии может быть несколько ответов разных, но они могут логически не противоречить друг другу, а совпадать логически. Они вообще-то в один ответ собираются, просто они не до конца открыты это же. Мы же не до конца изучили этих Они не птиц. соединяются в один ответ, они разные, в том-то и дело. Так же, как и, например, по форме своей, например, свет, который есть во Вселенной, будь то сияние Луны, будь то лучи Солнца, будь то радуга та же. Они все разных форм, разных цветов, но у них природа одна и та же. Вот. Например, ну, это я говорю не к науке вообще, это, например, чтобы объяснить философию вот этого вот индуизма, что там есть божественное, которое существует в разных формах, и которое по природе своей едино. То есть оно по природе своей одно и то же, но оно множественное и разнообразное. И это считается у них вполне себе нормальным. То есть и молиться и поклоняться одному божеству — это то же самое, что молиться всем остальным. Вот вы То есть по своей сути. про Луну и Солнце вы же хорошо заметили, что они могут быть... Сияние Луны, лучи света Солнца. То есть это же все свет, на самом деле, и радуга тоже это Да, свет. да. Ну, это же один Вот. объект, получается. Точнее, один... Они по природе своей одно и то Да. же, а по форме, по цветам они другие, можно сказать, по-видимому, объекты. Но в по в природе. политеизме это же не так.
В политеизме это так, по крайней мере, в индуизме, в синтеизме, то есть в нынешних политеистических религиях. Ну, вот объясните И по в политеизму. платонизме Вот, тоже. вот политеизм объясните, где оно примерно, как вы сейчас сказали про Луну. Ну, например, в древнеегипетской религии, в платонической, вот неоплатонизм, платонизм поздний, это тоже вот философия Ну, религиозная. давайте вот конкретно возьмем один Ну, пример. например, в неоплатонизме, вот, допустим. Там все божественное, все духовное, оно связано друг с другом, и оно снисходит из трех, скажем так, из единого. Монада называется это. Монада состоит в троице вместе с нусом, разум, и с душой. Вот. И от этой троицы там все снисходит вниз до материального существования, и в процессе того, как оно снисходит, оно становится все более сложным. То есть монада — это простое, это единое. Оно не божественно само, ну, оно не божество само по себе, оно лишь часть всего этого общего. Вот. И пока, когда это духовное снисходит до нас, от него, от этого единого, существующего в Троице с разумом и душой, эманируют, то есть происходят от него вот эти божества их, ну, греческие, можно сказать, там римские тоже, то есть, в принципе, они считали это одним и тем же. Вы сейчас рассказываете не о политеизме, а о монотеизме. Точнее, Я от того, рассказываю что о есть платонизме, душа и разум, платонизме. это не политеизм. Политеизм — это когда Послушайте есть внимательно, я Бог, вам объясняю, а есть Бог Зевс. я вам объясняю политеизм на основе неоплатонизма, то есть как это видели римляне и греки поздней Римской империи, то есть как это у них вот было на самом деле. То есть у них они все взаимосвязаны друг с другом, Хорошо, но а не где там 2 равны. Бога или 3 Бога? Ну вот смотри, я тебе рассказываю. Вот эта вот троица из монады души и разума, оно из него Душа и разум — эманирует, то это есть не происходит. Бог, это свойство Ой, ну человека. внимательно слушайтесь, просто внимательно слушайтесь. То есть греки называли ее душой, психи. Не я ее так называю. Это не я так придумал, это Платон и его ученики придумали это все постепенно. Из этого божественного, ну, из этого троицы происходит божественное, то есть эманирует от него, то есть согласно платонизму. Эманирует, в смысле проистекает, происходит. То есть эта троица не создает, как по своему желанию, а из него происходит это, как по природе вещей. Так же, как вода развивается там на разные потоки, также это тоже по сути для них разделяется на разные вот эти вот эманации, которые снисходят до нас. В свою очередь эти божества, там Зевс, там, допустим, Афина, А вот теперь вы начали античности, говорить кто-то про еще, политеизм, да. вы внимательно слушайте просто, пожалуйста. Как я говорил, эти божества происходят Вот из этой смотрите, вы троицы. говорите про какую-то эманацию, которая нам всем непонятна. Возьмем, давайте конкретный пример. Вот Эманация, возьмем ну, Аида эта и эманация Зевса. и Нам есть всем это Бог. понятно. Вот послушайте внимательно. Эманации — это и есть божества эти их греческие. То есть они их так называют, объясняя их природу, то есть как они от этой монады происходят. То есть от этого единого, который существует в троице, с душой и в разумом, скажем так. То есть из этой Это троицы как происходят логически можно божества. объяснить? Но это не я логически объясняю, это Платон и его ученики логически объяснили. Вот, теперь внимательно слушайтесь. Эти божества, в свою очередь, происходят из от этой троицы, и в свою очередь они сами из них проистекают духи более низшего порядка. Греки называли их демонами. Но мы сейчас подразумеваем под словом демон что-то отрицательное, а греки считали, платоники, считали их абсолютно идеальными, совершенными, бесполыми духами, которые могут покровительствовать человеку. То есть дух-хранитель. Вот. Их часто еще представляли в виде, ну, изображали в виде крылатых людей с белых одеждах. Ну, видно, откуда вот это вот изображение уходит. Ну,
И Извините, таким давайте я образом греки короче объясняли свои... разберу. Я короче разберу пример. Вы просто рассказываете о тех вещах, которые, ну, как бы логически не поймешь, и я не знаю, о чем здесь речь идет. Смотрите, Логически мы берем понять, просто ну вот чтобы двух логически понять, богов. нужно быть платоником, нужно быть платоником. Вот мы с тобой росли в авраамической среде, у нас были там родители, там, допустим, авраамисты, да, и вот поэтому у нас есть представление о том, что это нелогично. Но это нелогично именно для нас. Для платоника, для грека древнего это логично абсолютно. Именно поэтому эта философия была так популярна в Это Римской не так империи. работает. Логика это не значит, что ее можно подогнать под любую фантазию. Это логику нельзя подогнать под любую фантазию. Но вот смотри, ты сейчас мыслишь о богах как о каких-то отдельных вот существах, вроде людей, которые там, ну, допустим, разума, да? Ты говорил, что вот это вот как какой-то некий сверхинтеллект, да? А, а вот древние греки понимали это как какую-то духовную субстанцию. То Ну есть, хорошо, если вот давайте почитать, разберем. Есть две духовные субстанции, да, и они которые взаимосвязаны. имеют некую силу. Ну, да, но не всемогущие. Они не всемогущие. Ну Но вот, они это взаимосвязаны. и говорит же, вот вы же сами говорите, что политеизм невозможен. Политеизм не говорит о том, что Бог должен быть обязательно всемогущий. Всемогущество, сама идея всемогущества, она противоречит логике. Может ли Бог создать, например, камень, который не сможет поднять? Или Да, сможет ли он создать Вселенную, в которой его нет? да. Это, смотрите, первый вопрос разбивает концепцию всемогущества на раз и два. Если он может создать камень, который не сможет поднять, он его не сможет поднять. То есть он автоматически становится не всемогущим. Здесь это называется не нарушение логики, а парадокс. Это не По-настоящему нарушение. парадокс. Это не нарушение. Так, смотрите, про камень, Всемогущество невозможно про камень и абсолютно. Бога я про это знаю. И про это есть отдельные ответы философов, которые по отдельности очень красиво ответили. Но сейчас не о камне. Давайте возьмем политеизм, да, два бога. Вот описание Бога имеет свойство либо Творца, либо всемогущества. Вы согласны? Нет, не имеет. А божество — это идеально, ну, с точки зрения древних греков, это сущность, которая абсолютно идеальна. И, ну, с точки зрения платоников, скажем так, это абсолютно идеальное существо, которому, поклоняясь, человек может вот, ну, в каком-то смысле, как это они объясняли, ну, они, поклоняясь вот этому божеству, они могут получить, ну, совершенствоваться, скажем так, духовно сами. То есть для платоника божество, оно абсолютно идеально, то есть духовное абсолютно идеально. У них даже не было представления о том, что дух может быть злым. То есть платоники именно. Они считали, что дух не может быть злым. И божества, вот эти Афина, Зевс, там, это разные сущности, которые взаимосвязаны друг с другом. И они все совершенные с точки зрения платоников. И Теперь поклоняясь им, смотрите, человек сам совершенствуется. платоники как это объясняют? Они сами по себе появились или их кто-то создал? Эти идеальные Сущности, эти духовности. идеальные духовные сущности происходят от, как я уже говорил, от единого, который существует в в Троице. Вот, это все божественное. То есть это А вот не теперь давайте разные разберем эти какие-то, троицу. не разные какие-то Раз они личности. выше по Это, статусу идут. нет, они не разные личности. Это единая субстанция. Так же, как и, например, если ты возьмешь воду и начнешь ее разливать, из нее Мгм. будут проистекать разные потоки. Вот. Мгм. Но оно Но это же не божественно, потому политеизм что получается. совершенно. Но оно божественно, Вы, потому вы что с водой совершенно. как считаете, это политеизм или монотеизм? Это была аналогия. Ну вот про аналогию вы скажите, вот как вы считаете, это политеизм или монотеизм? Это Ну, политеизм, я монотеизм, считаю, например. Вот да, Вообще теперь это все, что стойте, вот политеизм. перечислил, теперь вот стойте, Аллака вот теперь, ничего общего с стойте, христианством не имеет вообще. теперь Вот все, что он стойте, перечислил. вот теперь стойте, вы теперь сказали, что это политеизм. Возьмем Да. христианство.
В христианстве то же самое говорят, что Бог в Нет, трех. абсолютно нет. Нет, Абсолютно смотри, мы ты, так не ты не Пытайся. говорим. понимаешь. В христианстве Бог — это одна сущность, которая имеет три грани личности, скажем так, если можно так сказать, но я не христианин. Христиане, если можете, поправьте меня, если я Ага, неправильно что-то поправим, сказал. давай. Это одно существо, одна сущность, которая имеет три грани личности вот, в христианстве, вроде как, если я правильно Это как Три понимаю. можно понять личности, три три грани? ипостаси. Да, Это то как есть, можно понять, Бог может быть единым и одновременно иметь три личности? Это что такое? Очень просто. Почему не можем ну, понять? потому что Бог не человек. Ты не Ну, понимаешь, хорошо, я Бог тебе не объясню. человек, но как это возможно, чтобы он был одновременно в Вот трех скажи, а вот личностях? как Бог может быть Смотри, всемогущим тоже? огонек. Смотри, М, ты, как я понимаю, мусульманское предание не принимаешь, да, только Писание. Да. Ну вот как ты понимаешь атрибуты Бога, которые вот в Коране описаны? В Коране это не атрибут, А что это? качество. Это описание Бога. Ну, качество описания, это оно личностное или ипостасное? Это личностное, то есть милостивый относится только к одному Ага. единству. Хорошо, а А правосудный тоже к одному? правосудный, Да. Справедливый, правосудный. справедливый, да, к одному. Да. А как можно быть одновременно милостивым и справедливым, если это абсолют? Там нет никаких противоречий. Ну, что такое милость? Вот человек виновен, вина на нем есть, но я его милую, да? Нет, А, милостивый означает то, что Бог раздает милости от себя. да, Милость да, то это есть ништяки. Вот это ваш рост, несправедливость, ваша это не... красота, ваше здоровье это милость. Нет, вот смотри, ты что-то мне сделал, да, например, условно, я могу справедливо тебя наказать, но я тебя не наказываю, я проявляю милость, я милую, да? А если накажу М, вот именно так, как, как нужно наказать, да, чего ты достоин, да, то есть точно воздам тебе за твое деяние, это будет справедливо. То есть это противоречивые вообще понятия, милость и справедливость, да? Вот. Но как-то они в абсолютном совершенном Боге укладываются. Так это Они не часть его противоречивы. Если личности, значит, у него раздвоение личности получается. никакое не раздвоение личности. Одна личность милует, другая личность справедливо судит. Но мы же должны рассматривать конкретные случаи. Ну, давай конкретные случаи. Ну вот, человек изнасиловал девочку. Бог будет миловать его или будет наказывать? Я думаю, будет наказывать. Ну все. Я не знаю, как бы. Ну Ну, вот, все, когда он наказывать. Все на наказывает, этом. он остается милостивым? Да. Нет, он сейчас наказывает. Он уже в Ну и этот что? момент не милостивый. Нет, он наказывает, он справедливый. Милостивый – это не значит, что он не Тогда он только раздает милости. Я же справедливый, и он объяснил. перестает быть милостивым. Давайте мы не будем путать термины, будем называть все своими русскими именами. В Боге все Мир постоянно или меняется, изменчиво? в Боге постоянно. Только он всегда справедливость, У него, да. а он всегда милость. Милость, что вы имеете в виду? Ну, милость, миловать. Миловать, Да. точнее прощать, да? Ну да. Всегда ли он прощает? Нет. Значит, он не всегда прощающий, но Да, всегда справедливый. да. Значит, Рахман, Рахим, вот то, что в Фатихе первые имена, они не постоянны в нем. Почему не постоянно? Постоянно. Но в тот момент, когда он наказывает, он перестает быть милостивым. Милость в Коране не от слова помиловать, не от слова прощать, а от слова раздающий милость.
То есть раздающий Хорошо, ништяки, окей. проще говоря. Раздающий милость. Он, значит, не всегда раздает милость. Почему? Но в тот момент, когда он наказывает, он не раздает милость. В тот момент, когда он наказывает, он справедлив. Да. Но он Да, все равно значит, остается... милость в нем не постоянно. Значит, есть что-то, что в нем не постоянно. Вот смотрите, Бог у нас един, то есть монотеизм унитарный, вот в вашем представлении, это вера в божественное одиночество, да, что он абсолютно один. Есть монотеизм тринитарный. Вот мы, христиане, верим в троичность Бога, троичность лиц и единство сущности. В исламе такая, в принципе, концепция есть, только она на уровне атрибутов и качеств. Не ипостаси, а атрибутов и качеств. То есть Бог, Он один в своих качествах, своих сифатах и так далее, проявлениях. Есть тяжелые моменты, связанные вот с этими качествами. Вот я, как уже упомянул, есть противоречивые чуть-чуть качества. Но как-то они, это великая тайна, да, как они укладываются в одном Боге, в одном божестве. Вот. В принципе, здесь не все так у нас разнится. То есть вера в божественное единство и вера в то же время во множественность, в единстве, да, во множестве из единства, да, то есть есть и у нас, и у вас, то есть в чем тут проблема? Вот. А что касаемо Бога воплощения, да, мы верим, опять же, мы в одну сущность божественную верим. И мы верим, что второе лицо, ипостась, воплотилась, вот, а сущность божественная, она никуда не делась. То есть Христос воплотился, Логос воплотился именно своей акциденцией. То есть это акциденция Логоса. Это не сущность божества воплотилась. Вот, поэтому мы не говорим, что в Боге происходят перемены, изменения. Эманацию мы не верим. Вот то, что человек до этого говорил. Вот, истечение, что там часть себя там Бог вложил в этот мир. Между прочим, вот в этом плане есть вопросы относительно сотворения Адама. Там сказано, что сотворен из капли, некий такой намек на эманацию, в принципе, да, вот мы с этими вещами, ну, мы в это не верим. Были секты иудейские, которые вот это как бы исповедовали. Мы в это не верим. Вот, человек сотворен из праха, прах земной – это все элементы земли, как отцы толкуют. Вот, это не глина, да. И, то есть, мы такие же монотеисты. То есть наш символ веры так и начинается, да, вот веру в единого Бога. Поэтому это заповедь и Ветхого Завета, и Нового Завета, самая высшая заповедь. То есть нам это всегда было известно. Вот, и Павел говорит, нет иного Бога, кроме единого. То есть мы монотеисты, просто тринитарии.
Где он? О чем речь? Чё, что? Общайтесь. Нет, сейчас мы нашли Бога, оказывается, да? А? Нет, сейчас мы нашли Бога. Амир Тимур. Салам. Какие у вас хабары? Гонек, вы тут? Огонек. Да, он сейчас он в Google пророку ушел, там найдет что-то. Ага. В общем, возражений нет, как я понимаю. Да, конечно, ты факт сказал сейчас. И даже я понял, как действовать. А этот, кто с ним сейчас вот говорил, как его зовут? Замин, Закир или там? Где этот человек? Что ты его не видел, да? Здесь кого только нету. Даже Пуаро есть. Ну, давайте какую-нибудь тему поднимем, раз уж собрались все. Может, кто-то Давайте о чем что-то поговорим? хочет обсудить. Не знаю, предлагайте.
Ребята, что Вот предлагаете у темы? меня, вот у меня, давайте вот так сделаем. Вот Давайте. джаркоп с картошкой называется джаркоп или нет? Жарков с картошкой? Да, да. Да, называется жарко. Э, Давайте о чем-нибудь тогда, другую тему. Не знаю. Давай о деизме поговорим. Расскажи о деизме. Там ничего говорит, поверь мне. Я Как сейчас это? на такое положение, которое я только один единобожнику там верю, понимаешь? Чем ты, поверь мне. Все так сложно, да? Нет, есть Бог и все, я верю тому. Это же хорошо. Ну да, каждый себе Зачем вот. здесь вот, зачем здесь Богу что-то говорит, там что-то не делает? У него есть атрибут или нет? Для меня есть Бог, свет он, и все. У меня мозги, у меня даже мозги не крутятся таким вещам. Надо не читать, да, не научиться, не оскорблять Бога, сплетни не наводить про Бога, прикинь? Я единый Божник, оказывается. Я и Кажется, да, есть ты единобожник. единый. Бля, Конечно. микрофон Не надо отключили, париться, Светлана там, у начал. него есть зубы, у него есть глазы, да, например, вот в Коране написано, у него есть два руки, там, левая рука, не понимаю, где вот правая рука, или там, вообще его нету. А вообще, Не как это левые, Богу? две правые. Да, да, две правые есть, а левый что-то не нахожу. Это какой аяте? Или суры? Ну, ты должен все Коран прочитать на это, чтобы понять. Я же Есть ноги и говорил руки, только да, что. приписывает? Коран приписывает руки и ноги, да? Коран не приписывает, перевод так пишет. Перевод, ну, переводы, никто не может точно перевод перевести Коран. Смысл его Ну, по А Ранит зачем это тогда делает. Коран? этот, как его, смысл полностью передать этой книге никто не сможет. Ну, зачем тогда Коран, если ты его не понимаешь? Бог Это может это руководство. передать. Руководство, то, что нам дал Бог. Ну, я же говорю, зачем тогда Коран? Например, ты когда право получаешь, да, если не читал, же все равно право не получишь, же правильно? А? Если ты не знаешь, вот ты читаешь, когда право получаешь книгу, да, или ты не знаешь, все равно не понимаешь, что такое вот машина, ты же право не даст тебе никто, правильно? Это означает, что если ты Коран читаешь, не понимаешь, как ты в рай попадешь? Откуда ты узнаешь? Не, почему? Коран, допустим, читаешь на арабском языке и читаешь перевод, более-менее такой перевод, который ближе к смыслу. А если смыслы перевода искаженные, Ну, как смысл ты, очень нет. например, вот как ты попадешь в рай, если арабский читаешь, перевод не можешь сделать конкретно? Почему? Переводы есть, уже переведенные Это есть. означает, что только араб попадает в рай, что ли? А при чем здесь рай? Рай здесь при чем? Вот Я мне говорю, интересно, Коран да? читаешь, Нет, смотри, и мне интересно, вот, смотри. Ты говоришь, что арабский язык не можно вот перевести на 100%, да? А ну как, да, если там ты очень много смыслов. Смысла, Ну да, в я одном слове поэтому много говорю. смыслов, там много. Может, Ну, кто-то поэтому я говорю, перевел, как допустим, по попадешь в рай? одному смыслу, кто-то перевел по одному смыслу, другой перевел ближе к истине этого слова, Ну, допустим. откуда ты знаешь, что истинное слово ближе? Если Ну а как, перевод, откуда? ты конкретно знаешь. Ну как? Вот так. Вот Вот. так и знаю. Ближе, Вот, ближе к вот по истине перевод, Ибн допустим. Тайми, который у вас шейх есть же, да? Он Ибн Тайми так Какой? называется? Какой? Ибн Тайми вы сказал, что логикой и философией у вас не надо работать, да? Ибн Тайми, он непонятно, что за человек это вообще. Мутный Джахмид, человек. Сейд Джахмид. Я не придерживаюсь это Ибн Тайми, который руки и ноги приписывает, это далеко от этого.
Не только там. Он там описывает, что пророк убивал 700 человек даже. Там так описано. Ибн Таймия. Он может, да, он может говорить много чего. Как же Абдул Вахаб тоже много чего приписывал. Это все вот то, что ты говоришь, Ибн Здесь я Таймия, слышу, это все. что, смотри, здесь я слышу, что арабский язык, смотри, Угу. самый легкий язык смыслом, да, так сказали мне. Я сегодня это услышал, я сегодня хотел ему ответить, что он пропал, да, этот человек. Я говорю, ну, Угу. узбекский язык это самый лучший язык тогда, самый, ну, как тебе, легкий язык, который можно Ну, перевести легкий на язык, любой да, язык. там узбекский, да, язык легкий, там проще Конечно, понимать. чем арабский язык. Он мне так Араб- объясняет. Ну, арабский язык, как тебе сказать, я же и до этого говорил, там в одном слове 3-4 смысла, этот, как его, а в одном предложении 3-4 смысла может быть. Арабский и получается легкий или тяжелый? Ну, для у кого как, да. Потому что я же не араб же. Нет, Для меня есть это Ты же такое тяжело. понятие, для мусульманин, кого даже, как. да, ты должен арабский научиться, ты же мусульманин. Почему? Не Потому обязательно. что рай даже на арабском будет. Не обязательно мне арабский учить. А как И в быть раю будешь мусульманом. говорить тогда? Как вот так? Своими Прикинь, словами. прикинь, когда ты умрешь, когда придет тебе Ага. ангел смерти, да, и Ага. он будет тебе судить, там 5 вопросов задает. Есть такое у вас в исламе, да? И он арабским Как? будет задавать. Еще раз повтори, пожалуйста. Когда ты умрешь, на третий Ага. день тебе будет судить там, да, на Ага. могиле. И там он по-арабски тебе будет задавать вопросы. Ты знаешь об этом? Откуда ты знаешь? Расскажи мне, Это откуда ты у это вас, взял? или я тебе скину вот этот ролик, который вы там, этот... Я этим роликам не верю. Ты мне скажи, ты веришь роликам, что ли, веришь? Смотри, вот ролик, смотри, что там говорится, смотри. Ролик пришел, и там турк был, он, и пришел ангел, и ему говорит, але, кто твой пророк, да, например, да? 5 вопросов задает там, да? И он арабский, вот этот турк не понимает ничего, прикинь. Это ролик я И- тебе скину. Ты там всю смысл увидишь. Там задают вопрос по-арабски, он ничего не понимает, прикинь. И он умирает Али, там. Али, вы суннит Откуда или знаешь, что это ранит? арабский приходит и там Вот, спрашивает? я об этом говорю. Ваши исламские источники там. Какие Али, источники? Исламские. Али, вы Да. суннит или ранит? Я? Я мусульман шиит. Даже так. Получается, Али, он был святым, да? Не понял. Али, вот этот зять пророка Мухаммада, Да. его Он убили. взять пророка был, да. Он был святым? Но он был безгрешен, да. Да. Амир, вот вам тема. Мир Тимур. Но мы эту тему уже миллион раз проходили. Ну, тему уже давно знаю. Мы даже салафиты убежали, когда разговоры об этой теме были. Ну да. Ты прав. В YouTube-канале, да, у меня в YouTube-канале есть, можете взять, послушать. Называется «Салафиты убежали от разговора у Али». Да. Я до конца не послушал, они убежали уже. Я до Я конца знаю, его ты не хотел до конца послушать, но мне Да. лень было. Там столько папок надо было открывать. Лень было. Я до конца не послушал. Ради них, я потому что ради них это открываю, читаю. Ты обещал открыть папку про еду. Так тогда я в ролике видел, так и объясни нам папку про еду. Что там хоть написано? Там в папке я могу доказать, что мусульманин может кушать свинину. Это папка для тех, кто сюда залетает с ноги и говорит: да, вы свиньи, вот мы не едим свинью, а вы кушаете. Эту папку я сразу беру, его открываю.
А ну, давай поговорим еще. Да. Просто вот это все шайтанские идеологии, салафитские, ваххабитские, это все, ну, зачем, я не понимаю, зачем приписывать ко всем этому? То есть ты у забыл вас одного, можно кушать Короницкий даже свинину, забыл. да? Короницкий есть еще. А это, я здесь сидел, что-то я заснул. Антитеррор, как он ушел, Амир? Спокойно ушел? Он Это с духом ушел, воина, спокойно ушел. Ничего не было. спокойно. Он сальто сделал перед уходом. А вот это, как его, Али, а как его зовут того? Али, блин, вот это, да, который типа арабский язык, ну, такой, Али знаете, ибн Ситна. Не, как его зовут, блин, сейчас, секунду. Где он, вот. Чего вы это, как его, замутили что-то его? Нет, Запустили его. блядь, как его не зовут? Вот это Рассенери, кто такой? Абу Джафар. Вот этот Знаете, кто? да, его? Вот это кто? А что они красный микрофон стоят? Ожидание вызова. Просто, я просто сюда заходил и начал вот эти разные движения, там, музыку включать, типа, там, материться, Я сосите, понял. масите, там, такие, ну, нехорошие движения делать. Смотри, Антихадис, когда антитеррор пришел, они уже начали, прикинь, музыку такие, да, движения сделать. Ну, Чтобы не, он нет. не отвечал на вопрос. Амир Тимур, ты из какого города? Самарканд, Бухара, Андижан? Нет, у меня нету города, у меня нету нации, друг мой. Я узбек Ташкента? просто. Он христианин. Нет, в Узбекистане я. Ну, самого города, с центра Ташкента, да? Да. Просто у меня много ребят и друзей тоже с Самарканда, с Андижана, с Бухары. Али, ты азербайджанец, или? Нет, я лезгин. Лезгин? О, Да. Откуда ты узбекский знаешь, Али, тогда? Я много лет с ребятами знаком. И из А, Таджикистана, и из Узбекистана, очень много лет. Нет, я видел вот чеченцев, которые узбекский даже знают. Я говорю, вы узбекский знаете? Да. Он говорит, мой папа узбек. Или мой мама узбек, так. Вот здесь тоже работают ребята со мной. Очень хорошие ребята. Конечно, Они я меня, вот... они меня по-узбекски учат, я с трудом, они меня понимают тоже. Да, я когда вот чеченцев даже слушаю, антитеррор даже слушаю, чуть-чуть понимаю, как будто из арабского, да? Арабский я знаю, потому что почти наши слова из арабского слова. Они говорят, чуть-чуть я знаю. Вот, например, сабр, это же из арабского слова, да? Сабр. Сабр, да, арабское. Да, Или конечно, это у нас персидского, тоже нет? есть такие слова. Ну, у нас половина размешанные, половина персидские, половина свои, половина арабские какие-то. Это. У вас язык сам себе язык был? А? Ваш вот натуральный язык есть ваш? Или Да, он исчез, национальный. уже мертвый? Есть. Национальный лезгинский язык есть. Я понял. Ваши личные, Ну, да? Ваши личные да, языки. алфавит свой. Ну, той же самой буквы, только добавляется там, допустим, палочки всякие, вот, ну, знаки всякие прибавляются, звук меняется сразу. Да. Но надо научиться все равно. Это же твой язык. Это, допустим, как в Таджикистане не на фарси пишут, они как бы на кириллице, да, вот по русским буквам только пишут на фарси. А вот, допустим, в Иране там, допустим, как похож как на арабские буквами пишут. Схожи вот с арабскими персидские. Вот такие хабары. надо видео Да. закинуть в YouTube. А, ты уже закинул, Антихадис? Мне надо закинуть.
Уже антитеррор закинул уже, прикинь. Ну, он же, Антитеррор, да. ну, он же трансляции делал прямую, он сразу сохраняется автоматически. Да, у него Иногда, телеграм есть даже, у меня подписка есть там, он сразу видео туда скидывает. YouTube же иногда, сейчас нормально не работает же. да, YouTube вообще половина не работает. Половина работает, половина не работает. Ты тоже, Ан- анти- Антахадис, должен видео сделать и скинуть в Телеграм. Мгм. Иногда антитеррора мысли схожи ближе к оккультисту. Вот такие вот у него Нет, выходят. он ислам лучше знает, чем вы, поэтому. Ну, не сказал бы я. Ты же шиит, Али. Друг мой, Ну, чё? но он, видишь, как чуть всех приписывает, да, всех к одному гребенку. Да. Я же говорю, ближе к оккультисту у него немножко. Вот сейчас вот Огонек разговаривает, да, я не думаю, что вот это ислам он говорит. Я думаю, какой-то духовную вещь, как христианин говорит. Вот. Огонек вот разговаривает сейчас, да? Я не думал, что он мусульманин. Я последний думал, потом он из Корана что-то говорит. И потом сказал, что он коренный, да? Я думал, что он христианин какой-то секты, понимаешь? Ну, на самом-то деле, вот эти апологеты христианские, они логику хорошо используют. Когда спорят с атеистами, агностиками, допустим, Давид Вуд, Джей Смит, еще несколько хороших христианских апологетов, которые Семь правильно используют Шамон. логику. Это самый там здравомыслие Семь Шамон Джей Смит. Дэвид Дуд это не 100%, там 80% вес у него здания, мне кажется. Дэвид Вуд тоже хороший, если честно. Просто, когда дело касается Троицы, почему-то вот эту логику они не хотят использовать на себе, на Троицу. Надо их научить. Например, они же русский язык не знают, научим их тоже. Причем тут русский язык? Они просто Ивана Антахадис, Дамаскина не как ты читали. думаешь? Они Антахадис, просто, как ты думаешь? они У Ивана тебя Дамаскина не знания читали. ближе к ним? Не, у У меня, меня, я свое знание черпаю от святых отцов. У нас толкование, у нас есть святых отцов, предание, символ Ну, веры у Троицу нас вы есть, одинаково объяснение. понимаете с ними? Ну, они берут термины православно, но они до конца не считают. Например, книга есть точное изложение веры православной Ивана Дамаскина, который жил во времена халифата и был, как его, там писарем был в халифате этого, как его звали, этого халифа. я во Это многом согласен с Давидом Вудом. Ему руку Джей ему руку отрубили мусульмане за то, что он критиковал ислам, очень много писал про ислам. А Вот, смотрите, Ивана Дамаскина высказывания очень много, я вижу даже в исламе. смотрите, если я буду ислам много критиковать, мне тоже руку отрубят, несмотря на то, что я вот коранит. Да и вообще коранитов не признают. Ты коранит, они говорят, что ты хуже, чем шииты, и христиане. Да, согласен. Но когда дело касается самого Корана, они не могут ответить. Ну, я, например, у меня есть много дебаты, я им говорю, хочешь, я тебе докажу, что Сахих Муслим, Сахих Бухари противоречит Корану? Нет, они не противоречат. Это понятно Говорю, ты всем, что уверен? противоречит. Да ты уверен или нет? Он говорит, я 200% даю, они не противоречат. Я говорю, ты не будешь потом убегать от вопросов? Он говорит, нет. Я говорю, все. Я ему говорю, открывай 17, 40, 46, 47, 48 аят. Он говорит, что? Я говорю, открывай. Он берет, открывает, и там говорится, поистине ты не являешься околдованным человеком.
Говорю, теперь чего тебе Сахих Бухари, Сахих Муслим, где сказано, что твой пророк был околдован. Кому ты поверишь, Аллаху или Бухари? Ну, Они Бухари Бухари, выбирают. Они Бухари начинают оправдывать и говорят, на самом деле он был околдован. И еще берут, говорят, что Муса тоже был околдован. На самом деле Муса не был околдован. Все. Вот Они с видите, Корана показывают. они не являются приверженцами Корана. А многие не понимают этого и приходят со мной спорить о том, что вот твои мусульмане вот так вот делают на земле. Я говорю, с чего вы взяли, что они верующие по Корану? Они не могут понять этого. Многие приходят со мной вот так вот спорят. Потом в Коране геноцид, в хадисах геноцид собак там есть описано. А в Коране написано, что все животные являются подобные вам. Ну, что их мы должны оберечь их. Я же говорю, это не противоречие. Что противоречие между собой? Собак за что убиваете? Сунниты запрещают и разрешают то, что Бог не запрещал, не разрешал. То есть они от имени Бога это, пытаются что-то говорить. Нет, в конечно, суннизме само предопределение нету я тебе свободы сразу выбора. скажу, Нет. В суннизме я тебе сразу скажу, нет. ты знаешь, у шиитов таких хадисов нету, а то, что пророк был околдован, что собак надо убивать, ящериц надо убивать, таких нету ни хадисов. Нету, да, я знаю, что нет. Но зачем они приписывают это все к книгам? Я не понимаю тоже это. Вот Бухари возьмем, столько там, или в Муслиме, столько страшных этих хадисов непонятных. Даже читать это лучше не читать. Вот эти вот мутабраки, да, или 9-летняя или 6-летняя Аиша. Где они это взяли? Я без понятия. Но мута-браки в Коране разрешен, ты знаешь. Не разрешен. Ну ты знаешь, да, ну ты знаешь. Давайте плату за удовольствие, которое они вам предоставляют. Это говорится про жену, когда человек берет в Ну жены. ты понимаешь, там про жену потом речь отдельно идет, понимаешь? Там про жену идет речь. Нет, там про жену речь идет. Вот смотрите, восточные люди, те, кто живут в СНГ, не знают, что такое махр, допустим, да? Да, Это все же знают. приблизительно то же самое. Ну, просто потом ты толкование читаешь, пинкассирует, там, приводит. Вот разница махра и выплачивания из Корана вот этого брачного дара отличается тем, что брачный дар выбирает сам муж, то есть он решает, сколько дать ей, а махр решает жена, сколько даст муж. Некоторые девушки на махр просят, допустим, гелик, да? В Коране такого нет, чтобы жена просила гелик. Ну ладно, ты толкуешь так, просто я знаю, как этот аят был исполнен. Да, я не просто толкую, так я могу доказать это. Нет, все равно не докажешь, потому что я тебе столько ученых приведу, что ты не сможешь ничего сказать. Да, и почему я должен их как в авторитете читать? Для меня Ну, ученые это потому вот что ученые лучше знают, например, приближенные к Мухаммеду, они лучше, наверное, знают, чем ты. Ну, это мое мнение. для меня ученые это Эйнштейн, это вот У меня биолог был, вопрос. Дарвин, Ну, Эйнштейн Ньютон. что, Куран знал, что ли? Ну, ты что, во времена Мухаммеда жил, что ли, Эйнштейн? Тоже вопрос задал. Так он ученый же, настоящий Давай, ученый. на приводе Ибн Аббас, который жил во времена пророка. Вот он говорит, что это мута разрешен, а разрешен был и пророк дал вот такое время. Ибн Аббас это лжец, который приписывает от своего имени много чего. Не Ибн Аббас, а Абу Хурейра много чего приписывает. Вот он лжец. Ну, Ибн Аббас туда же его. Не, Ибн Аббас так не сказать. Ибн Аббас он всегда аккуратно говорил. И по его передатчики, ну, где Ибн Аббас говорит, от него всегда нормальные проходят хадисы. А вот Абу Хурейра, Айша, Умар, Абу Бакр, а вот от них вот там такие, ужас, что там говорят. Только, Ибн Аббас, я когда хадисы читаю, я больше вижу, я больше узнал, сколько месячных у Аиши были. И как
да, и когда были, и что она делала во время месячных. Вы знаете, что есть И где он... корониты, или точнее были корониты во времена Мухаммада и после него. То есть многие думают, что Корониты, корониты но сам появились Мухаммеде, недавно. самого Мухаммеда можно назвать коронит. Вот-вот. А многие думают, что корониты появились вот недавно. Но именно то движение, которое вы там говорите, да, они недавно появились, такого, потому что никогда не было в истории в исламской. В истории в исламской были эти мутазилиты тоже, они корониты. Если они придерживались сунны, по-любому. Не может Нет, быть они как такого. раз таки говорили о том, что в сунне, допустим, разрешается то, что не разрешается в Коране. Они Не знаю, говорили, не что Коран не важнее. изучал этот вопрос, не изучал, не знаю, не могу ничего сказать. Были еще и другие ученые, настоящие ученые из мусульманства, которые тоже придерживались одного Корана. Это вот телескопом работал, как это ученого звали. Математик еще ученый был в X веке. Тоже одного Корана придерживался. А как ты смотришь на такого сейчас? Ну, я не знаю, как его назвать, но его зовут Камаль. Камаль, или как его? Камаль, знаешь его? Такой Юлдаш Кемаль? Кемаль Да, Юлдаш? что ты про него скажешь? Ты его слушаешь? Да, я его слушаю. Он же коранит тоже, такой же, как я. Я не совсем согласен со всеми его мнениями, но по большей части, в принципе, согласен. А что он на дебаты не выходит, его как-то зовут? А я не знаю. Жалко, я бы хотел бы посмотреть. Я бы хотел тоже позвать на интервью, но он читает мои сообщения, но не отвечает. Жалко. Он тоже самое. Я, допустим, иногда пишу вопрос, он не отвечает. Жалко. Мы с ним не знакомы же лично. Да я не думаю, что его интересуют дебаты, потому что у него нет Не цели. дебаты, а просто хотел интервью спросить, почему, просто вопросы позадавать и все. Интервью? Ой, это интересно было бы, я бы тоже хотел послушать, как вы Да, будете просто, ему задавать вопросы. вот эти дебаты, особенно еще с суннитами, с ними дебаты невозможно провести нормально. Они начинают вот эти разные движения. Где-то своего соседа найдут, он сказал, что Ибн Аббас был неправ. И все, и на этом будет. Согласен. У них такие аргументы. Аргумент Хуже или ты коранитов стали, да? нечаянно термин какой-то исламский не знаешь, сейчас тебе начнут, ты термин не знаешь, ты думаешь, ты о чем говоришь, ты нас чему-то здесь учишь. Я 3 часа ему объяснял, что твои хадисы противоречат между собой. Он говорит, нет, ты вот этот термин не знаешь, что ты. Я говорю, при чем здесь термин? Здесь Сахих Бухари говорит, он ссал стоя, а потом говорит, что он ссал сидя. Противоречие, ё-моё. Ты же не видишь, что ли? А может, Какой здесь термин может? с Курбаном Мирзахановым просто интервью привести? А Или... я его хочу позвать через Джамала, но Джамал что-то, я не знаю, что он. Хочу его тоже позвать, да. Как-нибудь на связи выйти бы с ним. Кстати, Можно антихадис. У вас же был на интервью один коранит, которого я недавно послушал. Дамир, да, мой тезка, да. Да, Дамир был. Да, хороший парнишка. Он админ здесь. Да, он классно ответил на многие вопросы. Мне Здорово, даже интересно было его здорово, слушать. христиане. Здорово. Почему вам прикольно делиться на христиан, мусульман, шиитов, суннитов? Нельзя просто назвать верующих. Кто верующий? Это у вас так, Огонек, это Коран, это так. Кафири, мафири. Да ты иди плов готовь. Знакомый голос. Кто это такой? Кто ты, воин? Про дракона пошел, надо сказать. Про плоскую землю. Про плоскую землю хочешь рассказать? Да, ты что Ибн рассказывал? Аббас был прав? Ибн Аббас был прав? Ибн Аббас гигант. Хотя бы ты поднимаешь Ибн Аббас за авторитет. Ну там разногласия.
Я не Нет, знаю. Ибн Аббасе нету разногласий. Я в общем говорю. Ибн Насчет Аббас плоской это земли? легенда. Ну, мне без разницы, Легенда. какая она, плоская, круглая, мне вообще без разницы. Ну, просто Коран говорит, что он доказывает, Ибн Аббас, что в Коране написано на плоском. Там споры есть. Там нету споров. До 16 века все говорили, что Земля плоская. И даже есть сейчас нынешние шейхи, которые говорят, что Земля плоская. Кто верит, что Земля круглая, он кафир. Да, Кафир. вчера шеф сказал. Это, ты походу этого, да, фанат? Того Как самого. этого звали? Кто такфир выносит, Тот да, самый. да. Тот Мусульманин. самый. Нет, он пидор. Эй, не матерись. Тебе одно предупреждение. А так, Амир, когда плов сделаешь? Когда кто-нибудь дойдет до края земли. Тогда Они плова Амир сегодня найдем. говорят. истинный христианин, умеет готовить плов. Что бы не сделать, да? Да, он мусульманам готовит же. Антихадис, это не септембр, И, вот этот. да это он не сентябрь, это есть же один там пацанчик. Амир, ты же плов только на их похороны, да, готовишь? Да, конечно. Когда уничтожаю их аргументы, потом готовлю я. Каждый день. Какие аргументы? О чем ты? У вас же Иди нет дальше, аргументов, я их иди дальше уничтожаю. шаурмичная работа в Москве, мигрант. Да. Ну, зато чем больше ты зарабатываю, прикинь. Не открывай этому дурачку микрофон. Эти Да, движения не надо, как разговаривали бы здесь. люди. Приходит как свинья разговаривать, ну, без уважения, без ничего. Сидим здесь спокойно Я разговариваем. Заходишь сюда, вообще вот ко всем людям хорошо отношусь, кроме тех людей, Слава которые Богу, брат. поступают несправедливо. Слава Богу. Живи как. Мне претензий к вам нет. Если ты мне спрашиваешь, Вот. Дамир, почему ты антихрист, почему ты христианин, я тебе скажу, вот я полюбил учение Христа. Все, я скажу, это есть истина. Вот и все. Мне скажут, Дамир, почему ты, что ты скажешь про мусульман? Я скажу, как моя вера говорит. Эта религия является заблудшей. Все. Я в моих высказываниях, вот все меня знают, я нигде пытаюсь не оскорблять. Тот самый очень редких случаях ты увидишь, что если я бы пророка вашего оскорблю. Это тогда, когда мне начинают вот эти разные вот эти Да, салафиты мне все заходить и равно. говорить, да, салафиты заходить и разные вот эти движения говорить мне, как его. Я люблю разговаривать и показывать, как хадисы противоречат хадисам, как хадисы противоречат Корану, как ученые между собой спорят о иснаде, как один говорит так, как один говорит так. Почему шарх говорит так, а потом вот так, понимаешь, вот такие движения. А мне все равно на Мухаммада. Я к нему отношусь ровно так же, как и к Аврааму, к Иосифу. Типа, мне Так, как-то... подожди, не понял, он для тебя Я же не... пророк Я... является, правильно? Для меня он посланник, не пророк. Посланник. Не пророк, а посланник. Ну, обычный человек, Я не знаю, который... я не знаю, как корамиты, но просто я не знаю, поэтому не могу ничего про вас сказать. Я больше каждый день я читаю суннитские хадисы и все, да. Я даже не обижаюсь, когда кто-то оскорбляет Бога или Аллаха, допустим. Я просто молча слушаю. Ну, потому что Бог сам себя может защитить, когда он нуждался во мне. Бог потерян, конечно. Вот этого я не понимаю, да, когда кто-то говорит про Мухаммада. Не, про Аллаха это ничего. Когда говоришь про Мухаммада, вот это. Они выше Мухаммада ставят и что-то отомстят, хотят что-то говорить, хотят. Вот такие ревности есть у нас для человека, прикиньте.
а про Аллаха они ничего не говорят. А там в Вот Коране Аллах есть сам не аят. может спасти. Вот этого я не понимаю. А там в Коране есть аят, где говорится, когда говорят о Боге, их сердца сжимаются, но когда говорят о ниже того, кто есть Бог, о творении Бога, то люди радуются этому. Так что они Мухаммада взяли Бога вместо настоящего Бога. Интересно. Я всегда этого говорил, я всегда вот это говорил. Я говорил им, почему вот, например, один чеченец, да, отрубил голову, когда вот маленький был в институте, да, который, ну, маленький был, который карикатуру написал, вот это учитель, про меня, вот этот уроки, да, и он там ударили, отрубил голову, так написано, да? Вы знаете, да, об эту историю, которую я говорю? Да. Да. И он за это мусульмане его хвалят, да, например, хвалят. Я вот смотрю там, не за Аллаха, только за пророка он так сделал, прикиньте. И этот человек, как может этот человек попасть в рай за этот? Я не понимаю. Рай, Вы же рай знаете, да, что это, когда дискотека, что ли, который можно даже алкаши там туда заходить? Я вот этого не понимаю, да? вот недавно, года Потому что ты 4 назад, да? лохчий, потому что ты чурка, обыкновенный вы лохчий. Вот этот, как может в рай попасть, вот этот человек, я вообще непонятно. Мне вообще непонятно. Вот такие люди, как может попасть? Когда Коран сжигают же в некоторых странах, как демонстрация, а мусульмане Да. выходят и начинают убивать других людей. Ни за что. Я вот вообще не поддерживаю такое. Ну, это Коран смотри, сожгли когда и они сожгли. убивают, смотри, это когда они убивают, это ради книжки они убивают? Ради какой-то книги убивают. Вот Где Бог в вот эти Коране люди, говорит, что как ради книги могут убивать? попасть в рай? Вот скажи мне, как они могут попасть в рай? Да, я как не понимаю. Вообще непонятно, да, вот этот случай. И вчера вот здесь, например, одному человеку угрожают, что ради Аллаха я тебя отрубу голову, да? Я вот не понимаю, почему ради Аллаха ты отрубаешь голову? Что, Аллаху это нужно, что ли, что вы кого-то убивали, я говорю? Понимаешь, в чем смысл идет? Как этот человек, убийца, может попасть в рай? Вот этого я не понимаю, да? Вообще, как будто смысла нету на этом жизни. Только убивать, убивать, убивать. Они думают, что в рай попадут же как раз таки из-за того, что убьют какого-то Да, неверующего. вот я одному мусульману вчера вот этот вопрос задал, я сказал, а у вас есть путь в раю, да, я говорю. Ну, я мусульманин, я знаю, что только через джихад, говорит, прикинь. Он там Он только через джихад истинный путь нашел в рай. А христианстве только самый через быстрый путь нашел, наверное. только через крещение, да, например, и только через Иисус, потому что там Иисус говорит, вы попадете через меня, моему Отцу, да, понимаешь, в чем смысл там идет? А здесь через джихада. Я не думаю, что Аллах хочет, чтобы вы умерли таким образом. Вот это я думаю, что Бог это вообще любовь, а не У злость, нас понимаете? в Коране написано, что люди в рай попадут через добрые деяния. Если добрые деяния перевесят их плохие деяния, то они попадут в рай. Да. Ну, Вот это в Коране написано про джихад, да, вот это вот тоже, мне кажется, вот
они не то поняли, понимаете, о чем я? Джихад для Джихад, меня... Вот, джихад в нет, Коране смотри, переводится как да-да, усилие. я знаешь, что такое, вот, понимаю, джихад, свое мнение скажу. Я думаю, что джихад это не идти воевать, да, никаким образом, не убить кого-то, да, не там взорваться. Я думаю, что это с верой твоего, вот сам себе, ты, ну, дерешься, да, понимаешь? Там написано ради Аллаха, вот, например, ты если Аллаха не понимаешь, ты должен понять, и каждый день сам себе вот этого дерешься внутри себя. Понимаешь, в чем смысл идет? Да-да, то, Вот что это, бороться с например, самим джихад, собой. я думаю. Да, джихад Да, это усилия, прилагать усилия развития на пути Бога, а не ну убивать. да, вот это джихад, я думаю. Даже здесь, и то здесь я понимаю вот это слово. Не понимаю, почему вот это сунниты не понимают этого. А суннитам, короче, мозги промыли, и они теперь думают, что они истину знают, а Не, другие ошибаются. да, конечно, это конечно. Я думаю, что их обманули. Я представляю Не, потом, когда они придут к Богу, и окажется, что это не так, как они представляли. да, и смотри, даже вот если вот, ладно, вы думаете, вот в Коране, да, своем, Иисус, что пророк там, и там, вот, например, в Библии написано, что придут люди и будет люди, которые будут убивать вас. Они думают, что ради, ну, ради отца моего. Понимаешь, в чем там смысл идет? Но я не христианин полный. Просто я вот такие слухи, когда слушаю, вот Коран вот противоречит на это все. Понимаешь, в чем смысл? Он пророчество делает, что придут люди и будут убивать вас. Они думают, что это от Бога они убивают. Понимаешь? Вот так смысл идет. Ну, Да, это они же же вот... еще это говорят, когда конец света наступит, придет кто? Мухаммад или как его звали вот этого Махди. Махди, да, и убьет вот этого Даджала и верующих, вроде христиан тоже убьют, потом останется мусульманство, вот типа такого. А почему судный день тогда нужен? Я не понимаю, если только мусульманство оставится. Вот это тоже интересно. Вообще непонятно. Я глубоко иду, вопрос задаю, никто не может ответить, например, мне. Я говорю, если будет на этом земле все хорошо, почему судный день нужен? Я вот этого не понимаю, да? А чё бы тогда сразу хорошие эти не сделать, да? Зачем судный день? Да, конечно. А почему тогда сразу хорошее не делать, если в конце будет все хорошо? Что смысл, я не понимаю, да? Я вот вчера разговаривал одному христианином, у меня есть там, ну, хороший вот разговорчик, да. Мы с ним общались вот про ад, например. Я вот как духовный человек, если духовный, понимаешь, ад для меня на этой земле. Понимаешь? Вот ад, мы сейчас в аду, мы мучение, мы когда боль даже чувствуем, понимаешь, о чем я? Вот для меня ад здесь сейчас. И мы Это испытываемся здесь, интересно. прикинь? Это интересное понимание ада. То, что мы сейчас живем, это ад. Я тоже Конечно, потому что, задумываюсь иногда на это. ну, смотри, потому что вот ад, я говорю, вот, вчера я разговаривал с ним, да, я говорю, вот аду что есть? Вот в христианстве написано там змеи, да, такие вещи, да, например, а мусульманство, я говорю, зачем ад, который нужен, вот на этом земле тоже же есть же вот эти штуки, понимаешь? Например, змея есть, он укусит тебя, ты станешь больным. Змея есть, он укусит, ты умрешь даже, понимаешь, в чем смысл идет? Вот такие Согласен. мучения даже на этом земле есть. Зачем сам ад? Мы мучаемся.
Не, мне еще А это больше интересно, бесконечный зачем... огонь, знаешь что, вот бесконечный огонь, это что такое? Бесконечный огонь, вот на моем понимании, да, мы как умираем, наш дух не умирает, наше тело умирает, но мы еще рождаемся. Мы мучаемся до того, который мы не осознаем Бога. Вот, например, на этом жизни осознал Бога, и я думаю, что я 1000 раз там умер и рождался, прикинь. Ну, понимаешь, да, меня? Я мучаюсь 1000 лет уже, Да-да. например. Но истинный Бог я нахожусь сейчас, например, да. А когда я умру, меня заберет вот дом моего. Ну, когда мы созданы были Адамом, когда в раю был, правильно? И вот это мне бесконечные мучения, потому что там вот понимание ада вот в исламе, когда огонь, ты мучаешься, да, когда у тебя мучение будет, ты каждый раз перерождается, понимаешь? Чтобы мучение понимать. Я согласен. Например, ты Зачем если очень... Богу сжигать Что? людей, да? Нет, Зачем Богу вот это сжигать надо, людей, да? смотри, вот это вещи надо понимать духовно, понимаешь, о чем я? Вот, например, я Да, понял, да, что я и на этом понимаю. земле ад, потому что мне сказали, один человек, но это умный человек или тупой, не знаю, но он сказал мне, что такое ад. Я говорю, что такое ад? Он говорит, ад слово, что такое? Ад из Адама. Например, Адам, когда вот грешил, его выгнали, да, и там мы уже, я сказал, вот на этом месте Бог нас уже отвыгнал, понимаешь? Вот есть вот это ад. Это Вот это и интересно. надо вот этот судный день теперь разобраться. Потому что по-исламски, если останется только мусульмане, зачем судный день делать? Вот этого я не понимаю. Вы знаете то, что корониты очень близко и христианам очень близки. Да, Пониманию вот, многих вещей очень близки. вот вы сказали Дамира, да, вот Дамир Котта, да, вы сказали вот этот человек. Я Да-да-да. ему вопрос задал. Если тебе я скажу христианство или там, да, иудаизм принять, ты примешь, говорю? Конечно приму, говорит. Знаешь почему? Но я приму Почему? их, но религию не приму все равно книгу могу принять, потому что вся книга один, говорит, от Бога. Я могу стать Да, я христианином, согласен. говорит, прикинь. Ой, он говорит, я могу стать христианином. Он не отказывается, потому что он знает, что истина есть один Бог у всех. Просто вот эта религия разная, просто говорит. Он говорит, что я могу принять христианство, я могу стать иудеем, говорит. Я говорю, ты сейчас не мусульманин, говорит, я могу быть не мусульманином, но мусульманин это слово просто покорный вот этого Аллаха, понимаешь? Единому Аллаху. Вот поэтому меня называют мусульманином. А так говорит, я вот религиозным человеку, да, суннитам, шиитам, я кафир, говорит, прикинь. Для них я кафир, говорит. Вот это Дамир мне очень-очень хорошо вот объяснил вот эту вещь, потому что для него все религии один. И вот все книги, понимаешь? Он понимает всю Да, книгу один, буквально все. Но вот этого я вещи не тоже понимаю. понимаю так. Когда он говорит, что ангелы не существуют, да, такие вещи говорит, да. Вот этого я не понимаю. Он откуда взял, что там написаны все ангелы, и даже имя написано. Нет, просто ты нашел истину в другом. Допустим, люди находят истину, ну, бывает, не в исламе находят истину, бывает в других в религии течений там находят истину. Это не надо говорить, что кафир, не кафир. Нельзя так говорить. Ну, смотри, Али, смотри, ну, есть такие люди, которые говорят друг другу, вот кафир. Вот Раббани был. Раббани здесь такфир внес вот суннитам. Он сказал, вот я смеялся, да, в то время. Он сказал, что вот, Абу Али, ты суннит, да, ты заблудишься, ты кафир, говорит, прикинь. Я говорю ему, Абу Али говорит ему, это ты кафир, говорит. Он такфир вносит друг другу, прикинь. Не, бывает так, что человек в исламе, он выходит из ислама, допустим, да, он нашел истину в другом направлении вообще. Из-за Да. этого он не становится врагом. Врагом он становится тогда, когда, если он ведет пропаганду. Вот это уже плохо, да, конечно, будет, и ислам тоже будет против него.
Это во всех религиях, я думаю, так есть. Ну вот, Али, смотри, вот, Огонек, смотри, у меня есть вот это мнение даже. Иисус говорит, ну, вот, например, вот эту вещь, да? Когда вас бьют на левый, вы, ну, тянете правый, да? Такие вещи есть, когда доброта идет, да, оттуда, да? Вот это смысл. Когда вот, например, я как думаю, чтобы попасть в рай, когда мне нож кто-то вот затыкает, да, хочет убить, я должен понять, что это от Бога, понимаешь? И принять это, а не вот противоречие не делать ему, чтобы он меня там, когда убивает, я должен принять и сказать, что это от Бога, понимаешь? Он хочет меня освободить от этого земли. Если ты на эту веру будешь верить, ты будешь ближе к Богу. Если нет, и будешь противоречить, да, противоречить ему, который убивает тебя, и будешь его убивать, это ты отталкиваешься от Бога. Ты понимаешь меня сейчас? Вот такие Да, смыслы я понимаю согласен. вот так. Лучше умереть от кого-то, кто нож Да, да. воткнет в тебя, чем И нежели ты в него. вот мусульманское, вот это око за око, я вот этого не согласен. Почему? Потому что если, да, например, кто-то тебя нападает, это злость тебя нападает, ты не должен... Это же проклятая земля. Мы же все знаем, что эта земля была проклятая. Зачем оставаться на этой земле проклятой, когда тебя вот эта злость хочет убить? Ты просто должен вот этому верить, что это от Бога. Потому что если ты прав, кого убивают люди? Потому что хорошего люди убивают. И понимаешь, и, которые ты веришь, его люди убивают, ну, религиозного, понимаешь? Вот сейчас Индонезия, вот, например, Индонезия там, вот это как Бразилия, или я не знаю, вот этого, сейчас мусульмане убивают вот этого хинды, да, вот, они сейчас вот это убивают. Людей убивают, там, зажигают наживо. Вот теперь смотри, как можно понять, что это хорошая религия из них? Вот видишь, они мусульмане, убивают людей. Я Мы думаю, я как не вот... поддерживаем мусульманов. Не, я вот думаю, вот посторонний человек, я думаю, что вот этот человек, их Бог очень злой. Понимаешь, в чем смысл? Мусульманский бог злой. Конечно, а сейчас мусульмане сжигают там, фото отправляют, тебя отправят вот эти вещи. И хотя вот сестры вы говорите, да, они даже убивают людей там. Это что такое? И Мусульманский, мусульмане убивают, да, мусульмане? нет, не мусульманский бог злой, а люди злые. Ну вот смотри, они же откуда берет вот это же из непонимания Корана, понимаешь? Да, по своей Они глупости оттуда они так берут. Вот, например, Нет, ты не Иране прав, не сейчас... прав. Ты не прав. Из Корана не могут брать. Не, но из понимания вот этой религии, ладно, не из Корана, но хадиситы там, да, хадисы, Ага. вот из Корана, вот, например, Али, ты говоришь, ты не прав, когда вот убили вот в Чечне вот этого церква, у двери какие аяты написали, чтобы ты понял? Это ваххабистские, салафитские движения. Это Ну, совсем к понимаешь, исламу не они подходит откуда никак. берут вот эти вещи, Али, они откуда берут? Как откуда? Это идеология, их идеология. Это, Ну, из в их идеологии Корана это закон. непонимание берет, они, понимаешь? Это их идеология. Ну, Это их не закон. видишь, Воевать. есть? Воевать, Ну, они сражаться, же... сражаться, и А сражаться. почему Это аят их не... написали туда тогда, не хадис? Они могут много чего приписывать. Много Ну, чего можно видишь, приписать. я же говорю, Ну, просто из непонимания, вот, например. вот, Ви- допустим, ваххабистские идеологии сражаться, неважно с кем, хоть с мусульманином, хоть не мусульманином, без разницы, то главное сражаться, не останавливаться, все. Вот посмотри, вот H313, там ролик есть еще 10 лет назад, бывший салафит Ну, рассказывает их. Али, ну, пойми, они хотят сделать ханифат. Итого, понимаешь? Итого они хотят сделать ханифат. И ты для них кафир. Вот ты, например, для них кафир. Да, я знаю, я Потому, знаю.
Ну да, поэтому, потому что ты не действуешь против нас, понимаешь? Вот это и есть идеология у них. Ладно, братья Я, мои, Это очень мир сложная вам. идеология. не, Это Али, я очень знаю сложная даже вот идеология. узбекского друга, он не друг был, но друга, да, например. Он пошел этому, в Сурию, да, там Мгм. террористы его убили. Прикинь, у них есть закон, оказывается, они не приняли его, потому что его Да, задали есть какой-то такое, вопрос, да. если не принимают, они убивают его, прикинь. Да, есть такой тоже. У них есть такой закон. Сами себе придумали. Я же говорю, вообще тупизм какой-то. Но это то, что ты говоришь, это все, это идеология вот ваххабизма. Это все, что ты говоришь, это все и зло идет оттуда всего. Ну, тогда, друг мой, когда вы говорите и гордитесь, когда вы становитесь 2 миллиарда мусульман, прикиньте, ваша половина из них, вот это все ЛГБТшники мусульманки, трансгендеры мусульманки и вот это террористы, прикинь. Ты Вы, знаешь, что когда говорите, Коран что 2 миллиарда порицает становимся, вы большинство. гордитесь с ними, прикинь. Коран порицает большинство. Но ты же говоришь, не, смотри, там, я знаю, что из них очень много, вот, например, сейчас убивают мусульмане индусов, да, там, убивают всех. Вот это из всех блогов, вы не считаете их мусульманами сейчас, правильно? Кого? Вот это все, которые убивают людей. Мусульмане, которые убивают? Да, мусульмане, которые убивают индусов. Неправильно, конечно, они поступают. Но вы не считаете, что вот неправильные, вы не считаете, что они мусульмане, потому что когда вот рейтинг вы считаете 2 миллиарда, они внутри вот этого рейтинга, понимаешь, в чем смысл идет? Не понимаю. Вот, смотри, Салам алейкум. вы гордитесь, что у вас 2 миллиарда мусульман, да, например, да? Да, например, да. Ага. Да. Вот они тоже внутри у вас, вот это 2 миллиарда, понимаешь? Это те, которые убивают, да? Да, и трансгендеры там. И все вот эти А да. геи, которые мусульмане, бача-базы, все там. Прикинь? Ну как? Ну, мусульмане просто название, да, может быть. А так, Да. по факту, Ну, ваши из 2 шейхи миллиардов, говорят, что из мы 2 становимся миллиардов, много, мы если... становимся 2 миллиарда. Но когда вот 2 миллиарда говорят, ну же, внутри из них вот бача-базы есть, трансгендеры, геи, которые приняли. Мы видим, что даже в Мекке идет вот это трансгендер. Я вчера видел видео даже, она там видео снимает, тупые там есть в Мекке. Вот это все вы говорите, что они тоже мусульмане. И вот это террористы. Понимаешь, в чем смысл идет? Джамал, салам алейкум. Братишка, как дела? Валейкум ассалам. Джамал, Хорошо, все. почему ты все время однобоко говоришь? Везде убивают все. В прошлом году индусы убили столько христиан в Индии, да? Сжигали, Да, насиловали этих женщин, вот, хотя они да. одной национальности, язык один, происхождение одно, просто одни христиане, другие индусы. Везде убивают, где большинство убивает меньшинство. Это не только мусульман касается. Евреи убивают палестинцев. Понимаешь, почему вы постоянно в одну сторону, вот в одну сторону? Нет, Если вы смотри, Кадырбек, честны, обсуждайте полчаса этих, полчаса других, еще полчаса потом третьих. но больше у вас будет же все равно. СМИ все работает для того, чтобы уничтожить мусульман. СМИ все это работает, показывают, вот, раздувают. Это можно просто уже человек 21 века может просто размышлять над Кадырбек, этим. индусы, когда убивают, что говорят там? Разница, что говорят, убивают же, убивают и все. Нет, подожди, есть разница. Они говорят, вот, например, когда убивают, ради Будды. Вот так говорят они?
язык не понимают, там перевода не было, Ну, но они смотри, но насиловали женщин. прекрасно я понимаю, когда вот это ваши там хиджабы, сестры, да, убивают вот это индусов, убивают вот это ваши ребята, зажигают его заживо, и они умирают там. Ты видел это видео, я знаю. Они говорят Аллах Акбар. Ради Аллаха. Смысл, понимаешь, в чем смысл? Аллах же не приказывает им убивать, правильно? Ну, они, они же понимают это, что Аллах, ради Аллаха идет. Они же понимают, что после этого тоже в рай попадут. Понимаешь, в Ну, чем смысл? это сейчас, Джамал, да, я тебе объясню. Ну, это пропаганда. Это пропаганда. Это, понимаешь? Кадырбек, вот Россия, даже вот вчера террористы, что сделали ради Аллаха? Вчера было. Ну, а В ты вот тюрьме. знаешь, что в России вот этим узбекским рабочим это, деньги не платили, выкидывали с 10-го этажа вот эти Да, работодатели. Они что, да. не убивают, что ли? Тоже убивают. Ну, они же говорят, когда убивают ради Иисуса, там, ради чем-то. Какая разница, убийца есть убийца, хоть ради Разница кого большая, убивать. понимаешь? Разница большая. Разница очень большая. Они грешники просто, не понимают. Они, может быть, атеисты, понимаешь, в чем смысл? А вы, когда говорите ради Аллаха, вы считаетесь мусульманином, понимаешь? Вот в чем смысл. И приходится вам отвечать за них. Кто ни за кого не отвечает. Не Ну, все Кадырбек, мусульмане убийцы. Не все Кадырбек, мусульмане убийцы. Ты не приобобщай. Ты говори ты салафиты смотри, или там Кадырбек, ты еще не можешь кто-то. сейчас отрицать это. Ты не можешь отходить от этого, понимаешь? Ты не можешь. У тебя есть все, что Почему есть. не могу? Почему не У могу? тебя Надо есть все, что говорить есть. индивидуально. Индивидуально надо говорить, кто убийца, какой мусульманин, как его зовут, а ты один мусульманин там взорвал что-то, ты на всех 2 миллиарда мусульмане виноваты. И что вот Я, Путин, блядь, бомбит нас. Что, все русские виноваты, что ли? Среди них же есть же, которые любят мир. но они же не говорят, что ради Путина, да, правильно? Есть своя идеология, понимаешь? Это идейные люди, это их мозги промыли. Они, Смотри, ну, есть такие люди, смотри. которые отрицают это. Смотри. Подожди, вот этого надо понять. Есть религиозные вещи, и есть вот такие обычные вещи есть. Понимаешь, о чем я говорю? Разные они вещи. Ты не путай этого. Ты путаешь сейчас обычные убийцы вот этого убийцы. Есть ради Аллаха убивающие. Понимаешь, что смысл? Ради Бога кто-то убивает. Какой Жертву разницы нет? кто-то. Никакой разницы нету. Убил человека, виноват. Ты ради Аллаха убиваешь, ради Путина убиваешь, разницы никакой нету. Ты преступник и все. Когда ты человека убиваешь, например, я не религиозный человек, да, я когда человека убиваю, я, например, атеист, я Бога не верю, да, я не знаю, после смерти я знаю, что я буду гореть. Они знают, что за это попадут в рай. Почему разницы нету, ты говоришь сейчас мне вот здесь врешь? Интересно, Джамал, тебе голову дали, вот тебе сейчас скажут, возьми автомат, убивай неверно. Ты пойдешь, скажи? Если Не я не пойдешь? религиозный атеизм человек, Нет, конечно, я даже пойду. Я если, же атеист. нет, даже если ты суннит, да, тебе скажут, вот, на автомат в рай попадешь. Ты же все равно думаешь, у тебя же голова есть, ты Не, скажешь, как я почему? могу попасть в рай? Подожди. Если против у меня, смотри. В исламе только через джихад можно в рай попасть. Смотри. Только джихад сразу попасть. Если я не верующий, если я вот, например, мусульманин суннит, да, и я читаю, что в исламе просто вот через джихад можно попасть в рай, или через шахидом будет попасть в рай. И, конечно, я пойду, если я буду в исламе. Ты чего? Я тебя считаю мусульманином, да, но я не пойду, например, Ну ты убивать же, кого-то, потому что подожди, тебя же не считают мусульманин людей. Люди тебя же не считают мусульманином. Ты же обычный корень, который заблудший человек.
Не, я не заблудший человек, я И ты, мусульманин. когда будешь убивать кого-то, ты не говоришь, что там ради Аллаха. Ты знаешь, потому что это что неправильно. Вот в чем смысл идет. Я не говорю, что 2 миллиарда там. Я говорю, из них часть, вот такие люди есть, говорю. Понимаешь, в чем смысл идет? Понял, но ты не можешь приобщать тех убийц к нам, которые мы не убиваем людей. Ты конкретно говори, в Индонезии или где-то там убили там какие-то мусульмане, но ты не можешь 2 миллиарда туда запихать, понимаешь? Это не имеешь права. Тогда мы будем Кадырбек, весь когда я мир 2 убийца. миллиарда туда запахну сейчас? Но ты только что говоришь, что это от всех ты говоришь. Не все же мусульмане такие. Ты должен Когда я индивидуально сказал от говорить. всех? Вот я, Али меня понял сейчас, понимаешь? Потому что я ему сказал, есть 2 миллиарда, когда вы говорите, что 2 миллиарда есть, но есть части, которые недостойны быть мусульманином, я говорю. Вы их не считаете мусульманами, но вы пихаете его на 2 миллиарда, говорю. Наоборот. Часть вашего бережу, которые есть хорошие мусульмане. Понимаешь, в чем смысл идет здесь? Ты не можешь сейчас мне что-то говорить, который я правильно говорю сейчас. Я как ты говорю, просто Говоришь ты не это. понял это. Нет, ты говоришь про каких-то индусских мусульман, которых я Да. вообще знать-то не знаю. Вот, ну, смотри, когда вы говорите, что нас стало 2 миллиарда, но они же тоже ходят на 2 миллиарда внутри. Делать. И что ты предлагаешь? Вот Ты поэтому конкретно, говорю, вот не надо вам ты вот говорить, что... смотри, я что предлагаю? Не надо вам говорить, что... Я каждый раз, ваш имам даже сказал, узбекский, не надо говорить, что вы 2 миллиарда становитесь там рейтинги, да? Потому что внутри у вас есть даже террористы, у вас есть даже трансгендеры, у вас есть даже... Вы считаете их мусульманами все, я говорю, вот это люди, говорю. Если ты хороший человек, когда он что-то делает, вот ты вот сейчас задумайся, если он что-то делает, да, например, вы будете виноваты за них, потому что все будут отвечать за них, потому что вы считаете их мусульманином, говорю. Ты смысл понимаешь? Я не говорю, что это ты. Я говорю, вот эти шейхи Нет, есть, которые говорят... я тебе говорю, никто ни за кого не отвечает. Если он больной человек, да, психически, да, он пойдет убивать, но за это я не отвечаю. И я не Но... говорю, что он мусульманин, понимаешь? Это Не, психически больные люди. смотри, да, и бывает психи один человек даже, да, ну, у вас это миллиард почти. У вас, Понимаешь, в чем смысл идет? И они думают, что через это только попадет в рай. Прикинь? И поэтому, когда говорят ради Аллаха, вот они думают, что через это попадет в рай. Вот это Мухаммад вообще, что он делает? Я об этом просто говорю, ребята. Я не говорю, что все плохие там, да, не понимают. Вот я коранит уважаю, потому что они все вот эти вещи думают по-другому. Понимаешь? Например, джихад, да, я думаю, что вы думаете, как я. Вот поэтому я говорю, что вы пусть останется. Ваша вот идеология, даже христианство идет, прикинь. Вместе с христианином вы одинаковые почти. Для меня лично, для моего мнения. Ваше понимание, буквально все вот это. Я же говорю, это хорошо. Но есть люди, которые другие секты идут. Джамал, подожди, среди христиан есть тоже свои кораниты. Среди христиан, ну, это не по Корану, а библииты, можно сказать, или евангелиты, как он. Среди христиан есть тоже такие. Да, Только есть. их мало. Только их мало, но мы уже некоторых знаем, познакомились. Ну, и Кадырбек, я же говорю, Очень что вы хорошие люди. в правильном пути. Я же не говорю, что вы неправильно. Для меня вы правильным пути идете. Для меня лично. Я никогда не говорю, что корни там такие. Если кто-то говорит, да, я могу говорить, да, через вот суннитов или шиитов, да, в глазах вы заблудший человек. Я это понимаю для них, но для меня лично как здесь. Вы не заблудшие, потому что у вас нет злости, понимаешь, в чем смысл идет. А других есть злость, око. У вас нету такого око за око. Я думаю, никогда Бог бы не сказал убить кого-то, понимаешь? У меня Бог такой.
Он только любящий Бог. Злость нету. Он не создавал злость. От любви пришел злость. Понимаешь, о чем я? От ревности к Богу просто приходит злость. А здесь, здесь вот люди, даже, как тебе сказать, не ради Бога, они думают, вот Иисус, вот пророчество есть у него, я же сказал, вот это пророчество, да? Будет люди будут такие убивать вас, говорит. Они думают, что они от Бога это делают, прикинь? Это пророчество один. Мы видим, какие люди они сейчас. Вот задумайтесь над этим. Он ушел. Кадырбек, ты здесь? А он ушел. Вот поэтому задумайтесь. Али, как ты думаешь? Мухаммад, ты кого-то будешь оскорблять или что-то будешь делать, ты попадешь в рай или нет? Скажи мне по-братски, да? Так говори. Не надо поднимать руку. Ты говори, я пойму. Всех приветствую. О, салам алейкум, Иван. Ассалам алейкум. Сегодня я читал один аят и к нему тафсир. Вот что интересно, тафсире на суру 17, аят 33 пишет то, что вот он передает сначала так, от Ибн Аббаса, то, что здесь написано о корабельных канатах, а потом от самого же Ибн Аббаса передает, что здесь речь подобны кускам меди. Так мне интересно, о чем же здесь? О корабельных канатах, о кусках меди, или же, как сейчас вот, например, у Кулиева переведено, или у других, как будто это желтые верблюды. То есть кто прав из них, непонятно. Здесь мусульмане нет тоже, чтобы ответить. Кадырбек здесь был, но он тоже коронит, он тоже не ответит. А вот это, Сматулла может ответить. Что его закрыл, а? Сматулла. Нет. А кто закрыл вот это Фатха Константина? Иван, ты закрыл? Нет, я никого не закрывал. Его открыли, он что-то сразу. И еще раз повторяю, самый большой джихад – это джихад первый вообще. Джихад – это самим собой со своими грехами, это раз. Во-вторых, подойди, Чурка, подойди. Тебе другой вопрос задаю. Подойди, Чурка, смотри. Убийцы, да, 6 миллиардов. 6, это вы, чурки, да, все 6 миллиардов, да. Кроме мусульман, убийцы. Вы устраиваете мировые войны. Убийство, да, террористы, вы как раз. А ты что делаешь? Заткнись. Вот как раз от таких мразей, как ты, будем очищать этот мир.
вот видишь, А ты кто таких такой? тварей, как ты не любишь. Ты сам Ты призываешь к хуже джихаду. животного. К Ты джихаду сейчас обыкновенно призвал. чмо, чурка. Как? Видишь, Иван, я был прав. Вот видишь, вот они говорят, что они правы, а другие неправы, прикинь? Если мы говорим правду, для них мы нечисть, прикинь? Они думают, что они правы говорят. И они говорят, что это мой Бог Сам. сказал, что надо очищать тебя от правды. Если я правду говорю, ты будешь очищать. Я же буду прав. Ты тупой сейчас, этот Сам. Фатах. Самое забавное то, что они пытаются доказать, что джихад – это просто борьба с собственными грехами, да? Да. А потом в порыве уже говорят, что надо вас всех там убить, очистить землю от таких людей. Мне кажется, вот когда они вот так объясняют, что джихад там борьба с собственными грехами, они используют как раз такой такию, да, обманывают людей. Хотя на самом деле они внутри себя понимают, что они хотят уничтожить там кафиров. Я же говорю, вот, видишь, сразу говорю, от таких, как ты. А может, я правду говорю? Если я правду говорю, почему меня ты хочешь очистить? Я не понимаю, да, вот это. Кто говорит это тебе? Я вот этого не понимаю. А если я правду говорю, значит, злость вверх уходит, а правда уходит в рай. Вот в чем смысл, понимаете? А злость остается на этом проклятом земле. Прикиньте. Просто вот это... Но злость почему-то мы, да, которые хотим жить мирно, а не они, которые хотят всех убивать. Если, смотрите, а давайте так, если, ладно, они не хотят с нами жить, ну тогда умрите, сами себя убивайте. Зачем вы тогда нас убивать, если мы и так на проклятой жизни, прикинь? Правильно? Зачем вам оставаться на этой проклятой жизни? В рай попадут, там не будет кафиров. Да, вы будете кайфовать там. Конечно. А мы остаемся, вот как говорится, в аду, например, здесь, на проклятой земле. Правильно, Иван? Пусть будет так для вас. Вы идите в рай. Но вы убиваете сами себя, а не другие. Я же говорю, что-то непонятно. Вот действия непонятно из них. Давай откроем. Мухаммад, просто давай, Не без будет оскорблений, по-вашему, Мухаммад. не будет Мухаммад без по-вашему. По вашему оскорбления. хотению не будет ваши хотелки, да? Да. Откуда вы взялись? Нам кому-то условия ставить. Да. И мировые войны, крестовые походы, да, не мы, не Да. мусульмане устраивали, а вы. Сегодня Да. Украина, сегодня, Вот, да, да. везде не мусульмане, да, а наоборот, вы против мусульман Но и это против друг религиозная, друга. подожди, это религиозная война? Первая мировая война кто устроил? Мусульмане? Нет. Подожди, ты отвечаешь Вторую за войну, подожди, сегодняшнюю. заткнись. Ты же говоришь. Заткнись, помолчи. Чурка, да, Мухаммад, ты помолчи. же клевету делаешь Чурка, сейчас. помолчи, да, давай. Помолчи, Я посиди. говорю тебе, ты же клевету Чурка, делаешь. посиди. Я говорю тебе, ты же клевету делаешь. Чурка, посиди. Ну, я говорю тебе, клевету делаешь. Помолчи, чурка, да, помолчи. Мухаммед, клевету не помолчи, делай. пожалуйста. Чурка, помолчи. Иванушка, дурачок, Смотрите, тоже помолчи. Я что когда буду говорить, и интересно, потом что вы. По очереди. вот эти мировые войны случились тогда, когда как раз Русский наступила дурачок. эра постхристианства. Иванушка, Вот в Ваня, Европе. дурачок, То подожди. есть начали входить Ваня, христианские Иванушка, нравы дурачок, из подожди, я Европы. тебе еще раз говорю по очереди. Ну давай, доскажи свою мысль. Вот, смотри, Первую мировую войну,
ближайшие, да, вот, не будем там 200, 300, 500 тысяч лет, да, входить, да, в дебри. Вот 50-100 лет возьмем. Тебя не Да, слышно. я тебе об этом и говорю, что эти войны случились тогда, когда Европа начала переходить в эпоху постхристианства. Когда Ницше объявил смерть Бога, так, ну как он сказал это, тогда начало и вот эта вот концентрация плохих людей в определенном регионе. И все это и вылилось в Первую и Вторую мировую войну. И устроили это не христиане. Еще раз Тот же повторяю, Гитлер кто был устроил Первую язычником. мировую войну? Это мусульмане? Нет. Кто Вторую мировую войну? Мусульмане? Нет. Сколько конфликтов, да, столько вот. Я Вот тебе и сейчас говорю, ныне идет что в это Украине. Мусульмане? мусульмане Нет. и не христиане. Сколько Не крестовых мусульмане и походов, не да, христиане. против Запада, Рим, Ватикан устроил, да, один из крестовых походов против восточных, да, против тебя, твоих хозяев, Константинопольских, да, восточных Это христиан. религиозная война, Фатих. Это религиозная война. Разграбили Константинополь, вашу столицу. Не, Фатих, это Ну, религиозная всякое война. было, да, в истории. Ну, Кто смотри, урезал что мировое интересно, то, что сообщество, кто эти урезал? все люди не были Кто мотивированы урезал? Где какими-то словами мусульмане? Иисуса Это во Христа. имя Христа. Во имя Христа, во имя язычества, во имя Ну все, Кто демократии, давай сказал ты тебе, во сказал, имя Фатих? секуляризма, во ты имя сказал, дай другим империи. ответить. Кто Дай сказал, другим Вы, Фатих? ответить, помолчи сейчас, вы пожалуйста. твари, вообще, вы твари. Не даете сами твари и другие. А давай теперь другие скажут. Все, что ты приводишь, это пример нерелигиозных войн. Да. Можно только сказать, что крестовые походы как-то связаны были с религиозными какими-то целями. Но опять же, если углубиться, то там тоже политики очень много. Потому что только первый крестовый поход был мотивирован защитить христиан на Ближнем Востоке как раз-таки от мусульман. Потому что много поступало жалоб, что паломников в Иерусалим мусульмане грабили, убивали, насиловали. И поэтому созвали крестовый поход, чтобы Ну, Иван, это предотвратить тоже неправильно был, мусульманскую да? агрессию. Иван, Да. это И тоже что неправильно был, да? что самое важное и главное, то, что все эти конфликты, они не были мотивированы словами Иисуса Христа. Это просто вот люди по политическим причинам, в борьбе за землю, за власть, за золото, начали там с друг другом воевать. Эти первые, вторые мировые войны, где там религия? Там нету войны за религию. А в исламе, в исламской истории, мы видим всюду как раз-таки войны религиозные. Потому что в ту же Индию вы зачем пошли? Чтобы насадить ислам. Он не может ответить, он ушел. Вот зачем вы оскорбляете? Давай, если хочешь поговорить, вот, мирно поговори, да? Зачем вот такие вещи говорить? Если он будет сейчас нас оскорблять, да, это станет лучше, что ли? Я вот этого не понимаю. Он кого защищает? Он защищает Аллах. Что, Аллах сам не может защищать себя, что ли? Я вот этого не понимаю. Вот как я здесь говорю, да? Вот таких людей мы понимаем ислам, что это злость. А когда вот корейцев я слушаю, я понимаю, что это очень другое. Из этих людей, какой из них кафир теперь? Конечно, для меня вот этот Мухаммад вообще черт кафир. Вот этот, правый верный, Фатх же. Конечно, он для меня кафир, чем вот это Кадырбек или там Дамир Караните, вот такие. Даже Камаль Юлдаш не убивал никого, но он хочет убить кого-то. Да. Нам говорит за какие-то войны, за нашу
то, что мы там хоть злые, но при этом мы никогда не говорим там, мы тебя убьем, мы накажем там тебя. Но он говорит, я вас убью, да, вот это всю агрессию проливает на нас. Так и кто тут мирный, кто тут злой? Сам же своими словами опровергает себя самого. Из-за них я не мог спать сегодня. Вот. Смотрю здесь, что-то кто-то говорит. Не мог уйти, потому что надо было защищать чат. Это христианство надо было защищать. Я спал, а тут, О, здесь оказывается, интервью было. от 10 уже вот еще не закончился. Уже Но интервью сейчас пошел смотрю, там антитеррору. 30 человек почти. Наверное, во время интервью много было, да? 135 и выше было. 135 так около. Здесь, Ничего себе. Блин, да, жалко, что я спал, конечно. ну да, 135 человека было здесь. Про язычество, про христианство, про мусульманство, короче, все было. Антитеррор здесь был, Иван. Легенда здесь был, легенда. Надо посмотреть, что он там пишет у себя в группе. Ну да, он даже интервью записывал, сразу скинул. Блин, вот это огонек ушел, да, вот огонеком, когда я разговариваю, это не первый у меня, да. Вот этот человек, когда я вот этот огонек, я вопрос задавал здесь, не здесь был, а по легенде, да, когда он был. Этот человек говорил, я когда вот такой вопрос задал. Сатана мог бы религию создать и вот, например, вот Коран написать? Он сказал да. Вот поэтому я его, мое мнение, он утвердил, что да, потому что он тоже думает такие вещи, прикинь. Но он мусульманин, оказывается. Вот с ним разговаривать нормально, с вот такими людьми, да? Для меня, как христианина, очевидно, что ислам имеет какие-то вот сатанинские корни. Потому что, как писал еще Поликарп, это ученик апостола Иоанна, он пишет о том, что кто отвергает крест или крестную смерть, тот от дьявола. Потому что, отвергая распятие, человек не просто отвергает историческое событие, но он отвергает еще искупление. Да, потому А что, это важнее, чем просто исторический факт. За этим конечно, кроется как раз спасение человека. да, это правда. И на протяжении истории много людей, кто пытался отвергать распятие. Были там докеты, которые говорили, что нет, Иисус не был распят, потому что он не был в физическом теле. Он был как духовная личность, а следовательно, духовная личность не может быть подвергнута физическим каким-то пыткам. И поэтому они говорили, не распят.
А потом появились гностики, которые так же, как мусульмане, верили и говорили, что вместо Иисуса был распят там другой человек. Симон Кириньянин, они говорили, Иуду тоже упоминали. И тоже отвергали распятие и искупление. А потом явился Мухаммед. И ту же самую идею продвигал, что нет, не распяли, не убили, только показалось им. Это все истоки вот как раз такие гностические. А гностики кто были? Они были, по сути, многобожниками. У них мир создали ангелы. А есть еще плохой бог и хороший бог. Плохой бог – это как раз-таки бог Авраама, Исаака и Якова у них. Поэтому с ними церковь боролась, как с еретиками. И Мухаммед многое от них взял. Вот тоже историю о нераспятии, отвергая искупление, взял. Потом вот эти все истории о Исе, о том, что он лепил птичек, о том, что он говорил, будучи младенцем. Вот эта история в пустыне с пальмами и многие другие истории, которые появляются в Коране, они как раз встречаются в апокрифах, и многие из этих апокрифов гностические. Поэтому я считаю, что, возможно, даже Мухаммеда и обучали какие-то гностики, потому что мы по Корану видим, что многие идеи он от них перенял. Иван, вот вот здесь возникает вопрос. Вот и если здесь мусульмане, вот пусть ответит мне. А вот Мухаммад как учился, например, он же из Мекки или там из Медины, да? Никуда же не выходил же, так написано, да? Иван, как ты думаешь? Но он же был торговцем, сопровождал караваны. Я думаю, он много где бывал. Торговые пути, они распространялись на многие территории. Он был торговцем, что ли? Да, погонщик караванов. Блин, надо У него найти же, вот этого. по-моему, Откуда он вот узнал вот эти вещи, да? жена же была богатая, и она как Да. раз заведовала какой-то, ну, можно сказать, по-нашему торговой точкой. Ну да, А Хадиджа, потом она да, была торговлей, да, занималась. да. Богатая девушка. А Мухаммед потом все ее дела перенял и Вот, начал да. продолжать ее дело. Вот Все поэтому, да, рабы, он, имущество принял даже. да, наверняка он со многими вступал в контакт с торговцами. Но также, что важно, то, что на Ближний Восток отправляли еретиков, ну, как в ссылку. И как раз и гностиков туда, и нестериан, и ариан, и других еретиков туда отправляли. И поэтому жило много, ну, можно сказать, христиан, но еретического направления. Сегодня я один мусульманин разговариваю, я говорю, а может Мухаммад, ну, устный, да, он слушал и записал, ну, потом рассказал, и подумали, что это пророк, да, и говорю, этому узбекскому мусульманину. Он говорит, даже в Коране даже есть река написана, понимаешь? Океан написано там. Мухаммад он не знал, что такое река, океан. Откуда знал тогда и говорил там, говорит, прикинь. Я говорю, откуда ты тупой, говорю, почему в Медине, что, другие люди не приходили из других стран, я говорю. Они не говорили вот такие истории, говорю, например, да? Он сразу говорит, что нет, это Аллах ему сказал, что такое река есть какие-то. Ну, чушь какую-то. Объяснение. Так рядом с Саудовской Аравией, там же Индийский океан и Красное море. Поэтому наверняка он знал, что есть такое там. Были мореплаватели свои арабские, тоже многое, Да, наверное, скорее всего, рассказывали. Просто тут вопрос в том, был ли Мухаммед любопытным человеком. Я думаю, да, был.
И, скорее всего, он был поумнее многих мусульман современных. Интересовался, запоминал истории. Но что Он самое был важное, вообще умнее и философски очень мудрее. Понимаешь, о чем я? Он да, был очень умнее, мудрее. Просто и потом, чтобы ему поверили, он стал, ну, как бы персонажем, он сделал из себя вот такой глупеньким, да? мгм. Но этот человек был умнее. Да, и что тоже важно, а почему, если вот он, если применять такой аргумент, что как он мог знать там про океан, море, но это все было рядом. А почему Мухаммед не описал то, что было далеко? Например, про кенгуру не написал. Да, почему не запретил, например, кенгуру кушать или наоборот дозволил кенгуру? Ну, описал бы их как-нибудь там по-своему. Или какие-то там растения, еду другую. То, что не встречается именно в Аравии. И как часто любят задавать вопросы, а почему в Коране не упомянуты динозавры, например? Да, они вымерли задолго до Мухаммеда. Но если Мухаммеду там кто-то передавал информацию, кто живет вне времени, он должен был знать о динозаврах и рассказать Мухаммеду. Да, Но и конечно. другие, да, другую информацию не передал. Просто передал то, что, в принципе, вот в Аравии и так знали. Да, там истории о пророках, ну, знали же, потому что там иудеи, христиане жили, а и там раввины даже были. В самом Коране об этом написано, что с ним спорят. Говорят, что это сказки древних народов. Есть такое аят. Но если они говорят, что это сказки древних народов, значит, они слышали уже эти истории. Им кто-то рассказал, и Иван, они не поверили. смотри, один вещь не забываем, когда я вот мусульманский фильм видел, да, там был торговый путь, ты сказал, да, все вот это люди приходили к нему, понимаешь? Да. Христиане, там, безбожники, все. Ты так как Да, думаешь, в то время Библии не было, что ли? да, конечно, была. Не знаю, переведена была она на арабский или нет, но наверняка люди, которые были иудеями и христианами, они могли на арабском говорить. О том, что, ну как жить среди арабов и не говорить на арабском. То есть даже если они не переводили там Тору и Евангелие на арабский, они могли рассказать на арабском об этих книгах. И то, что мы видим в Коране, это, ну, можно сказать, устные пересказы. Потому что там нет каких-то деталей, да, там нет много имен. Что там, сколько там имен упомянут? Да вообще практически нету. Основные персонажи перечислены, там, Иса, Марьям, Муса и все. Да, там. А какой-то вот детали, да, углубления в эти истории, перечисления там населенных пунктов. Но то, что расскажет человек, который берет информацию непосредственно, например, от очевидцев или из каких-то исторических источников. А когда устно все это передают, то упускают как раз такие детали, упрощая историю. И в Коране мы видим, что многое просто упущено. Мы, например, по Корану не знаем, а где вообще проповедовал Иисус Христос, ну, Иса. Там не упомянуто ни Израиль, ни Палестина, ни Назарет, ни Вифлеем. По-моему, Египет только упомянут, да, и то в истории с Марьям, да, когда она ушла в пустыню, что сомнительно, как беременная женщина одна пойдет в пустыню. Зачем это ей? Также с историей Муса. Муса пришел к фараону. Да, если мы читаем Тору, то там видим перечисление населенных пунктов, перечисление каких-то имен. А в Коране нету ни каких-то населенных пунктов, по которым
ходили евреи, когда вышли из Египта. Ни с кем они контактировали, ничего такого. Это как раз свойственно устным пересказам. Я вот читал там насчет устных пересказов, и говорят, что устные пересказы чем отличаются от каких-то исторических описаний? Это тем, что они просто упрощаются. Упускают то, что сложно запомнить. А сложнее запомнить имена, названия, да, там конкретные какие-то даты или же привязать события к каким-то историческим фактам, по которым можно определить дату этого события. Например, в Евангелии написано, что Иисус был рожден при царствовании Августа или переписи Квириния, при Понтии Пилате было распят. И по другим источникам мы можем определить, когда эти люди правили, тоже Понтий Пилат, и тогда можем сказать, что значит распятие произошло в такое-то время. По Корану же такого мы не можем сказать, потому что все упущено, ничего не приведено. Все просто, это просто устные рассказы. Да, я согласен с тобой. У меня такое понимание. Да, и еще один хороший аргумент насчет устных рассказов, то, что в Коране передаются одни и те же истории, но по-разному. Например, когда Аллах является Мусе и просит его идти в Египет, это приводится в двух разных сурах. А если сравнить, вот эти вот истории, они отличаются, там нарушена хронология. Вот если, я уж сейчас не помню в деталях, видишь, детали я забыл. Это потому, что я устно сейчас пересказываю, не читаю, с книги. Но там отличается именно хронология сказанных слов. То есть вначале Муса говорит в одной суре первые слова, он говорит «я боюсь», а в другой суре первые слова он говорит по поводу брата. Я могу тоже путать, это надо открывать книги и уточнять. Но я примерно говорю, что хронология сказанных слов нарушена. Это как раз тоже свойственно устным пересказам, когда человек сначала одну историю рассказал, потом спустя несколько лет эту же историю рассказывает, но забывая какие детали, он хронологию меняет, упускает какие-то слова, либо же фразы переставляет местами. И это тоже свойственно Корану. Мы видим сплошь и рядом, что одни и те же истории передаются по-разному, с нарушением хронологии, упущением каких-то отдельных слов. И каждый на примере может убедиться, что действительно устная традиция, устные пересказы, они упускают детали и нарушают хронологию. Даже я сейчас пересказываю эти сюжеты, тоже, скорее всего, что-то нарушил. Потому что не открываю сейчас книги, а пересказываю устно. Так что для меня вполне очевидно, что Мухаммед слушал иудеев, христиан, каких-то еще других людей, а потом устно все это передавал. А еще интересно то, что специалисты по устной традиции также определяют, что чем дальше от событий, тем больше появляются чудесных рассказов. И в Коране относительно Мухаммеда мы не встречаем чудесных рассказов.
Он там не творит какие-то сверхчудеса, да. И даже раскол Луны в Коране прямо не упоминается. Упомянуто только, что там раскололась Луна, наступил час, что-то подобное. Там прямо не сказано, что это именно Луна раскололась из-за действий каких-то Мухаммеда. Но в хадисах уже появляются чудеса там. Причем чудеса какие-то странные. Там дождь, он как-то из рук у Мухаммеда дождь капает, Луну зачем-то раскалывает. Зачем это действие? Просто чтобы потешить людей. И касательно Иисуса Христа тоже так же. Если мы смотрим в Евангелии, то видим обычные чудеса, исцеление, да, там, воскрешение людей. Но эти чудеса, они не выходят за грань человеческого понимания, потому что исцеление и сейчас происходит. Люди исцеляются и от рака, и от других болезней. Иисус исцелял. А потом в апокрифах, поздних источников, как раз от гностиков и других, появляются чудеса, что Иисус там чуть ли не летал вокруг Иерусалима на каких-то кораблях. И в Коране то же самое, вот эти истории, там, что Иса лепил птичек, оживлял их. То есть зачем все это надо было, такие чудеса? Зачем Иисусу летать вокруг Иерусалима? Зачем лепить птичек? Это все какие-то бестолковые знамения.